Коллеги, проходите, не стесняйтесь. Я приглашаю спикеров в первые ряды. Будьте добры. Коллеги, прошу поторопиться. У нас международная сессия, в которой в гибридном формате будут участвовать международные спикеры. И для них не очень привычна наша неторопливость. Еркан, в первые ряды. Парням из Форбса надо только в первых рядах сидеть. Коллеги, обратный отсчет. Через минуту начинаем. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, рады приветствовать вас на первом международном казахстанском телемедфоруме 2022. Я очень признательна от имени оргкомитета всем, кто приехал издалека, и мы непременно каждого поприветствуем отдельно. Но сейчас мне хотелось бы представить гостей, которые сидят со мной рядом. И начать я хочу с Романкулова Максата Базаралыевича, нашего депутата Мажилиса парламента. Это, наверное, один из самых нужных нам на сегодня людей, потому что очень много будем говорить о праве, о правовой реформе, потому что Максат Базаралыевич представляет у нас комитет по законодательству и судебно-правовой реформе. Спасибо большое. Я сейчас всех представлю, непременно дам вам слово. Сейчас, одну секундочку, потому что мы вас будем слушать долго. Следующий гость, которого мне хотелось бы вам представить, Ашуев Айдын Жумабекович, председатель правления НАУ ФСМС. Это второй самый нужный нам человек на Земле. Следующий гость, кого бы мне хотелось представить, это Джеффри Уитни, наш модератор международной секции, генеральный директор компании «Интерес», эксперт в сфере электронного здравоохранения в том числе. И рядом со мной сидит Бибит Салымович Симбаев, директор департамента цифрового развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан. А вот мы специально так сели с Лейлой Оралгазиевной, чтобы все, кто оказался между нами, у этих людей сразу исполнились все желания. Надеюсь, они будут совпадать с нами, потому что в дальнем от меня кресле организатор форума Дайрбаева Лейла Оралгазиевна, президент ассоциации, Казахстанской ассоциации телемедицины и электронного здравоохранения. Короткое приветственное слово хотелось бы предоставить Шамаль Елене Владимировне, секретарю Совета по сотрудничеству по вопросам здравоохранения стран СНГ. Небольшое включение. Будьте добры. У нас нет звука.
Коллеги, добрый день еще раз. Меня слышно? Теперь да. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, я очень рада поприветствовать Республику Казахстан с проведением такого большого, значимого международного мероприятия, которое собрало на своей площадке не только государства, содружества, участники СНГ, но и практически целый мир. И это очень значимо, и я думаю, будет очень полезно для всего здравоохранения в целом. И у меня сегодня очень важное поручение от первого заместителя председателя исполнительного комитета. Это приветствие и поздравления всем участникам сегодняшнего форума. Позвольте, я его зачитаю. Уважаемые друзья, от имени исполнительного комитета Содружества независимых государств и от себя лично сердечно приветствую и поздравляю с началом работы первого международного форума по телемедицине и электронному здравоохранению. Прогресс в развитии цифровых технологий, происходящий в последние десятилетия, заложил основу для перехода всех сфер жизни общества на новый уклад. Сегодня система здравоохранения нацелена на цифровую трансформацию. Внедряются различные медицинские технологии с использованием искусственного интеллекта. Развивается телемедицина. И очевидным является тот факт, что внедрение информационных технологий вносит серьезный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи. Важно отметить, что первый международный форум по телемедицине и электронному здравоохранению проходит в год председательства Республики Казахстан в Содружестве независимых государств и в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Убежден, что сегодня будут заложены добрые традиции, и форум станет площадкой для определения путей дальнейшего развития телемедицины и электронного здравоохранения не только в государствах-участниках СНГ, но и во всем мире. Уважаемые друзья, желаю всем участникам конструктивных дискуссий, полезного профессионального общения и всего самого доброго. Первый заместитель председателя исполнительного комитета, исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов. Уважаемые коллеги, позвольте от себя лично пожелать всем участникам плодотворной работы и надеяться, что первый форум будет иметь продолжение и соберет, с каждым годом будет собирать на своей площадке все больше и больше участников, и это будет значимым событием для всего международного события в медицине в целом. Спасибо большое. Спасибо огромное, Елена Владимировна. Передайте от участников форума, от всего медицинского сообщества Казахстана огромный привет и благодарность за эти теплые слова. Надеюсь, что мы будем расти и развиваться все вместе. Спасибо. Мухсат Базарлыевич, коротко. Спасибо большое. Добрый день. Приветствую всех участников первого казахстанского международного телемедфорума 2022. Приветствую наших международных специалистов. Очень рад. Конечно, такие форумы имеют очень важное значение для развития медицины. И это очень важно. Тем более тема цифровая трансформация в здравоохранении, вызовы, решения, они актуальны и очень нужны нам. Вы знаете, что ежегодно выделяются большие средства для развития цифровых технологий, но зачастую бывают эти программы неэффективными. Поэтому хотелось бы, чтобы вот на таких форумах вырабатывались нужные, четкие, эффективные решения. Я являюсь депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан, работаю в комитете по законодательству и судебно-правовой реформе и принимаю непосредственно участие в принятии законопроектов. Вот. И при выработке эффективных решений и поступлении законопроектов в Мажилис мы готовы поддержать полностью все необходимые для нашего населения правильные решения и законы. Желаю всем успехов и плодотворной работы нашему форуму. Спасибо большое.
Спасибо огромное, Алькен Рахмет, Сізге Мақсат Базаралыұлы. Нам действительно очень важна поддержка нашей законодательной власти, потому что все мы живем по правилам. Медицина – это одна из самых зарегулированных, наверное, областей, отраслей. И поэтому присутствие здесь представителей комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, я думаю, что это хороший знак для всех, для нас, что мы будем меняться в лучшую сторону. Я позволю себе сделать небольшой обзор, и затем уже приветственные слова будут предоставлены нашим гостям в президиуме. Но на самом деле эта презентация не новая, я с ней довольно часто выступаю. Хочу сказать о том, что можно следующее. Я кликаю. Sorry. Так. Куда? На самом деле, те 2,5 года, когда мы с вами находились в пандемии, стали для систем здравоохранения, мировых систем здравоохранения стресс-тестом. И нужно сказать о том, что не сама пандемия явилась черным лебедем и вызовом для всего мирового здравоохранения, а то, как проявляли себя страновые системы. Что же у нас в Казахстане? Нужно отметить несколько важных моментов. Наша страна по уровню расходов на здравоохранение занимает 91 место в мире. Мы находимся где-то между Парагваем и Экваториальной Гвинеей. При этом требования по качеству, которые нам предъявляют как отрасли, как системе, они из первой 20-ки стран ОСР. У нас беспрецедентно огромный объем гарантированной помощи. Больше 2500 строк тарификатора – это то, что государство гарантирует своим гражданам в системе бесплатной медицинской помощи и в рамках обязательного социально-медицинского страхования. Если кликнуть в базе «Адилет», то появится и тегнуть слово «медицина», то появится 21 749 нормативных актов, из которых 219 непосредственно то, в чем мы живем. Другими словами, за африканские деньги от нас требуют европейское качество в советских объемах при северокорейском регулировании. Я не думаю, что какая-то страна в мире может похвастаться такой системой здравоохранения, поэтому мы однозначно одна из самых эффективных систем в мире. Но это не значит, что нам некуда развиваться. Наоборот, у нас стоят большие вызовы. Потому что даже внутри системы здравоохранения у нас есть такая золушка, как первичная медико-санитарная помощь, которую я представляю на данном форуме. Это в том еще более ужатом контексте, когда 37% сотрудников, представителей медицинского сообщества, за 18% денег выполняют более 70% объема услуг. И мы отдельно регулируемся внутри нашего регулирования. Ну что сказать, Казахстан на сегодняшний день, наверное, одна из самых подготовленных к цифровой трансформации стран, потому что у нас решены многие вопросы. У нас существует набор инструментов, из которых можно собирать системы. Малое дает возможности для большего. Если говорить о концепции, которую мы развиваем, и в течение последних 10 лет доктор у дома, это наша модель первичной медико-санитарной помощи, которая является, с одной стороны, уникальной, с другой стороны, абсолютно универсальной, позволяет снижать инвестиционные затраты в здравоохранении, при этом повышая эффективность. Так вот, задача ближайшего десятилетия – доктор у дома превратить в доктор дома. Это наши амбициозные планы. И надеюсь, что форум – один из шагов на этом пути. Нужно сказать отдельно, что здравоохранение – это единственная отрасль, которая сопровождает человека от рождения, даже до его рождения, до самого ухода. И объем помощи на разных этапах может быть абсолютно разным. Но что самое важное, объем медицинских данных, о которых мы сегодня очень много будем говорить, растет по экспоненте. И поэтому нам очень важно сейчас договориться всем правильно работать с медицинскими данными. Сбор, хранение, структурирование, обмен, вопросы информационной безопасности – это только то, о чем мы будем сегодня коротко касаться каких-то тем. Здесь внизу представлена схема
Вот особенно, Максат Базаралович, хотела обратить ваше внимание. Левый квадратик – это то, как сейчас. То есть вокруг фонда социально-медицинского страхования закреплены сейчас поставщики медицинской помощи, и наши пациенты остались где-то с краю. Наша задача – поместить наших пациентов в круг заботы. И это самая важная, наверное, цель, которую мы будем преследовать, и в этом нас однозначно поддержит и гражданское сообщество. Здесь есть яркие представители гражданской инициативы и пациентские сообщества. И я думаю, что мы вместе сможем проделать этот большой путь. Потому что, как показывает наш опыт, проходя через катарсисы, хрупкое разрушится, неуязвимое останется прежним. Нам с вами всем вместе нужно пройти через цифровую трансформацию, создать что-то антихрупкое, которое, проходя через катарсисы, будет эволюционировать и становиться лучше, адаптироваться к новым вызовам и к новым проблемам, которые на самом деле у нас сегодня есть. Я надеюсь, что сегодняшний форум для каждого из вас откроет, даже, может быть, это одно слово, одного человека, решение одной проблемы или одного вопроса. И, наверное, и мы будем думать о том, что сегодняшний день прошел не зря. У нас большая сложная работа предстоит. Сейчас идет прямая трансляция в YouTube-канале. У нас работают сегодня в зале 3 синхронных переводчика, поэтому русский, казахский, английский языки вы можете слышать в наушниках. И мне хотелось бы отдельно предоставить слово Айдану Жумабековичу, чтобы вот он несколько слов сказал. Бибит Саломович, вы тоже, ну и, конечно, Лейла Оралгазиевна. Благодарю за внимание. Спасибо, Лейла. Всем доброе утро. Да, вот первый международный телемедфорум. Об этом Лейла мне говорила еще недели 2 назад. Я очень рад, что нахожусь здесь. Это будет полезно для фонда, так как я новый человек в этой системе. Я буквально 4-й месяц работаю председателем правления. И для себя мы уже несколько раз встречались с Лейлой, обсуждали некоторые моменты, и даже то, что сейчас было прозвучено в рамках его презентации. Очень много что можем мы исчерпать для своей работы в будущем, для фонда и в целом для здравоохранения. И цифровизация – это, наверное, основа, которая будет обеспечивать транспарентность расходования средств и в целом для здравоохранения. Поэтому я надеюсь сегодня получить очень много знаний, где-то подискутировать, ответить на вопросы. У самого могут быть много вопросов, поэтому спасибо еще раз. Успехов этому форуму, пусть он крепнет и живет дальше. Спасибо. Спасибо огромное. Айден Жумабекович на самом деле человек новый, но это не помешало ему с головой погрузиться в вопросы здравоохранения. Он только что вернулся из своей поездки, где в регионы Казахстана, в Алмату, где знакомился с поставщиками медицинской помощи, слушал все наши вопросы, все наши чаяния и трудностей с первых уст. И я очень рада, что во главе нашего ключевого стейкхолдера появился такой активный, неравнодушный, профессиональный человек. Я думаю, мы сможем вместе много сделать. Но ему тоже нужна наша поддержка, поэтому я очень надеюсь на то, что мы все вам ее окажем. Доброе утро, коллеги. Очень рад всех видеть на таком большом мероприятии. Отдельное спасибо организаторам за такое первый казахстанский международный телемедфорум. В целом, с учетом того, что Республика Казахстан имеет особую географическую позицию, у нас очень большая страна, очень много отдаленных сельских районов, и для Казахстана очень важно внедрение вообще телемедицины в целом. В Казахстане телемедицина начала развиваться довольно давно, еще в 2000-х годах, но модель самой телемедицины, она за последние 10 лет очень сильно трансформировалась. Как вы знаете, то есть если раньше мы понимали больше под телемедициной, это консультации врач-врач, сегодня мы четко понимаем, и с учетом прошедшей, так сказать, пандемии, да, что понятие удаленной консультации
в режиме врач-пациент. Это очень актуально и сегодня очень важно для обеспечения доступности и качества медицинской помощи. В связи с этим хочу всех поздравить, во-первых, с проведением данного форума, пожелать успешной работы нам всем вместе, всем удачи. Спасибо. Спасибо огромное. На самом деле Бейбут Салымович несет вот это знамя цифровизации, автоматизации, стойко. И я, поскольку мы вот все, очень много здесь присутствующих гостей, находимся все в рабочих группах, то я хочу отдельно поблагодарить Бейбута Салымовича за его позицию, активную, неравнодушную. Я считаю, что нам очень повезло с нашим директором департамента, потому что все самое лучшее, что есть в мире для Бейбута Салымовича, это просто цель. Спасибо огромное. Лейла Ралгазиевна. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех участников, которые нашли сегодня время и, так сказать, выделили время для того, чтобы обсудить эти очень важные вопросы. Действительно, Казахстан в лице Министерства здравоохранения, в лице нашего Министерства цифрового развития достаточно хорошо выглядит в контексте цифровизации медицины. У нас есть, в общем-то, определенная конкуренция среди медицинских информационных систем. У нас есть достаточно много порталов Минздрава, которые в той или иной степени совершенствуются. Есть информационные системы фонда, которые позволяют работать поставщикам в рамках гарантированного объема или фонд, или обязательного медицинского страхования. И с 2013 года действительно было сделано очень много, и через это, в принципе, проходят все системы, все цифровые системы здравоохранения. И просто почему именно сейчас актуально проведение этого форума? Потому что на самом деле мы должны понять, что, во-первых, все через это проходят, и второе, что сейчас пришло время говорить уже о цифровой трансформации для того, чтобы повысить эффективность, прозрачность и качество медицинской помощи у нас в Казахстане. И поэтому большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Отдельно мне хотелось бы поблагодарить Бейбута Салымовича, потому что он так скромно говорит, на самом деле поддержка Департамента здравоохранения, развития электронного здравоохранения в организации этого форума, она бесценна. И также мне хотелось бы поблагодарить Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в лице особенно представителей холдинга «Зерде», которые также оказали очень большую поддержку и содействие в организации форума. И я думаю, что имея таких стейкхолдеров, госорганов, госорганы, такие поддерживающие структуры в цифровой трансформации, а вклад государства здесь должен быть обязательно, и участие, вернее, государства, но также важно участие всех заинтересованных лиц. Поэтому я считаю, что именно проведение форума сейчас очень актуально и важно. Поэтому большое спасибо. Я надеюсь, что Казахстанская ассоциация телемедицины и электронного здравоохранения, она организовалась не так давно в Казахстане, однако она станет той площадкой, где мы сможем неформально проводить обсуждения, мозговые штурмы, все, что необходимо для того, чтобы сделать вот этот прыжок, цифровую трансформацию, и для того, чтобы всем заинтересованным лицам было интересно и полезно в этом участвовать, как медицинским учреждениям, также и пациентским организациям, и пациентам особенно, потому что мы должны понимать, что все вокруг, вся помощь, она вокруг пациента. Поэтому спасибо большое. И мы призываем, знаете, к такой неформальной обстановке, для того, чтобы можно было спокойно делиться мнениями и обсуждать. Спасибо большое.
Спасибо большое, Лейла Раугазиевна. На самом деле мы действительно хотели пронести ключевую нашу мысль через весь форум. Чем отличается цифровизация, автоматизация от цифровой трансформации? Это первый вопрос, который я задаю студентам, вот, будучи преподавателем кафедры телемедицины. И вы знаете, зачастую наши дети не отвечают на это вопрос, но и взрослые иногда не знают ключевых отличий. Цифровизация, автоматизация предполагает текущие бизнес-процессы, поэтому, автоматизируя бардак, мы получаем просто автоматизированный бардак и ничего другого. Цифровая трансформация предполагает построение абсолютно новых процессов. Но процессы не строятся в воздухе. Это прежде всего люди. Люди, технологии, процессы. И поэтому каждый из нас сегодня уйдет хотя бы с маленьким пониманием того, как у нас будут эволюционировать пациенты, как будет происходить эволюция врача, каким образом должна произойти эволюция клиники и всей системы здравоохранения. Ну и самое главное, что нам хотелось бы донести вот этим форумом, что отрасль здравоохранения, медицина не может измениться сама по себе. Мы хотим стать тем драйвером, который поможет измениться всему обществу, потому что цифровая трансформация – это не история про отдельные какие-то решения в сфере телемедицины или банкинга или еще чего-то. Нам всем предстоит пройти этот большой путь. И на самом деле на этом пути нас ждет очень много разочарований, очень много проблем, очень много трудностей. Но только все вместе мы сможем их преодолеть. И очень много из того, что для нас сейчас является неразрешимой задачей, актуально во всем мире. Вопросы интероперабельности, информационной безопасности, вопросы цифрового пути пациента, появление совершенно новых профессий, изменение правил нормативно-правового регулирования, потому что все, что мы имеем сейчас как правило, к сожалению, является эпохой ламповых законов. Нам нужны сейчас цифровые законы. Поэтому законы, люди, процессы, технологии, все должно пройти этот путь. Хотим мы этого или не хотим. Ну и, как я уже говорила, мы не одиноки на своем пути, поэтому я хочу сейчас передать свою функцию модератора нашему дорогому Джеффри, который проведет для нас международную сессию. Он собрал на самом деле очень интересных спикеров. Это мировой опыт, это мировая поддержка, это такой большой мировой комьюнити цифровизаторов и врачей. Джефф, тебе слово, дорогой. Спасибо. В первую очередь я хотел бы, значит, чтобы вы знали, что я сам чувствую, как часто я ошибаюсь на русском языке. Поэтому, значит, наша международная сессия будет совсем на английском. Поэтому следующие комментарии – это ваша возможность, чтобы проверить ваши наушники на английском языке. И чтобы наши переводы будут и тоже на русском и на казахском языках. Во-вторых, пожалуйста, проверьте сейчас ваши наушники. Во-вторых, я хотел бы очень сказать, что я очень благодарен, можно говорить, двухлейную команду. Это Лейла Дарибаева и Лейла Ишбаева. Они подготовили все, которые вы видели сегодня. Значит, больше 30 модулей, может 30 спикеров, которые говорят сейчас, которые презентируют их информацию от разных направлений, от разных стран, можно говорить даже. И тем более наши поддержки люди, переводчики, спасибо, технические люди, спасибо за вашу поддержку сегодня. So, I am changing over to English. Are we ready? Great. Our international session today features 5 speakers from
6 different countries, believe it or not. Our first speaker will be myself, speaking on behalf of the United States and perhaps the world. I'm here to give you an overview of digital health, telemedicine, and to the greatest extent possible, a preview of your whole day today in our forum. Our second speaker, also from the United States, where it's well after midnight, we appreciate her participation, is working to create standards for digital health so that we can exchange information correctly, conveniently, and efficiently among healthcare providers and among governments, so people can travel perhaps with an e-health passport, so they won't need lots of little pieces of paper like the one I carry in my wallet from the United States. Our third speakers, plural, are 2 project leaders currently working in Tashkent in Uzbekistan. They're doing it. They're taking telemedicine to a new level. They're actually creating intensive care units that will be linked teleelectronically with a leading hospital in Berlin to allow surgery, diagnostics, and post-operative care to occur telemedically. We're going to learn a little bit about what they're doing and how they're doing it, because this is a fantastic opportunity for Kazakhstan. Our fourth speaker, who's usually based in Jakarta, Indonesia, but is currently in Sydney, Australia, is the chairman of a telemedical company in Indonesia with several million patients. This is the goal of Kazakhstan, to have an effective telemedical capability that covers the country. Indonesia is a country of 14,000 islands and over 260 million people. So delivering primary health care at a world standard is a challenge. If they're able to do it, we can too. In that regard, our fifth speaker is Dr. Sanjay Bhardwaj. He is the Senior Vice President of a company in India who is also doing it. How are they doing it? How are they delivering telemedicine and digital health? Their answer is to create medical kiosks where individuals can walk up, get a diagnosis, connect to a doctor, receive a prescription, and pay for the service, all in about 20 minutes. These kiosks would be placed, for example, in shopping centers or other places where people congregate to eliminate the cost of travel, the problems of booking an appointment, etc. It's interesting to note that in India, people can pay as much as their entire day's wage, their salary, to get across town just to travel to their doctor's appointment and back. So these kinds of kiosks make receiving appropriate medical care very convenient. So without further ado, I would like to start our presentation. I'll be the first speaker. If we could bring up the presentation on telemedicine and how it works. A couple of quick notes. This presentation was collected from online information. I've referenced all the information. Next slide, please. I've referenced all the information I've collected. You'll find that every reference can be, thank you, that every reference can be checked, and there are no claims here that are outrageous or unprovable. What would I like to do with our time today? The first thing I'd like to do, see if I can get this to work. I don't know where I need to press, but we'll
figure it out. There we go. I'd like to make sure we understand the difference between digital health and telemedicine. That's going to be very important for the whole day today. It's important that we know the difference between those two things. The second thing I'd like to do is to give you a kind of a, let's see, I give you a kind of an overview of what the rest of the day will look like. Not just our presentations, not just lessons learned in different countries, but also some of the issues regarding standards, regarding payments, regarding software, and regarding equipment. And then some of the lessons that some of our current practitioners have learned here in Kazakhstan. So we're trying to create a system where we're all growing together. And then finally, I would like to, if it's possible, I'd like to prepare the way so that you're ready to leave this conference with ideas, maybe with some solutions, and definitely with some new business partners. It's important that you get value from the time you spend today with us, okay? Now, as I say, please put away your electronic devices, buckle your seatbelts, and get ready. All of these presentations will be online. You'll be able to reference them at your leisure, download them and review them and share them with your colleagues. So to the greatest extent possible, try to just follow what we're doing here. So the first information that we'd like to provide is, what is digital health? Digital health is when healthcare information is recorded in an electronic form. And the key word here is library. We're creating a library of information about a person, about a community, about a country, so that we can use big data analysis to figure out where's the next pandemic going to start? Where are healthcare supplies needed? Okay, I like to use these little words like SCORE to remind us that we need to serve system stakeholders. We need to collect high quality information. We need to optimize the technology we're using so that it's appropriate for what we're doing. It doesn't have to be the most expensive. It just has to be appropriate for what we need. We need to roll out our thoughts step by step, project by project. We need to learn lessons from where things don't work so well. And then we need to engage users. This theme is you're going to hear this in all of our international sessions today. How do we engage users? People historically, you, I, we like to engage with a doctor physically. We like to be present, part of human nature. How can we replace that with something that still feels personal, that's customized for what we need, but is much more efficient? That's what telemedicine really is all about. If we now compare telemedicine, so clicker, oh, there we go. Oh, okay. If we now compare telemedicine to digital health, the key word here is real time. Telemedicine is delivering healthcare in real time. It gets over some of the problems of transportation and location and so forth, and uses technology to bring the patient and the doctor together, the practitioner together. We want real time, so we have to be ready, right? We want real time interaction. We want to engage high quality personnel in this process. Those practitioners have to give the patient the feeling of an in-person consult or in-person service. Again, the technology needs to be appropriate. We need to deploy solutions step by step, so we learn lessons from where things don't work out so well. Remember, about 80% of the success of telemedicine is going to be based on the benefits that patients feel. If they feel they're getting benefits, if doctors and clinics and hospitals feel that telemedicine is beneficial, it will be rapidly adopted. Now,
Why is all this fuss? I took this slide directly from a conversation I had with Dr. Ishbaeva. Her presentation slide was much prettier. I'm not an artist, but you understand, right, that at a young age, we're spending most of the time, our families are spending most of their money on education and training. And then that's followed by maybe some fun spending, traveling, whatever we do as single people. Then we get married and we have children and we're earning and saving and building our families. And then we're retired and we're surviving, okay? We have different parts of our life that have different focuses and where the majority of money is spent. But here's the fact. Healthcare spending starts from before we're born and follows us our whole lives. This is a huge market. It's not going away. And the more effectively healthcare is delivered, the more profitable, frankly, it is for the companies and organizations delivering it. So let's start off with, what does a patient want? This is a wonderful slide from an Oliver Wyman presentation talking about what patients want and what gets delivered. So, for example, patients who want to stay healthy can go to a particular company in India that focuses on staying healthy. Maybe other patients are worried about what happens when they get sick. There's diagnostic capabilities. Getting treatment, there are other companies, and then getting better, the post-treatment phase. The key thing here is that Asia is experiencing these three shifts from products to services, right? From one size fits all, everybody is the same arriving at the clinic, everybody gets treated the same way by the same person, to a more customized approach. That's the only way telemedicine is going to work. People have to feel it's for them. And of course, from a clinical kind of feeling to a more personal, more customer-oriented relationship. This is how you're successful in telemedicine. If this is done correctly, the expansion is, I don't say limitless, but the potential for growth is amazing. Now, when does the patient want to receive this service? Well, here's a slide from Statista. Wow, people are really using online services to learn about their health. I mean, look at these jumps. I mean, 80% of people between the ages of 16 and 74 in Finland last year went to the internet to ask something about their health. Kazakhstan is not listed here. These were Eurostat statistics, but the number in Kazakhstan, as far as I understand from some apocryphal information, this is more than 60% of people, when they have a health problem, they'll go to the internet and ask a question. Why? Because you have data plans, because we have high-speed internet, because it's convenient, because the internet is constantly adding appropriate information. All of that is great. Again, this can be a huge driver for success for companies interested in getting involved. Now, is the patient enabled to participate in telemedicine? Well, let's look at some interesting statistics. Kazakhstan and most of Central Asia is, as we say, oversubscribed. There are more cell phone subscriptions than people. So for all of those of you carrying 2 cell phones in your wallet, we're talking to you, okay? I mean, this is on a par with China. This is actually above India. So when we talk about smartphone penetration, Kazakhstan is in the top 12 countries of the world. This is important. Why? Because telemedicine depends on a smartphone. The most important piece of equipment that telemedicine uses is a smartphone. There are plenty in Kazakhstan. We're ready. Now, is the patient enabled to pay for telemedicine? Yes. There are digital wallets of many kinds now available in Kazakhstan. And especially, there are micropayment capabilities that are being offered by banks and other payment sources here in Kazakhstan. Now, micropayments are very important. These are payments of less than, say, about 500 tenge, less than $1. Many
banks, and mobile financial services permit these. This means that people in rural districts, the underserved populations of Kazakhstan and all of Central Asia, the total of 75 million people in Central Asia, they can be served effectively by telemedicine. So going forward, again, we have trends that we should be observing. What are they? Well, the new modern medical clinic, the new front door is the telemedicine portal, is the digital connection. That telephone is the way clinics are going to expand. Why? Because there aren't enough people. There aren't enough medical practitioners to serve growing populations. It's convenient. It can deliver real-time healthcare. But we have to fix the electronic health record, the e-health, the EHR, the electronic health records, to make them more effective. Practitioners are spending a lot of their time trying to understand the data in an EHR. They're getting burned out. There are too many providers. There's no standards. It's one of the reasons why Lucy will be talking in the very next presentation about the development of standards. And we also have to make sure that the systems, the IT systems, the artificial intelligence is using representative data, minorities, different regions, different income levels and distributions in different diseases. We have to make sure that the prognoses, the diagnoses are appropriate for this region, okay? Now, this is a fabulous McKinsey slide, very dense. There's a link at the bottom to a podcast from last year, which I highly encourage you to listen to. It's about 25 minutes long. It talks about the future of digital healthcare and the delivery benefits that come to patients, practitioners, and payers. I cannot highly enough recommend that you listen to the entire podcast, but in summary, there are 25, McKinsey has feels there are 25 different aspects or components for healthcare delivery. The two most critical are the e-health record and e-prescriptions. Those two things make healthcare effective. Those benefits can be tremendous, anywhere from 10 to 30% savings across a country. The critical requirements, of course, connectivity, real-time interoperability, and so forth. And of course, uptake, so buy-in from the patients, the practitioners, and the payers. This is also a very busy slide. Here's the bottom line. The United States, hard to believe, 20% of the economy of the United States is spent in healthcare. There's no other country in the world that spends that much. Why? Because private people pay out of their pocket. 9% of the economy is paid out of the pocket of private people. This is terrible. This means that unless you have money, you don't get good healthcare. This is not the situation in Kazakhstan. You can get good healthcare without being bankrupted. But the point of this slide is at the bottom. The average person makes a primary healthcare visit 2.5 times in a year. The average person needs a diagnostic test once every 2 years at a minimum. Those two things can be replaced by telemedicine, and that will wipe away 1/3 of the spending on healthcare in the United States. That's why it's being chased so hard in high-income economies. In low-income economies like Kazakhstan, it's being chased hard because there aren't sufficient medical professionals to serve everybody. Now, there's a list of telemedical providers. Some of them have been around for more than 20 years. There are more than 250 registered companies in the United States providing healthcare through telemedicine. Some of them are highly specialized for exercise training. Some of them are prenatal, postnatal,
This kind of differentiation can come to Central Asia as well, but first we need some basic things. For starters, you need some basic hardware. To deliver telemedicine, you need basically smartphones, computer, you might need a scanner, scan in paper documents to digitize those. You'll certainly need some, office suite information like Microsoft or Linux or whatever, and you'll need servers to store the information. Once you have that, you're in. So the barrier to entry, the opportunity, I'm saying this again as a business opportunity for companies here in Kazakhstan and across Central Asia to join telemedicine, it's very, very high. This is a super opportunity, and it's only going to get better in the future. That's my presentation. If you'd like to ask some questions, I'm going to be around during the breaks. Of course, I'll be here the whole day. What I'd like to do is to move on to our next presentation because we're kind of running on out of time. If Lucy Yang, are you ready? Yes, I'm ready. Excellent. I'd like to introduce Lucy Yang. She is the director of the COVID Credential Initiative for Linux Foundation in the United States. The purpose of the initiative is to try to create a common set of standards for sharing information about tests, vaccinations, and booster shots so that we're not using little pieces of paper. They've done a tremendous amount of work that could become the basis for e-health records. Lucy, take it away. Thanks very much, Jeff, for having me here and giving me this opportunity to share some of my work in COVID. So am I having the slides up if someone can help? So, yeah, but first of all, when I first spoke with Jeff, I was in the United States, where my organization, one organization I'm involved in is based, but actually I'm in Canada now, so hopefully this is bringing more diversity, diverse point of views. And thanks for having for putting up the slides. So as you can see, I'm going to talk more specifically about what I have learned from COVID credentialing and how that learning can be applied to more broad topic of enabling telemedicine, particularly on standards for digital health record. And yeah, as Jeff mentioned, I'm the community director of the COVID Credentials Initiative, which is a Linux Foundation project. Another project a Linux Foundation is involved in is called Linux Foundation Public Health, and where I particularly lead a project also COVID related called the Global COVID Certificate Network project. And just wanted to be clear, I'm here today representing myself. Any of the views here is my learning from my work involved in these two organizations. I'm not representing them, and also the views are myself. But I'm happy to make connections. If any one of you want to connect to the organization, I'm happy to help make that connection after today's conference. Next slide, please. Just want to share a little bit more about the two COVID-related organizations I'm involved in. And as Jeff mentioned, the COVID Credentials Initiative, we're a global community and collaborating to enable particularly open standard-based privacy-preserving credentials. And probably some of you are asking, what is open standard? So if you're thinking about internet is pretty much building on open protocols like emails, right? There's SMTP, there's HTML. All these are open protocols that any companies can follow to build their software on. As long as you're building on that, your systems can interact with other people's systems, like Gmail and Outlook interact. You can send emails around. So So at COVID Credentials Initiative, we're particularly focused on building open standards that anyone can use, and so that the different kind of systems of COVID and also beyond, in digital health in general, can interact with each other. And our focus has been more on how to bring existing centralized kind of systems together, which I'm going to talk a little bit later.
And Linux Foundation Public Health, different from like the open standard community is it focuses on building open source software. So once you have standard, you need to actually software and tools that actually implement the standard. So like in Linux Foundation Public Health, which is another organization within Linux Foundation, are kind of in a collaborative kind of manner with the COVID Credentials Initiative, and also initially hosted the COVID Credentials Initiative, are focused on building software that secure software and sustains open software to improve global health equity and innovation. So these are organizations I have been involved in the last 2 years since the beginning of the pandemic. Next slide, please. So I just want to start by kind of summarize like the main learnings I had like in the past 2 years. And the first thing is like you're probably aware of all different kind of COVID credential system or different kind of COVID credential standards out there, which exactly is a testament to the lack of truly global standards. And so one thing that when we started the COVID Credentials Initiative, we were hoping to like build one thing that we want to build a truly global standard and that everyone can use, which actually to lead to my next kind of learning is it is really, really hard and pretty much impossible to build one size fits all solution, because my work pretty much involves working with people like from everywhere, like in the globe. I don't think I've ever interacted with anyone from Antarctica, but any other continent I've been working with or having conversations with, help me understand like the health systems and policies are just drastically different, like in different parts of the world. So we were glad initially when in 2020 when we started the work at COVID Credentials Initiative, we realized that early on. So we didn't rush into building something or building another thing that we want like people to adopt. While we're learning like, oh, there's no one size for all solution. Like the third point, like the learning we had, and I personally have is the new norm for global standardization in health particularly should enable decentralization to allow like different regions, different countries, different jurisdictions to actually implement like their health in the way that aligned with like all like different kind of factors that they need to align with at their kind of regional or local level. And also like there needs to be something like organizations or standards that stays in between, that's trying to restore a really, really good equilibrium between centralization and decentralization. So I'm going to get a little bit more into like what I mean shortly. Next slide, please. So one of the work, and we've been asked at the COVID Credentials Initiative as well as Linux Foundation, we actually worked on in 2020 is called like a Good Health Path Interoperability Blueprint. So the reason why we contribute like significantly into this work is because it is trying to address all like different challenges of bringing different kind of COVID certificate like ecosystem or standards together, particularly for travel reopening. So the work we did, initially we identified like 9 set of challenges and then work on the recommendations with not only like the 2 organizations I'm involved in, but also many, many other organizations to actually come up with this blueprint that provided the next set of recommendations. So at the end, towards the kind of the publishing, the finishing line of this work at Linux Foundation Public Health, where we realized, there are like the travel industry has a really, really really challenging situation to solve, to reopen travel, to reopen like flights and airlines and stuff. At the same time, governments are facing a slightly different, or like probably very different kind of similar challenges in terms of interoperability among the systems, but as well as like unique challenges regarding like policies and governance around and those, and also in international relations regarding like COVID certificates. So what we did is
at Linux Foundation Public Health, since we have been involved in working with government institutions as well as industry stakeholder to implement COVID-related solutions, providing like open source tools for them. So we particularly kind of launched the Global COVID Certificate Network project, trying to implement the recommendations that develop for travel and kind of modify it for governments, and trying to help governments with open borders by developing the technical specifications, the standards, as well as open source code based on the 9 sets of recommendations. And another kind of set of work we did, so that's the next one, I'm like the Digital Health Credential System Implementation Guide. This is developed at the COVID Credentials Initiative, which is more focused on like standardizing what are like the good practice in a simplified way, because the Good Health Pass interoperability blueprint is almost like 200 pages. So what we're trying to do is for implementers, like before you dive into like a long document with any technical standards or code, what are like the baseline? What do we mean by good practices, and in terms of like requirements for digital health credential systems? So that is already like the version 1 of that is already developed, and we're about to publish it in upcoming months. So these are the works very relevant to standards, and as well as like the software building on standards that I have been involved in and leading, and which I call here the principle-based outcomes, which means we have instead of like we start with technology, we're very, very clear what are like the principles, like design principles, like as you can see on the slide, we need to follow. And it's the reason why we start with principles is because they're the technology can be implemented in a very different way in different kind of locations, in different jurisdictions, but trying to align like different kind of views like through principles is where we normally started. So it's principle-based outcomes, and also based on the principles, we develop standards as well as like technology. So that's like what I call like open standard-based technology. Next slide, please. So I want to dive a little bit more into the Global COVID Certificate Network project I did, and which is also responding to one of my earlier point of like how to bring like together different kind of centralized system. Like centralized systems, and as kind of spread across different kind of jurisdictions as kind of decentralizations, like decentralized centralization. So that's what. So this is a slide I used, I think last year when I was presenting to a group of experts from WHO and other like international organizations. So it's still today's reality. It hasn't changed. What has evolved is there are more kind of convergence among the different kind of like standards, but still we're looking at like different kind of like clusters, and like for example, you probably know like the EU digital COVID certificate is a cluster, and there's also all these other clusters, and in this and one of like the points I'm going to talk about, like, there are no universal or dominant standards or policies that most authorities are following, and whether industry or government. So I have a link here if you are interested in learning more about like the more popular or dominant standards. There are 4 of them. So I wrote an article last year about it. So when you get the slides, you will be able to get an idea what are the major standards in COVID that can also potentially be used and very likely be used beyond COVID, because we're already kind of involved in conversations about extending them. And going back to like my first point, there's no established trust chains for COVID certificates. And what do I mean by that is, so a lot of like people call like, a COVID certificate, COVID passport, even though like the organizations that I've involved in would never kind of recommend that way, because passport is like it's a travel document that deals with travel issues, and COVID certificate are very, very different in the sense that it's a cross-domain kind of document that address a person's and an individual's health data as well as being used outside of health. It's more complicated also in the sense that there's no established systems. Like when COVID hit, there's no established systems of how to issuing medical credentials, right? And also there's no clear authorities
in terms of who should be issuing what. So what I've seen mostly, like in the COVID space, the government have been leading more like the efforts in the vaccines like area. Obviously, some government are leading all like issuing vaccine certificate as well as test certificate, but that's not the case across the globe. A lot of the test certificates are being issued by the private sector players who is not kind of engaging too much with government. So there's no, if you're thinking about passport, like each country is very, very clear authority, like which government institution has authority to kind of authorize like agencies, like passport agencies, to actually give passports to citizens. But for COVID credentials, there's no such thing. There are probably many, like the government probably managing like certain chains, and there's the private sector chains, and even in one jurisdiction or one region or one country. So there's no kind of established trust chains for COVID certificates, which make any kind of technology building a technology that address all the factors like just within a short period of time really, really difficult. So there's no surprise that there are actually very different kind of systems emerge at the same time, and the same thing with like different kind of standards. So that's what I think will still stay as kind of a reality, like, you know, just in general in the medical health space. I think many of the experts here, like you probably know better than me how many kind of different kind of existing standards are out there dealing with medical records and also like many other aspects in health. So and the third and fourth point is what we kind of observed as like the different paces of the countries reopening, because like there's the different kind of existing infrastructure, a different level of existing infrastructure, and also countries when they know that there's so many different ways of doing credentials, and they also need to kind of exchange like their public keys that sign credentials so they can actually verify each other's credentials. Meaning like a lot of countries have to actually reach out like to other countries one by one and pursue that kind of bilateral conversation. It's very, very time consuming and resource consuming to actually get like for one country or like one jurisdiction to get everything, you know, every others, and then be able to verify a COVID certificate. So given that's kind of like the very, very fragmented and like kind of decentralized kind of systems, that the reality, so we realize it's very, very important. So we decide to implement the Good Health Path interoperability blueprint. We identified this challenge as the top challenge. We, you know, as like Linux Foundation is kind of a global organization, can help like enable to actually inclusive global reopening, and we need to build a truly global trust architecture or standard to bring all these disparate centralized ecosystems together. And the spirit is not to kind of give them one thing that everyone needs to follow, but allowing them to have their thing, but find a way to actually bring them together. So on a higher trust level. So that's what we're like, and I've been working like mainly this project in the past 9 months. And the current, we have made really, really good progress, and currently in conversations with like organizations like WHO and see how we can turn our, like we started with the code project and how we can turn our existing kind of work into kind of more standardized way, allowing like different countries and different jurisdictions where even the private sector players participate in the long term and going beyond COVID. So that's like where, like, yeah, that's kind of example I wanted to speak to, like, especially regarding the norm. Thank you. So lastly, what I want to just expand a little bit like to digital health record. So like, even if our work has mainly focused on credentialing, which actually targeting more kind of at the end of like the data chain. So I give an example here, like how long the data pipeline is. Eventually, because Jeff already mentioned, it's about data, right? How like people's data flow either within existing systems or at like the individual users level. So here I'm quoting an organization based in Europe who came up with this new idea, like new concept called dynamic data economy, which they rightly pointed out, you know, we're heading into an area where siloed data ownership needs to be kind of superseded by consented access subsets of decentralized data, because we won't have everything in one place. You know, why the primary economic resource is not the data itself, but how
can manage consensual data flows that center around individuals. And that's the kind of like the essence of the work, and at least the work nations I'm involved in, and now that's our focus, how we can center the data around individuals instead of a center our focus on like the existing system. And like I think that's also aligned with what Jeff was talking about earlier. I think that's the end of my presentation. Thank you very much. Yeah, I'm not sure if any questions. Hopefully I'm able to kind of summarize our work in a simple way. Thank you, Lucy, for an interesting, thank you. Thank you, especially because it's well after 1 o'clock in the morning your time. So thank you for joining us. We're going to do questions through the website because we're a little bit short on time. We have 3 more presentations to go. Again, thank you, Lucy. Our next presentations are from Uzbekistan. They're jointly from the German Development Cooperation Organization, GIZ, and from the Robert Koch Institute in Berlin. We have 2 people, respectively, Cornelia Becker and Dr. Evgenia Buklage, who are going to speak on the implementation of a telemedical intensive care unit in Tashkent, and then rolling that process out throughout the country. So Cornelia and Evgenia, can you join us, please? Yes, thank you very much. The presentation is about to start, right? Yes, please. Can you bring it up? You want me to? No, we've got, there you go. Can you see it? You're up. Yes, it's there. Okay, thank you very much. Good morning, Dobre Utro from Uzbekistan. First of all, I would like to say that we are really very honored and pleased to be invited to this important forum, and that we are more than happy to present to you experiences from your neighboring country, from Uzbekistan. Next slide, please. The German Development Corporation, we are implementing a so-called digital by default approach, and German Development Corporation includes the GIZ, which is the technical cooperation part of German Development Corporation, and the KfW, which is the German Development Bank and mostly responsible for financial cooperation. Both institutions are implementing on behalf of the German government, which is represented by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, the BMZ, and therefore we are following the BMZ's digital agenda. This defines our priorities for the use of digitalization, and the BMZ signed its commitment to the principles for digital development, which guide actually the development of solutions, digital solutions in the development. Next slide, please. Yeah. The BMZ also has endorsed the digital investment principles, which ensure that investments are in accordance with the national health strategies. And this all leads us actually to the approach on the bottom left of digital by default. This means for us that we at GIZ and KfW, we implement projects on this basis. And that also means we are implementing, supporting, and financing activities and projects in order to streamline processes, increase efficiency, facilitate data collection and processing, and also facilitating the access to health services and information with a specific focus on vulnerable population, and supporting the health workforce through these approaches and solutions. Next slide, please. Here, we are going a little bit more into details. You can see here a map. This is actually a regularly updated map. On the bottom, you see the link where you can go into more details and actually have a look on what German Development Corporation is implementing with partner countries worldwide. We are currently implementing digital health programs in more than 29 countries.
And the main goal mostly is the universal health coverage of these projects. We develop digital tools and systems for these health systems in our partner countries. We rely increasingly on open source solutions, and very important for us, we are committed to data security and privacy protection. In this map, you can see what exactly is implemented at the moment. And for example, you have examples there on electronic patient register, for example, in Malawi, or in ECOWAS, we are working on digital disease surveillance also in Madagascar. Next slide, please. Yes, and here we are actually going a little bit more into really specific examples. Here in Uzbekistan, we are together with the Ministry of Health of the government of Uzbekistan implementing a project together on capacity building in medical technology. And some of the elements of this project are, for example, a Moodle e-learning platform we have developed together with our teaching institution here in order to support the continuous medical education for health workers process. We also have, we support skills labs in teaching hospitals and teaching institutions by using computer-based simulation trainings in order to improve the praxis-oriented in and pre-service training of our medical staff here, and therefore the quality of medical interventions. And we also work on a telemedical network my colleague, Dr. Yevgenia Boklage, is going to talk about. I'm not going more into details because you are more than free to enter this map yourself and have a look what we are actually doing in the sphere of health, digital health projects in the world. Over to Yevgenia. Thank you. Thank you very much, Cornelia. Thank you for this presentation. Я очень быстро сделаю небольшое приветствие на русском языке. Большое спасибо, Джефф, большое спасибо организаторам за эту возможность участвовать в этом очень интересном мероприятии. И I will switch to English now and tell a few words about our ongoing telemedical project in the Republic of Uzbekistan. I will ask Eleonora to go to the next slide, please. Thank you. My name is Evgenia, and I'm representing the Robert Koch Institute, that is Germany's National Public Health Institute. Probably some of you are already familiar with this name, since in the past couple of years, since the beginning of the pandemic, many national public health institutes and international organizations acquired, well, kind of a new fame. And our institute has been increasingly involved in the field of global health, supporting several countries in their pandemic response, which also included Uzbekistan. And our cooperation with the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Health here began in 2020, in summer 2020 to be exact, with the several field missions where our specialists, including epidemiologists, but also clinical doctors, would come to the country to support our partners here on the ground. However, field missions are, well, limited in time, and this was the main problem, that we would come and go back, and our partners would be left again alone. And to address this issue, by December 2020, we reached an agreement with the Ministry of Health to launch the first telemedical ICU in one of our partner hospitals in Tashkent, that is a Republican Research Center for Emergency Medicine, that was treating COVID patients at the time. So the idea was to connect this hospital to the already existing telemedical network in Germany that was a so-called, or still is so-called, hub and spoke network with the center at the Charité, the leading German hospital, and several spokes, that is smaller regional hospitals that are connected to this hub to receive support on the regular basis. So here we speak mainly about doctor-doctor communication, second opinion, and joint patient rounds.
In this way, Uzbekistan became the first international dependence of this network, and in March 2021, we launched this telemedical ICU in Tashkent, where it was equipped with a special telemedical device, quite simple one, featuring a screen and a high-resolution camera, but it did facilitate very effective communication between Berlin and Tashkent. It is also important to say that we did some foundational work before we launched that ICU. We trained our personnel, so our Uzbek partners, prior to that opening. And well, by the time this ICU was in place, they were quite well-versed in all matters telemedicine. So since March 2021, these telemedical consultations have been taking place on the regular basis, at least 3 times a week, depending on the need of our partners here. And there have been over 400 joint patient rounds conducted, which cover over 150 patients, if I'm correct. So we did receive very positive feedback from the hospital management, not only on the personal level, that it was nice having this support and way of communicating with the international partners, but also there was a lot of talk about positive structural developments in the hospital. So there were certain changes done to treatment protocols that included, for example, antimicrobial, antibiotic therapy or delirium management. So, and with this, we went to the second phase of our project, given this positive feedback, where our partners at the GIZ got on board with the very generous support of this idea to roll out a national hub and spoke network. So we will move from cross-border telemedicine between Germany and Uzbekistan to actually more autonomous national telemedical system in Uzbekistan. So our hospital was selected to act as a hub, not only because of the existing connection, but also because it has a perfect structure to host such network. It has a kind of a pyramidal structure with 13 branches and 170 sub-branches, so 13 branches in each region of Uzbekistan, where the RRCEM in Tashkent is the top of this pyramid. And basically what we already had an existing hub and spoke network that was connected administratively. And our idea was to make this connection more digital. So in the next steps, we have already selected our telemedical coordinators in 2 regions at the moment. So that is Nukus and Namangan. So Nukus in Karakalpakstan, which is the remote area in Uzbekistan, while Namangan in Fergana Valley is densely populated area. So they're kind of 2 different but similarly challenging areas. And currently there is a training of this personnel ongoing, which will be followed by procurement and installment of equipment in each hospital, and finally the launch of those tele-ICUs in 2 selected regions, with the prospect that the national rollout will follow. Next slide, please. And no, the one before, yes, thank you. So, and these are some lessons that we've learned from the phase 1 and phase 2 of this project that I will share with you, and what kind of challenges you have when launching such a telemedical project, especially when it's cross-border, but also when you kind of move onto the national level. So first of all, minimum technological infrastructure must be in place, and this is an absolute must, and we should not forget this because, well, digital technology requires this, and what you need is stable and reliable broadband connection, but also at least some electricity. As I mentioned, Uzbekistan became our first international dependence, but it wasn't the last.
And we did have some more challenging environments. If you take a refugee camp, for example, where there is a lot of need to have medical support, where telemedicine can be a solution, but sometimes technological infrastructure is not in place. And this is kind of the very basic thing that has also always to be considered. Second, and probably my personal favorite and the most important, is local multiplicators, because medicine is a social enterprise. It implies communication between people and interaction between people, and the same goes for telemedicine. So it's very much dependent on the interest of doctors, of medical practitioners doing telemedicine. And what you need is to find these enthusiastic people who will really be willing to adapt it, to promote it among their colleagues, and to carry on with telemedical activities. That's why scientific literature sometimes refers to them as local champions. And in our case, they were nothing less than this. So, and the success of the project was very much dependent on the interest and enthusiasm of our Uzbek partners, who were willing to do this on a regular basis despite the workload, learn some English when was necessary, and commit in many other ways. So this stuff has to be carefully trained, because telemedical technologies, as simple as they may be, not always intuitive, and the level of complexity can increase. So we can have very simple devices where you only have to go online, but of course, the more demanding or the more ambitious the medicine that you want to do becomes, the more complicated the devices can get, and the training is required. Then again, an important social aspect, that is trust. And well, telemedicine implies, as Jeff pointed today, delivering medical services at a distance. It means that we will have two different hospitals communicating with each other. And as you remember, in the first phase of our project, we had two hospitals in different countries, in completely different cultures, talking to each other. So you will always have the issues of trust, since each hospital will always be kind of its own microsystem, its own microclimate, its own organizational culture. And they will always have a great deal of learning about each other before they can start talking, before they will have enough trust to share sensitive information. So this trust building is very important. And people have to, though doing telemedical projects, you have to try to engage with your partners as much as possible, talk to them, share. Supportive leadership is essential. Again, telemedicine is still seen in many instances as a frivolous enterprise compared to real medicine. So not hospitals, not all hospital management teams may be willing to allocate enough resources and time to this, or give enough support to their local multiplicators, to those telemedical practitioners that are willing to do this. So before starting such projects, the support of the leadership must be in place. And finally, now that we are working on the national rollout, what we see already is that government commitment is absolutely essential for any long-term success of such projects, especially in the context of low and middle income countries, since we have a lot of telemedical initiatives are being supported by the donor organizations, and it means that their resources are limited in time. So the governments have to commit their resources, financial and otherwise, to say, okay, we do want to have telemedicine in our country, and we're willing to take on these projects and support them in the future. So this is all on my part. Thank you very much, and I will be very glad to answer any questions. Thank you, Cornelia and Evgenia. Thank you so much for participating from Tashkent. As I said, we're going to be taking questions through the website, so we're letting you off the hook, as it were. And we're going to ask Daryl to join us. Daryl Hathaway is the chairman of Call My Doctor. It's a Indonesia-wide telemedicine service.
Daryl has a unique perspective, perhaps for Kazakhstan, since he lived here for 11 years and has started his healthcare journey in the healthcare sector here before migrating to Indonesia and starting up Call My Doctor. Daryl, you have about 12 minutes if you'd like to start your slides. Thank you again. Thanks. Yeah, thank you very much. I will wait for the presentation to be put up, but while they're putting it up, I'll just share a few thoughts of what I'm about to do today. So in the 12 minutes, I'll share a bit of my story, and particularly the last couple of years as we've built Call My Doctor. So my history goes back to 1980s, where from there I spent about 35 years in the professional services. I started in Australia, went to Indonesia for about 12 years. I then spent a year in Russia and then 6 years down in Kazakhstan as managing partner for Deloitte in the region. I then did some entrepreneurial stuff, including some clinics. I was also a director, independent director of National Medical Holdings for a period. So I do have some insights. I went back to Indonesia in 2017 with my old partnership. It was an Anderson partnership where I was head of the Asia Pacific healthcare practice. So insights across many of those countries. But I went back to Indonesia for an interesting role, which was leading some of the new initiatives, particularly as they started talking about future customer now and how we're moving much more to personas. We were talking about connected living, how technology is becoming much more part of day-to-day in our homes and everything, and how do you connect better into there, and we're doing a lot more of that. And then also all these different technologies and cyber risk and everything else that goes along with that sort of part of the world. I moved my family to Australia in early 2020 for education of 2 young kids. And then what happened was the virus came along, and what happened is my wife, new to Australia, turned around and said, "Get back down here." And I wasn't going to talk back to my Kazakh wife. It doesn't work very well. So I was down in Australia, and I've basically been doing this remotely with Indonesia. I was back up there a few months ago, and I'll share some stories of that in the way. What I'm going to go through is a little bit of overview of what what Indonesia is. I'll talk about a little bit about my telemedicine journey, how they've evolved, what is Call My Doctor, the telemedicine in Indonesia. Then I'll talk a little bit about Call My Doctor and where we're heading, lessons learned, and then I'll just give a couple of perspectives of my thoughts of Kazakhstan. So Indonesia, marketplace snapshot. Indonesia is a place of 14,000 islands. I think there's 6,000 inhabited, and they're still counting the number of islands. There's 260 million people. There's about 30 cities of over 1 million people. Jakarta, Greater Jakarta is about 30 million people. So it's Indonesia is very much a country with large population, very populated. 82% of the adult, and what that brings with it also is a lot of traffic. The traffic is horrendous. I jump on the back of motorcycles often the time to get through the city to be able to get to meetings on time. But you can take anywhere from 30 minutes to an hour in a car. You'd take 20 minutes in a bike, no matter what. 82% of the adult population had wealth under $10,000. They're ranked as a low middle class country. The average salary around 10,000. Jakarta, it's about 12,000. The doctors per 1,000, very similar to Kazakhstan, 4 per 1,000. Specialists are in extreme short supply in the country. Out-of-pocket expenses is 34%. It's fallen in recent years from 45%, and that's largely due to this health system they call BPJS, Universal Healthcare. But that Universal Healthcare system is known for its, what would I call it, long lines and waiting times.
And largely that's caused because it's a system that's always close to broke, and therefore they're not trying to be overly innovative, just make sure that there's some support for patients. The average price to go to a clinic is about $8 to $10. For a specialist, it's about $30 plus medicines. And the doctors, because the earnings of a doctor's is not too spectacular, they do give you quite a package of medicines at the other end, where there's often an incentive for the doctors to do it, even though it's not in the laws. It's still a practice, still hard to break. In terms of culture, we've seen it at our recent, some long COVID work. Older people, it's quite interesting. There's the older people in our long COVID, it was very interesting. They don't tend to go to the doctor. They don't like taking medicines. So it's a culture of, you know, until it's an urgency, they don't do much. For the younger people, we found a lot of, and in the long COVID, we had a lot of people with, with chronic diseases that didn't recognize they had it. Younger people, they had a lot of stomach issues. And again, if you've ever been to Indonesia, bad water or bad food, you get sick, and they often take just antacids to actually help relax. There's an interesting statistic we put in a blurb a couple of days ago that 2 out of 3 diabetics don't know they've got diabetes, just to give you an insight of how little people are actually going to the doctor and really understanding what they have. In terms of insured people, there's about 4 million people in the country insured. In terms of telemedicine, this slide is, where did the telemedicine start? It really was in the probably 2016, and there was a company that's well known in the area called HelloDoc. And really it came together because of convenience and the need, because of this traffic, to be able to get my medicines from the local pharmacy delivered to my place. The cost of going to this, and it's chat medicine, the cost of going to this is $2 to get my to see a doctor online as a chat, and then they're able to deliver within 30 minutes to your house with the medicines. So it became a very convenient thing. They don't make a lot of money and lost a lot of money like a lot of IT things, but COVID's helped it a lot because it's changed expectations of the experience. And a lot more people needed to do it. They weren't going out. Still today in offices, there's a requirement to wear masks. Now, what these early players had was a pre-existing ecosystem. So they had a group of pharmacies, and Jonathan's data, by the way, he was the captain of the Indonesian ice hockey team. Yeah, they did have one, or do have one. And as when he started up, his father owned a pharmaceutical chain, and he was able to access the doctors together with the pharmacy. And with the little need of empathy with people choosing what medicines effectively they're telling the doctors to send them, he was able to build a business, and it's grown quite extensively, particularly over the COVID periods. When COVID came along, of course, the doctors initially had some opportunity, but then they deemed it necessary, and a number of the doctors needed to get involved. Now, the challenges, again, the doctors, the young doctors have an interest, but they're very busy. The specialists, as a second group, are very limited in numbers, and it's hard to get their time. So even though it's nice to say you can have telemedicine, finding a specialist time is very hard. The government system itself is overwhelmed, but again, they've at least put the healthcare out there, and people are using it with better access through the government system. Quality requirements, well, people rarely go to the same doctor, even though going to the same doctor is better medicine. Chat medicine is not great. And in fact, that's one of the reasons I have a passion around it, is I think the chat medicine is very bad. Also, what's been found by the insurance companies in Indonesia of recent time, there's something like 30 to 40% fraud, because
in the insurance market, what happens is there's a big pushback of people are using their friends and selling the medicines to their friends and getting their friends to use that actual chat medicine. You never know who's on the other end or what they're telling you. Medical records are pretty low in the market, and we believe measurements do matter. And the trouble with the measurement is that if I'm telling a doctor I've got high blood pressure or whatever, what are the measures out there to do it? So I think there's over 500,000 different devices out there these days. Expectations, there is a need to develop empathy, and going back to different doctors all the time and having a platform of doctors and Anytime Now doctors doesn't work too well on the empathy side. The economics is very difficult. Again, getting quantities. When you look at a telemedicine call, we go out with about $6 telemedicine calls for video. Chat medicine is in there at about $2. The doctor gets the whole $2. Of the $6, we probably take $1, and then takes a lot of consults to actually make it economical to own the platform, develop it out, etc. Now, we talked about technology just on that. The one is having the phones, but the other thing was the quality. And to some degree, chat medicine always solved the problem of chat solved the problem of the quality of the lines out there. So it's very difficult at times. So these are some of the names out there on the journey. So the initial players were people like HelloDoc, which is the larger one. It's probably worth $1 billion today. Click Doctor is associated with a pharmaceutical group. Good Doctor is associated with the Grab, which is the competitor on the bikes between places, but also associated with one of the large Chinese, I think it's Good Doctor, or one of the large telemedicine players out of China, and they've taken some good market share in Indonesia. Today, we probably have over 100 telemedicine players. And what you'll notice is, as you look into some of these things, they're becoming more, it's almost coming back to personas. What are the areas they're concentrating on? So it's not just the broad market, but they're taking some very interesting looks at very specific areas. Next slide. A little bit about Call My Doctor. Call My Doctor, and and why I call it My Doctor is we're not a platform of thousands of doctors. We actually allocate doctors to different plans. And so if we've got a company of 1,000 people, we may have 4 doctors that are able to operate, or 6 doctors that are able to operate. So our start was really May 2020. We localized the white label, we got scheduling, we got the medical records working well. And it was all about building the ecosystem. How do I deliver medicines? How do I get the blood tests, etc.? So we needed a great partner. We found a great partner, a company called Clinic Pinta. Today, they have about 150 clinics. They're growing quickly, and there should be about 400 clinics by year end. The other side of it was having the clinics gave us the omni-channel. So the experience wasn't just any doctor speaking and fixing a problem today, but it was more about managing the experience. Now that experience came to bear in our second phase, which was March 2021 to October. And we had our first major pandemic blowout and lockdown and all that in Indonesia. And we got through it with a lot of consults and very high satisfaction, but we actually managed the patient. We had nurse interventions, we had medicines being delivered, etc. So we were able to not just deal with one patient, with one doctor. It was about the empathy of the doctor being able to go back to the same patient, the doctor seeing the medical record, tracking the patient was sending in copies, and nurse monitoring was checking on the different measures of the patient in the home. Our phase 3 is now in our build, and as we transition to longer term health experiences. So we think we're very good at chronic diseases. We're very good, and we're building into women's health at the moment.
Our focus is around the payer. So we're spending time with companies and building with the companies. And what we're finding is people over 40s in Indonesia, chronic diseases are very high. In your 40s, you tend to have one. By the age of 50s, you've got 2 or 3 chronic diseases taking place. So it's very interesting, the focus on that. The other areas outside companies we're getting involved with, women's health is obviously another area where long-term healthcare and is impacting productivity in the workplace. The other areas we've got involved is getting closer to the insurance companies. We've got 2 or 3 insurance companies we're looking to plug our app into their pages. The other thing we're excited about is building ourselves into different types of experiences. So there's a healthcare group a exercise group in Indonesia, and they have something like 100,000 people doing online exercises. For them to integrate our experience into there, where the person's not carrying 2 apps, but 1 app, and being able to access us through their app. We're also looking at it for maternal health for the pregnancy period. We're developing a band wrist to actually tack onto that. To give you some measures, our measures as a business now, we're looking at how many companies, how many patients that represents, recognizing that a company personnel probably comes to the doctor 3 to 4 times a year. We look at our number of insurance clients, and we also look at these integration models. We also look at the dollars spent. So we look at each time a patient, every call, what are we taking from the call? It's the cost of the share of the call itself. Then we add on how much we are picking up, because there's a little bit of, a small percentage of marketing and supporting the pharmaceutical company, etc. So we actually take that, and we look at the metrics of the calls and the value of a call. Next slide. This is a little bit of our journey of what we seem to push out there, that as a telemedicine provider, we do our initial consults. They have the general morning consult, I'm not feeling well, sick leave, or I need some medicine prescriptions. They have access to the medical record. The second part is then the assessment. So if something's not working well, what do I do? So there maybe it was some COVID assessments. We're also doing now women's health assessments. If there are certain indicators that sort of say I need to go on certain other type of assessments, they can be taken. They then fall down to plans. So we have pre-diabetic and diabetic plans. We have women health plans. We're looking at maternity in a broader way. So there's different plans they can fall into. And then online, we've got all the different referrals, home sick leaves, but we can also do medicine deliveries, COVID, blood tests, pharmacy deliveries as orders and referrals in the system. Next slide. We believe in transparency, transition to from a consultation to an advisory role. So we see ourselves as being able to work with companies around data. And so the bottom right-hand side of the page is a great screen that we have, that we can actually break up and tell a company that 30% of its employees have high blood pressure, those over 40. We can identify those with diabetes and help them on to a health management program. And we're running a number of forums in Indonesia at the moment. Next week will be one on women's health. Last month, we had one on healthy culture in companies and promoted healthy living, etc. And we had some great speakers from companies like Unilever, Cargill, amongst others. The other thing is the electronic medical record is transparent to the patient, and it's also able for the patient to go and show a hospital if it needs to go, they need to go to a hospital and show it. The top right-hand side is some of the measures we're starting to see, and the patient can see them as well. Next one. I need to finish.
So lessons learned. I think that's probably enough of what we're doing. The lessons learned, the patient journey and expectations are important. Markets and telemedicine will continue to evolve. It's a global stage. Size does matter. Economics matter, because when you're only earning $1 per transaction, how many transactions to pay salaries? How many people do you need to get into it? How do you bring the doctors into it? We encourage innovation, engage regularly in it. You do get more failures than successes, but we are moving in some good direction. We need to engage doctors because they are very busy, and it's a different way, how they operate, how do they get allocated time, how do you pay the doctors in these models? Because they are very busy, and the empathy of them being in front of the patient sort of holds up high. And legislation will continue to move. I'll finish there if you don't mind, because I'm just respecting of what the next speaker. So I'll cut off there if you don't mind. And the people have got access to the presentation. If they've got any questions, welcome to share them with me. Thank you. Daryl, thanks for your time. We are running a little bit late. I'm afraid we're probably going to cut into the coffee break for about 5 to 7 minutes, if that's all right. I'd like to bring our next speaker on. Our last speaker, Dr. Sanjay Bhardwaj. He is coming to you from Chennai, India. And he's going to talk a little bit about how they are delivering telemedicine across India, which is, as you know, a country of 1.5 billion people, through the use of medical kiosks. And Sanjay, I'm sorry, we're going to have to cut you down to about 12 minutes. If you're ready to jump in, please be timely. Thank you. Yeah, pretty much, Jeffrey. Thank you so much for this opportunity given to me this morning. Thank you very much, ladies and gentlemen, for this talk. Honored to be on this platform. Just a quick background. I come from India, and I'm a part of a company called Clinic Everywhere, which is a purely technology company which does design innovation for telemedicine players across the world. I'll just narrate you a very quick episode which happened with me. This was way back in 2009, when, as a part of my earlier company, we approached the health minister of a large Indian state, which had got a very, very pathetic healthcare demographic record, to propose them a project or a program for connecting the rural health centers to the medical college. This was the health minister. He patiently went through about 15-20 minutes presentation, and then he jumped on the seat. I said, how come a patient in a village or in a community which is 500 miles from the medical college can be treated through this technology? He didn't believe that. And with a lot of pain, effort, and sweat, blood, and tears, we set up, the first telemedicine center in a very backward, region of the country, connecting those two health centers with the medical college in India, in their capital city. What happened subsequently was simply out of the word experience. When we asked the patient to talk to the doctor on a computer monitor, the patient would not believe that the doctor sitting in a medical college can treat him. So we had the first hurdle which we had to cross. This was followed by the doctor who is providing consultation. He didn't know how to operate computers. So from there, we have learned and we have grown further. My work, my expertise, and my competence is lying only in making sure the healthcare delivery remains accessible, affordable, and quality driven to the underserved. This is where I have worked in the last 12 years, implemented projects, had many, many failures, but at the day's end, I'll share with you what exactly we have done in these territories and how we have grown. Next slide, please. So we'll quickly go through the table of content, in primary healthcare, the global overview. We can go to the next one. Go to the next one, please. So perfect. Next slide. Click on the next. Yeah. So there's a joint report by WHO, which says that half of the world population lacks access to essential healthcare services. And this is where I specialize in, I work in. And we also know that nearly about 1 billion people spend more than 10% of their monthly budget on healthcare spending.
pushing them below poverty line year after year. This is a colossal waste of human resources and their hard-earned money. I think one of my friends just mentioned that people spend about a day's earning to go from their home to the doctor. It's not acceptable in today's world. Now, based upon the learning for the last about 12, 13 years that I have put my hand into, the critical challenges that face the people and the population is developing world is an access to basic healthcare cost, the high cost of treatment, the quality of care which they can access if at all they are able to access by spending a huge amount of money. And it's the doctor or the paramedic who is providing them the first level of care or the triage. Is he a trained resource? That's the challenge in the cases. Do we have adequate infrastructure? That's again a big challenge in developing countries. Even if the best of the so-called policy maker in the world, in the government provider or public health sector, they are absolutely zero about the application, usability of the digital health tool to provide the last mile delivery. And even if we are on the same page, there is a very hard challenge for us to get the consensus from all the people across, whether these are policymakers, the guys who are going to finance it, or the doctors who are going to deploy it, and the people who are going to implement it in their respective geographies. Let's face one part, the challenge today. The best of the global healthcare system are not prepared to face an unexpected pandemic. We have gone through the worst of 25 months since March 2020, and even now we haven't learned much. But what we have seen that there is a paradigm shift happening across the world in the last about 25 months or so. The paradigm shift has happened because it triggered adoption, utilization, and deployment of telehealth tools like never before. Now, these are all confirmed reports that the usage of telehealth and telemedicine went up by 78 times compared to pre-pandemic work in countries as in USA. And the latest data shows that this is almost 40 times higher than what it was in a pre-pandemic era. So there's a consensus built up among the policymakers, the insurance companies, the doctors, to ensure that the delivery can be provided through digital health tool, and telemedicine basically connects the doctors and the patient seamlessly. And this has also proved to be a very convenient, efficient, and cost-effective way. I'm happy to share last year around same time I was impacted with pandemic, and so was majority of the people in India. I consulted my doctor over a telemedicine platform, including for my family too. This has also given the rise to the so-called e-pharmacies, where I don't need to travel to the pharmacy to get my medicine. There are enough the supply chain mechanism existing in the world who can ensure that there is a seamless delivery of medicine to my home as long as I have a valid prescription, a digitally signed one by a doctor, and the quantity is legibly written there. And we are also seeing the emergence of new model of care. Home health care was there for a long time, we know that, but there is sudden influx of digital tool into home health care. It has become seamlessly automated. And I'll just share with you one of the projects that we have recently implemented. There's a model like office-based clinic which has come out. The employees don't want their thousands of employees to go to the hospital or a diagnostic center for an annual health checkup. They say if you can provide the facility within the premises, connecting them to the hospital, to the doctor, do the basic screening of my employees, we are good with that. Remote patient management. Why do we have the patient of chronic care, whether diabetes, coronary artery disease, or similar things, to shuttle between his home and the doctors when we have technology as an enabler? We are happy to see that the school-based screening has taken a big jump, particularly in developing countries like India. We have done multiple projects for screening for rheumatic heart disease for young kids in the school. And parallelly, we NCD, which has thrown a big challenge to the policymaker and to the doctors the world over. The technology is pretty much mature to ensure that that paramedic can collect or screen the patient at their doorstep without actually asking the patient to go to the hospital, and then provide care online. And there are enough of AI-driven software and apps which are available for all of us to ensure that there is a care continuum
We don't really need to shuttle between our home and the hospital and the pharmacy or the diagnostic center. The whole ecosystem is getting towards a kind of a maturity where through a deployment of an adequate tools, we can access practically everything sitting at our home. And this has also given rise to an EMR. I owe my data, everything is on my fingertips. I can send it to my doctors. My doctor can further ask me to refer it to a specialist for further follow-up and referral. And this is all digital mode. And obviously, we have seen a massive acceptance of wearable, which basically digitizes all the data stemming from my body or from my, thing to the doctor. And there are triage mechanisms built in which ensures that, the doctor can provide the care. Coming to India, 1.4 billion people, nearly about 160,000 sub-centers, 30,000 primary healthcare centers, 5,600 community healthcare centers, 1,200 subdivisional hospital and 810 district hospital, probably one of the most massive infrastructure in the world in India. Happy to state we rolled out the first telemedicine policy more than 2 years ago, and I was one of the person who actually drafted that policy along with my other colleagues. Only the guidelines, not the policy. The government of India has rolled out what we call it as an e-Sanjeevani portal, which has provided close to about 40 million consultation as on day before yesterday. And then there's a digital health policy on the way. And we are seeing a massive adoption of digital health tool across home care, office-based care, school, communities, and so on and so forth. Some of the work. Home healthcare, which has emerged as one of the largest segments in post-COVID, we have designed, implemented, and deployed a tool of nearly about 3,900 health workers going from home to take care of the chronic diseases in large cities of India. One of the largest projects implemented in India through one of our partners here, only for home healthcare space. Nearly about 3 years ago, we implemented a door-to-door screening program for non-communicable diseases screening. This included coronary artery disease, diabetes, COPD, cancer screening. And the outcome was mind-boggling. We had nearly 42% of patients or 42% of population which had one or more than one coronary NCDs, non-communicable diseases. Recently, very, very recently, we have connected 38 telemedicine centers on a hub and spoke model for Department of Police in one of the states in India, which is live consultation which we are giving. Implemented projects like mobile clinic with International Red Cross in Philippines, last mile connectivity for Myanmar Army, which otherwise had many, casualties and so on. Basic primary care telemedicine in Ghana at Kumasi, connecting 5 telemedicine centers with 1 district hospital. Now, what has happened, the telemedicine, which was basically, conceived as something connecting the rural parts of the world to the doctors, this has become more urban focused in the last few months, because the pandemic has thrown a kind of a unexpected challenge, and we are still not out of woods. It's still, challenging all of us here. The people living in urban cities are, there is an avalanche of chronic diseases, or what we call it as a lifestyle diseases. There is a massive change in the demographic profile. Last 2 years, people didn't budge out of their homes. They were sitting at one place for the whole day. There are new technologies, but what has happened in the last few years, which we have seen, that there is the largest convergence of medicine and technology, which had never happened before. The doctors have started accepting that telemedicine technology is the way to go forward. If they fail to keep pace with the adoption of technology, they are not going to go further. There's an acceptance of that fact, which is a massive trigger factor, which is ensuring that there's an adoption of digital tools. And there's an urgent need to take healthcare closer to the community, closer to the people, make it more patient-centric. So the new models of care which has emerged, more curated, patient-centric, empowering for all stakeholders. Whether this is office-based care, whether this is home health care, remote patient monitoring, an app-based teleconsultation, EMR access to the patient,
And with more AI and ML players, getting into big role, the big data is playing a significant role in ensuring that people get the quality care closer to the homes, closer to the communities. And we as a technology player ensure that we have a significant and formidable role to play in this segment. Next, please. So our latest offering is a kiosk, a fully built integrated digital telemedicine kiosk, which has the complete capabilities of all the diagnostic kits, which are all point of care medical devices, sensors starting from 12 lead ECG to digital stethoscope, pulse oximetry, temperature, weighing scale, BMI, nearly about 21 point of care tests, EMR, integrated video app, and patient and doctor app. One time the patient has to register in the kiosk, get the consultation from a doctor. Once the prescription is generated, the prescription can be honored there itself. And the beauty of the thing is, once the patient ID is created, patient need not come to the kiosk for follow-up. Patient can talk to the doctor, or what we call it as a consume the healthcare facility from the same provider or from another referral provider from his home, unless he needs to undergo these diagnostic tests. These are mobile kiosks. They can be kept at office. They can be kept at healthcare centers. They can be kept at hospitals, small hospitals, where we don't have doctors 24/7. And these can also be kept as malls, where people go and there's a need to have, or there's a need to connect to the doctors. A very close coordinated ecosystem is created of a set of doctors providing consultation. The patient can access the doctor of his choice, paying the fees online, get the consultation, get the prescription printed there, get the medicine from that pharmacy or the pharmacy which is in the network, and close the thing. All digital, all real time, all on a secure HIPAA compliant environment. Can work for nearly about 12 hours without any electricity. We ensure that there is a complete backup of lab consumable, training, support, which is a critical component to ensure that the sustenance of these kind of tools is there in the community level. And as a technology company, we have ensured that there is a sustenance and the scale which comes up with these kind of technologies, at least with the clients that we work with currently. So it's absolutely a remote doctor clinic, replicates in person health consultation. With just the press of a button, the patient can get connected to a doctor. We can add doctors and their consultation availability to a database. There's a remote assessment and the diagnosis. There's a lab, pharmacy, and the lab connect for the patient-centric services. You can curate in any languages of your choice. This can be, as I said, this can be kept at a school. We have universities using this task in India. We have schools who are using these technologies in the country. We are talking to large, the malls also in the country to use it other than the government and so on. And it's complete digital, easy to operate with absolutely minimalistic kind of an operational cost. I guess there are enough studies to prove, and I'll be happy to share that 80% of the people who walk into a clinic as an OPD outpatient clinic can be treated through a virtual means using digital tools. And up to 50 to 60% of visit to the ER room can be cut down through this virtual consultation. There are enough documents, there are enough studies done onto that. However, what we need to do on an ongoing basis is the need to sensitize patient and educate them for leveraging technologies because of the clinical benefit and the cost involved here, and how this can ensure that there is a care continuum, particularly for management of chronic diseases and follow-up visit. Patient education is the key in the developing countries to ensure that there is stickiness in this whole business model, sustenance, and scale. At the same time, I guess one of my friends told us that you need to have a project or a program lead who can oversee the whole implementation operation and ensures that all the the dots are properly connected here. We can ensure there is a training, there is a program going on from time to time. There's an updates and enhancement to make sure that this becomes a kind of a scalable program. And then wherever I have worked and implemented project, we
we have insisted on a matrix to measure success, outcome, and impact, both of the clinical parameters on an ongoing basis and economics. Let me also put it this way, although we are a technology company, but technology consists only 40% of the whole piece of the pie. 60% basically depends on the policymaker, physicians, and patients to make sure that we have cracked the code of a 100% deployment of this technology. Some of the lessons learned. When I put the patient at the center of this whole equation, we can largely say that one size doesn't fit all. There are demographic challenges, there are policy differences, there are regulatory issues, and so on and so forth. So we have to make sure that what we propose, what we tailor-made to our clients, to our partners, is a very curated, is a very kind of a custom-made kind of a solution to them. Training, adoption, and integration are the more critical components. So there has to be a seamless, connect, how we train the people, how they adopt it into their clinical practices, and how we integrate the whole ecosystem. So it should not be from a health centers that with the health center and the doctor is only through. It should also go from the health center to the doctor, to the secondary care or ER, or to the tertiary care also as the need may be. So the whole chain has to evolve and whole chain has to be connected. Financial sustenance and scale are important to achieve a long-term goal, because most of the projects which we have seen, particularly in Africa, haven't taken off because they were not financially sustainable. So here we insist that these have to be financially sustainable. And last but not the least, technology is rapidly evolving. It's moving at a ruthless pace. So how, along with a partner, we are able to update that, enhance that, and put it into adaptive mode on an ongoing basis to make sure that the benefit of this basically percolates down to the people who are needing it. So I guess these are the lessons that we have learned over the last 12 years in implementing various projects in developing countries, and we'll be happy to have share those lessons as and when there's a question on that. So your question, Jeffrey, from your side. Thank you, Sanjay, for this presentation. Я хотел бы спрашивать, значит, чтобы, значит, еще раз, все спикеры, хорошая работа. Извините, что мы задерживали вас немножко, но я надеюсь, что это было достаточно интересно вам. Как я сказал, что все презентации будут на веб-сайте, вы будете это получать, можете download сделать после форума. И сейчас приглашаем вас на кофе. Спасибо большое, Джефф. Thank you very much. Thank you, so. Я хотела сказать о том, что у нас сейчас небольшой перерыв, и перед тем, как мы все отправимся перекусить, я хотела два буквально слова сказать. Вы заметили, что сегодня говорили представители технологического звена, да, то есть это те люди, которые обеспечивают технологии. Но о чем они говорили? Они все говорили о человеческих вещах. Первое слово, которое все время звучало, это слово «доверие». Мы должны научиться доверять друг другу, это самое главное. Мы должны уметь различать те системы, которым можно доверять или нельзя доверять. Вопрос доверия крайне важен, и я думаю, что вот вторая часть технологическая, она будет очень заострена на этом, потому что если мы не научимся доверять тем данным, которые мы получаем на расстоянии, если мы не научимся доверять тому человеку, с которым мы взаимодействуем на расстоянии, и не научимся это правильно выстраивать, то никакие технологические новинки для нас не станут реальностью завтра. Поэтому людям всегда нужны будут только люди. Адам на адам, поэтому любые технологии, они будут работать только тогда, когда научатся взаимодействовать и доверять между собой все участники процесса, пациенты, врачи, руководители клиник, наши законодатели, потому что в каждом из докладов звучало о том, что нам нужно менять нормативные акты. И это вопрос не технологический, это вопрос политический. Поэтому мы очень благодарны всем, кто к нам сегодня присоединился. Вместе мы сможем многое. Пожалуйста, не расходитесь. В следующей сессии огонь, огонь.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 1, 2, 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. 1, 2. Раз. 2. Раз, два, раз, два. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Еще один должен быть микрофон. 5 же здесь? Не знаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три.
Коллеги, еще раз рады всех приветствовать. У вас на самом деле самая, наверное, жестокая, жесткая и тяжелая секция, потому что здесь будут обсуждаться нормативно-правовые вопросы, вопросы регулирования, трансформации врача, трансформация нормативно-правовой базы, которая позволит провести вот все наши идеи, чаяния и желания в жизнь. И я вам желаю плодотворной работы. Буду перемещаться, прошу прощения, предоставляю вас в руки самого лучшего человека на Земле, который лучше всех знает нормативно-правовую базу. Великий онкогематолог, моя близкая подруга, невероятный специалист Ирина Алексеевна Пивоварова. Здравствуйте, коллеги. Мы начинаем нашу секцию. Если честно, я несколько в растерянности, потому что когда Лейла и вторая Лейла тоже решили создать вот такой телемедфорум, обратились ко мне с этим вопросом, вот, знаешь, мы хотим провести телемедфорум. Я так посмеялась и сказала, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Врачи лечить, программисты разрабатывать системы, и мы не должны разрабатывать форум для IT-решений. И ну, потом была очень долгая полемика относительно того, что я сама постоянно высказываю нарекания, что все нормативно-правовые акты разрабатываются не для пациента, не для врача, а для формирования каких-то управленческих решений, учета процессов, и там голоса врача не слышно. Ну и после этого мне предложили модерировать секцию по НПА, хотя я врач-гематолог и считаю, что я занимаюсь вот сугубо своим делом. Поэтому если у меня что-то будет не получаться, я прошу меня извинить за это. И я хочу представить гостей нашей сегодняшней секции. Большое вам спасибо, что вы нашли время и приехали. Максат Романкулов, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, сегодня с нами. Я думаю, это очень важно, потому что мы будем говорить о нормативном регулировании и как оно помогает и мешает одновременно. Очень рада видеть директора Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Бейбут Есенбаев. Он с нами был на пленарной секции. Это человек, который на самом деле умеет слышать и слушает медиков, когда мы говорим. Один из, прошу прощения, что буду немножко так отходить, но сами предложили вести в неформальной обстановке, поэтому, собственно говоря, что просили, то и получили. Значит, у нас была история, первая, я считаю, революционная история в изменении нормативно-правовых актов, когда мы создали рабочую группу по изменению статистических форм учета. Мы их до конца еще не доделали, но тем не менее это был настоящий революционный шаг. И вам огромное спасибо, потому что, это те люди, которые действительно нас услышали. Я надеюсь, что вам сегодня будет здесь комфортно. Я постараюсь сделать, чтобы на вас не нападали, отмодерировать так. Ну и я с гордостью хочу представить следующего гостя. Ерлан Жасуланович Нурпиисов, он представитель и создатель, вообще бизнесмен, врач и создатель адвокации, гражданской адвокации, представитель гражданского общества сегодня с нами. И я надеюсь, что в его лице мы найдем достаточно серьезную поддержку нашей трансформации цифровой в будущее здравоохранения. Я представлю вам сейчас быстро наших спикеров, о чем мы будем сегодня говорить и какая идея и концепция сегодняшней секции. Значит, сегодня у нас будет краткая интродакция моими глазами. Я люблю собирать действительно все нормативные правовые акты, делать каталог, привязывать их к каким-то профилям для того, чтобы их быстро находить. И я расскажу о тех нормативно-правовых актах, которые я знаю как врач, которые регулируют цифровое здравоохранение. Дальше мы послушаем проблемы нормативного регулирования глазами разработчика, и представит нам этот доклад Жолдыз Дахымбаева, директор филиала акционерного общества «Агюн» в Казахстане. Следующее будет видение клинициста, как нормативное регулирование вызывало некоторые проблемы с точки зрения построения медицинских процессов, представит Антон Анатольевич Кладзинский, медицинский директор Центра гематологии, предприятия, в котором мы вместе работаем. Следующий доклад будет
позитивный. Мы посмотрим, тем не менее, несмотря на какие-то проблемы и барьеры, как цифровые решения помогают организовывать медицинскую помощь, проводить анализ и, соответственно, принятие решения. И доклад «Цифровые решения в повышении качества медицинской помощи» представит руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области. Следующий доклад у нас будет посвящен реинжинирингу и цифровым стандартам как основа глубинной цифровизации. Представит нам этот доклад два спикера. Павел Андреев, бизнес-аналитик и старший менеджер IT-службы НАО ФСМС. И Наталья Киль, председатель правления ТО ЦИД-ДАМУ. Кроме того, у нас есть международный спикер, гость из Эстонии, Игорь Басенко. Он визионер и архитектор eHealth Cadality. И он расскажет об опыте развития цифровых решений в Эстонии с точки зрения нормативно-правового регулирования. Ну и позвольте тогда перейти к делу, и я перейду к своему докладу. Пожалуйста, загрузите мои слайды. Так, давайте посмотрим, какие нормативно-правовые акты у нас на сегодняшний день регулируют цифровое здравоохранение. Так, сейчас я разберусь. Так, куда направлять? Так, значит, обзор будет очень коротким, потому что идея секции заключается в том, чтобы понять, где мы стоим, нужно ли это регулировать приказами Минздрава, или, может быть, нужно регулировать, но регулировать несколько иными формами документов. И я хотела бы побольше времени дать последнему спикеру, Игорю Басенко, для того, чтобы мы посмотрели, как это делается за рубежом. Я разделила перечень приказов, которые регулируют цифровое здравоохранение, на две большие категории. Прямой регуляторной функции, которая обладает, и которые обладают косвенной регуляторной функцией. Ну вот перед вами список приказов. Это некоторые вопросы сопровождения доступа к информационным системам, базам данных. Это об утверждении перечня интернет-ресурсов и информсистем, интегрируемых в системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов. Это постановление правительства. Об утверждении перечня информационных систем и электронных информационных ресурсов, осуществляющие межгосударственное информационное взаимодействие. Об утверждении справочников в области цифрового здравоохранения. Об утверждении правил разграничения прав доступа объектов цифрового здравоохранения. Так, о некоторых вопросах, так, сейчас минутку, я никак не могу справиться с этим устройством. Утверждение правил осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных. Ну, кроме того, есть государственная программа «Цифровой Казахстан». Есть непосредственное требование к электронным информационным ресурсам для дистанционных медицинских консультаций и об утверждении минимальных требований. Спасибо. Об утверждении минимальных требований к медицинским информационным системам. Есть косвенные приказы, которые так или иначе обуславливают вот наш такой тяжелый и трудный процесс интеграции и цифровой трансформации. Допустим, вот перед вами правила оказания стационарно замещающей помощи, специализированной помощи в стационарных условиях, экстренная медицинская помощь, перечень процедуры манипуляций, перечень диагностических услуг. Вот 80% этого приказа занимает приложения, которые являются, по сути, справочниками. Это коды МКБ-10. Я специально провела анализ. Значит, коды МКБ-10 на сегодняшний день встречаются в 13 приказах Министерства здравоохранения. Они определяют пакеты ГУБМП и УСМС, стационарный и стационарозамещающий уровень, консультативно-диагностические услуги, регулируют привязку консультативно-диагностических услуг к кодам МКБ-10. Они встречаются в приказе о тарифах. И, честно говоря, между этими приказами, безусловно, с учетом того, что МКБ-10 очень большая система, безусловно, нет синхронизации, вернее, есть огрехи в этой синхронизации, некоторые коды между собой не совпадают. И внести изменения в эти приказы очень сложно. В результате мы знаем, что страдает пациент. Ну,
если в зале, а я вижу, в зале есть клиницисты, организаторы медицинской помощи, представители частного сообщества, я знаю, что мы все мучаемся сейчас одним большим вопросом. Как правильно разработать маршрут пациента, чтобы он попал в нужный пакет, в ГУБМП, в СМС, и чтобы его там учли и заплатили за это деньги. Вот. И это родило целый параллельный процесс управления маршрутизацией пациента, потому что информсистемы сами по себе со справочниками, а у нас есть еще телефонная коммуникация с врачами ПМСП. То есть, ну, все же знают, да, эту историю, когда врачи стационара созваниваются с врачами ПМСП и говорят, поставьте вот такой-то код и выберите вот такой-то пакет. И мы не подтвердим вам в БГ, пока вот код не будет именно таким. К сожалению, меняется статистическая информация о болезнях, потому что если по какой-то причине в одном из приложений приказов код упущен, а это, ну, понятно, это человеческий фактор, то пациент, не просто пациент, а целая группа пациентов выпадает из объема медицинской помощи. Так случилось, например, с нашим тяжелым заболеванием гематологическим, апластической анемией. Уточненная форма апластической анемии до сих пор не может лечиться в рамках ГУБМП. И только неуточненная пластика может лечиться в ГОМП. Знаете почему? Во всех этих приказах, которых я вам назвала, апластика есть. Ее нет только в одном. Истинной апластики нет в перечне орфанных заболеваний. Там есть неуточненное. И вот из-за этого вся проблема. По сути, это справочники. И цифровизация, она строится не на этих приказах. Не так порядок нужно регулировать. Не нужно, на мой взгляд, не нужно это утверждать приказом Минздрава. Ну, министр человек очень большой, он не может, конечно, отвечать за все то, что он подписывает, и поэтому, на мой взгляд, его работу нужно упростить. Очень тяжелыми приказами являются приказы по диспансеризации. Сейчас они называются по динамическому наблюдению, потому что они содержат огромное количество привязок, кодов МКБ-9, кодов МКБ-10, видом, количеством услуг. То есть они содержат клиническую информацию, которая всегда содержалась только в клинических протоколах. То есть медикам сейчас в эпоху цифровизации, если смотреть на это с другого ракурса, становится все труднее и труднее оказывать правильную медицинскую помощь с учетом тех знаний, которые они получают, ну, в ходе своей эволюции профессиональной. Ну, потому что если ты даже знаешь, как нужно вести больного после трансплантации костного мозга, а в динамическом наблюдении нужно сдавать ему только кал на яйцеглист, то ты ничего с этим сделать не можешь. Безусловной болью до сих пор являются различные формы. В эпоху цифровизации, цифровой трансформации, на мой взгляд, формы утратили абсолютно свое значение. Бланки и формы вообще должны уйти из лексикона сегодняшнего государственного регулирования во всех отраслях. Потому что, ну слушайте, ну не существует же бланка железнодорожного билета. Мы уже его получаем в виде там фискального чека, какой-то посадочный талон. Мы можем из дома оформить ипотеку. Мы можем переместить свои деньги за рубеж за обучение и пройти онлайн-обучение. Но мы до сих пор должны писать направление на бланке с шапкой. И когда мы открываем МИС, первое, что мы видим, там 2 страницы этого бланка. Формы, безусловно, внесли свою лепту когда-то в учет и сейчас утратили полностью свою актуальность. Набор данных имеет значение. И то, как мы с этими данными будем обращаться. Поэтому сам по себе приказ по формам учетной документации, мне кажется, уже на сегодняшний день утратил актуальность. Правила осуществления статистического наблюдения – то же самое. Дело в том, что когда ты работаешь с большой базой данных и знаешь, что ты хочешь, собственно, сформировать любого вида отчет можно, ну, просто понимая, что ты хочешь. Вот сегодня у нас будет очень интересный доклад по ситуационному центру, и как пример, как можно работать вот с большими базами данных, не укладывая это в какие-то серьезные... Вот кто из нас строит там планы и планирование медицинской помощи, допустим, по 12-й форме государственной статотчетности? Никто, даже Минздрав, даже фонд. Потому что, ну, как бы цифры там какие-то компилируются, они не очень достоверные, и, по сути, они не раскрывают то, что нам с вами необходимо знать. Ну, мне недостаточно знать, сколько острых лейкозов стоят на учете. Мне нужно знать, какой формы эти лейкозы, в ремиссии они или не в ремиссии, продолжают лечение или нет, и очень много параметров. И вообще я вам хочу сказать, что с 1 января 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила о переходе на МКБ-11. И тот, кто видел эту международную классификацию, понимает, что это настоящая цифровая трансформация. Потому что код болезни превращается в некий такой большой цифровой код с большим набором данных. И мы можем получить оттуда огромное количество информации, структурированной информации. Ну и получается, что мы теперь должны там 17 приказов
переделать, как мы вообще будем переходить на МКБ-11, если у нас все планирование, учет завязано на МКБ-10. Мне кажется, это катастрофа. Я хочу еще отдельно сказать о том, что проблема не в Минздраве сейчас, вот целиком и полностью. Безусловно, там проблема в Минздраве заключается в том, что они сами пытаются разрабатывать правила, по которым работают профессионалы. А во всем мире наоборот. Профессионалы разрабатывают правила, а чиновники осуществляют государственное регулирование. Вот. Проблема не только в этом. Проблема заключается в том, что мы сами профессионалы не всегда эволюционируем в сторону цифровой трансформации. Я была в рабочей группе по учетным формам и видела, как наши специалисты, уважаемые академики из научных центров, сами, не понимая, что они делают, приносят вот такую папку с отчетными формами. Ну, то есть вот все видели форму наблюдения за ОКС. Там есть вопросы. Получал пациент аспирин? Да? Нет. Да? В квадратике? Нет, в квадратике. То есть если вы ведете электронную историю болезни, эти вопросы вы можете не задавать в учетных формах, вы можете просто сделать выборку. И когда мы пишем с вами профессиональные стандарты, если вот правильно сделать и посмотреть вглубь, мы профессиональное сообщество, медики, сами нагружаем наши профессиональные стандарты избыточными учетными формами, не понимая, к каким решениям они приводят. Не далее, как недавно, вышел стандарт оказания стационарной помощи, в которой, к моему удивлению, приложением опять идут учетные формы, которых уже нету в том приказе, в котором они были раньше. Поэтому в этой связи нам необходимо, безусловно, объединяться. Ну и хотелось бы сказать еще в заключение, я представила просто свой анализ, и необходимо, на мой взгляд, формировать некую межведомственную рабочую группу для того, чтобы мы могли делиться своими знаниями, трансформировать свой опыт и навыки и слышать друг друга. И здорово, что Лейлы организовали этот телемедфорум, и здорово, что во главе угла сейчас стоят медики, которые говорят о том, что они хотят. А я, с вашего позволения, предлагаю все вопросы, которые у вас возникнут в ходе сегодняшней секции, где-нибудь записывать, и мы обязательно перейдем, у нас будет дискуссия, в которой можно будет задать вопросы спикерам и поговорить об этом. А сейчас я предлагаю послушать Жулдыз Дахымбаеву с презентацией «Что у нас с нормативным регулированием глазами разработчика». Пожалуйста, поприветствуйте нашего спикера. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, хочу поблагодарить организаторов указанного форума, вот данного форума, за такую возможность поделиться реально своей болью. И для меня очень большая ответственность сегодня представлять IT-сообщество, разработчиков и поделиться нашей проблемой, барьерами на пути цифровой трансформации и вообще цифровизации здравоохранения. Не буду перечислять нормативно-правовые акты, приказы, по которым мы пытаемся сделать цифровизацию. Их всех уже указала Ирина Алексеевна. Так. На сегодняшний день именно цифровизация здравоохранения регулирует более 200 нормативно-правовых актов, и в более чем 20 тысячах нормативно-правовых актов идет указание на медицинскую помощь. На сегодняшний день более 500 учетных и отчетных форм, которые мы перевели просто в электронный формат, не меняя процессы. И более чем 20 форм, 20 систем Министерства здравоохранения, с которыми нам нужно интегрироваться. При этом как наручники для нас являются эти учетные формы. Мы не можем поменять и упростить ввод какой-то информации для получения формы, потому что мы должны соответствовать этим формам и этим требованиям. И каждый раз, когда к нам приходит в нашу в обслуживаемую медицинскую организацию какая-то проверка, обязательно спрашивают, а есть у вас такая-то форма? Вот один из кейсов недавно был у нас аудит и спрашивает, а есть у вас журнал регистрации, сотая форма, журнал регистрации смывов с посуды? То есть какое отношение имеет медицинская информационная система и регистрация смывов с посуды. Либо форма 97, направление на лабораторные исследования. Мы уже 10 лет, более 10 лет используем электронные назначения, и нам эти формы абсолютно не нужны. Поэтому хотелось бы, вот как Ирина Алексеевна сказала, что отойти уже от учетно-отчетных форм и перейти именно на
цифровые данные, на метаданные, на сущности. Хотелось бы особое внимание уделить инфраструктурным проблемам в медицинских организациях. На сегодняшний день ни одного нормативного правового акта нигде не указывает на требования оснащения медицинских организаций именно серверного оборудования, компьютерного оборудования, характеристикам локальных сетей и так далее. То есть инфраструктурность клиника не соответствует требованиям, не обновляется, не выделяется бюджет, все это центры, медицинские организации делают за свой счет и зачастую требуют, в общем, оставляют желать лучшего. И когда медицинская информационная система работает на плохой инфраструктуре, соответственно, и получаем плохие отзывы и плохое качество оказания медицинских услуг в том числе. Следующий слайд. Также на сегодняшний день у нас нету тезауруса, который бы указывал на понятия. Все мы говорим на разных языках, даже элементарно такие понятия, как лабораторная информационная система, ПАКС, МИС, все путают и меняют эти понятия. На сегодняшний день лабораторная информационная система почему-то вошла в состав МИС. Когда приходят опять же аудиторы, они спрашивают, а где эта форма в МИС, когда это касается вообще лабораторной информационной системы. Во всем мире эти системы отдельные системы, то есть ЛИС – это лаборатория, МИС – это МИС, ПАКС – это система архивирования передачи изображений. Но для нас, для нашего общества все это вот в МИС, и все требует именно от разработчиков МИС. Здесь нужно, я думаю, именно сделать отдельный тезаурус, понятие, что означает каждая из систем. И на сегодняшний день в Казахстане, что радует, есть специализированные, узкоспециализированные системы, такие как система банка крови, там, допустим, да, инфодонор, система станции скорой медицинской помощи, но до сих пор, опять же, в наших нормативно-правовых актах, приказах, в том же 175-м приказе написано формы для реализации в МИС, да, и опять же, журнал регистрации, там, костного мозга, там, доноры и так далее, опять же, просят у медицинских информационных систем. Вот это вот основной слайд, где я хотела бы остановиться. Это барьеры для разработчиков и боль всех нас, отсутствие четких стандартов, правил, нормативно-правовых актов, регулирующих именно цифровизацию. Все, что на сегодняшний день есть, это не есть нормативно-правовые акты, которые показывали бы путь. Вот я представляю компанию Агюн, это международная компания, турецкая компания, и нам очень сложно донести до наших турецких коллег, трактовать тот или иной МПА для того, чтобы заменить тот или иной процесс, автоматизировать его. Утверждение приказов у нас идет задним числом. Одним из кейсов является изменение тарификатора. То есть мы его получили в апреле месяце, а начал он действовать, оказывается, с января. И пришлось нам это все заново пересчитывать, переделывать. Это очень сложно как и для разработчиков, так и для медицинских организаций. Поэтому хотелось бы вот именно акцентировать на том, что нормативно-правовые акты, приказы и так далее, они должны обсуждаться специалистами в этой отрасли и своевременно их публиковать, а не задним числом, для того, чтобы мы могли своевременно среагировать, своевременно изменить информационную систему и получить желаемый результат. Отсутствие утвержденного плана и дорожной карты развития цифрового здравоохранения – это еще одна боль, о которой мы говорим как участники комиссии по цифровизации. На каждом собрании говорим, дайте, пожалуйста, нам дорожную карту, куда нам нужно идти, что будет завтра, к чему нам готовиться. Ведь ресурсы разработчиков тоже не резиновые, мы должны планировать свои действия, куда мы идем. Мы все время вот пытаемся догнать, пытаемся сделать то, что нужно вчера, и со сроками очень там за 2 недели сделайте то, когда у нас был план, приходится отодвигать основную задачу, переходить на ту, которую нам дают в экстренном порядке. Отсутствие интеграционной шины между МИСами, единой точки интеграции с порталами Министерства здравоохранения. На сегодняшний день в Казахстане более 40 медицинских информационных систем, которые не интегрированы между собой, и здесь страдает пациент, потому что при обращении из одной медицинской организации в другую медицинскую организацию врачи не владеют этой информацией. То есть если это касается одного региона, и там используется региональная система, то окей. Если это частная компания, частная медицинская организация, то там, соответственно, этих медицинских записей нет, и пациент
Здесь опять же ходит либо со своей карточкой, либо везде просит распечатать мне, пожалуйста, осмотр, мне надо в другую больницу сходить. И это очень как бы печально. Печально еще то, что у нас нет интеграционной шины, нам приходится как разработчикам делать интеграцию с каждым отдельным порталом по отдельности. Если бы была бы интеграционная шина, куда бы мы передавали все данные, а эта шина, в свою очередь, уже поднимала бы на верхнем уровне во все необходимые порталы Министерства здравоохранения, системы Министерства здравоохранения, то это было бы намного эффективнее. Нету утвержденных справочников и классификаторов. То есть сегодня медицинская информационная система уже интегрирована более чем с 15 порталами Минздрава, однако до сих пор существуют справочники, которые разнятся и в одной системе, и с другой системой. Поэтому нам, как разработчикам, приходится содержать много таблиц, потом делать маппинг между одними и теми же значениями для того, чтобы передавать соответствующие данные. Ограниченность разработчиков перестройки процесса ввиду наличия требований, то, о чем мы говорим. То есть мы не можем цифровизовать, сделать какую-то цифровую трансформацию, упростить этот процесс ввиду того, что нас ограничивают нормативно-правовые акты. Это должно быть вот так вот. Те же самые скрининги, мы могли бы намного проще сделать скрининговую систему, экраны для наших медицинских работников, те же самые чек-листы. Постоянно, не в обиду, Бебе Целумович, скажу, что Министерство здравоохранения просит ту информацию медицинских организаций, которая хранится на самом деле в самих же системах Министерства здравоохранения. Медорганизация обращается к разработчикам МИС, достаньте нам ту или иную информацию, мы говорим, она же есть, допустим, в единой точке доступа, но все равно приходится нам выгружать, передавать медорганизации, соответственно, они уже передают Минздрав. И отсутствие площадки своевременной обратной связи с сотрудниками Министерства здравоохранения, Республиканского центра здравоохранения. У нас очень много разрозненных чатов, где передается та или иная информация, она теряется, мы не можем получить актуальную информацию по тем или иным сервисам. Вот тоже был кейс, буквально на прошлой неделе попросила актуальную техническую документацию, отправляет документ от 2013 года, то есть 9-летней давности, они абсолютно не актуальны, и всю эту информацию мы запрашиваем в чатах. И хотелось бы, чтобы была вот такая площадка, где разработчики могли бы получать актуальную информацию, описание, сервисы, техническую спецификацию для того, чтобы своевременно и быстро интегрироваться и передавать информацию необходимую. Вот боль, про которую мы рассказывали, это интеграция. На сегодняшний день очень много интеграция делается силами разработчиков медицинских информационных систем. Вот в первом столбце перечислена часть, с которыми уже сделана интеграция, экстренные интеграции, которые даются в течение 2 недель, месяцев, 2 месяцев. Делаешь одно, вроде вот презентовали ЕСОМП, потом он стал АПППС, теперь единую платежную систему также хотят передать. Сначала он был в ведении ФОМСа, потом РЦС и так далее. Разработчики на сегодняшний день не понимают, что будет завтра, к чему нам готовиться. Поэтому также вот я уже проговорила про техническую документацию. Мы все ждем, очень ждем ядро eHealth и надеемся, что это будет та платформа, где мы будем обмениваться все-таки данными, а не медицинскими формами. И это будет на благо наших пациентов, на благо медицинских работников, для которых мы стараемся упростить их труд ежедневно. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы я предлагаю тоже, Жылдыз, задать в дискуссии. Было очень интересно, больно, о наболевшем. Я хочу пригласить второго спикера. Благодарю, Жылдыз. Антон Анатольевич, проблемы глазами врача. Большое спасибо. Поделиться тоже хочу волью. У нас очень созвучное, в общем-то, мне кажется, видение с разработчиками. Еще, конечно, глазами пациентов бы посмотреть, но я постараюсь передать тоже вот то, что пациенты про это могут думать. Я врач достаточно узкой специальности гематолог, но работаю как с стационарным пациентом, так и с амбулаторным, поэтому с 2 сторон, можно сказать, вижу эту проблему. Вот сейчас разберусь. Сначала о хорошем. Когда-то давным-давно, в 2010 году, был большой приказ 907
Он напрямую вообще никакого отношения к цифровизации не имел, даже наоборот, это приказ об антицифровизации, он содержал различные формы и регулировал все вплоть до бланка, на котором должны быть данные по, допустим, анализу кала или общему анализу крови. Этот приказ множество раз перерабатывался, и к большому счастью, к большому нашему облегчению он сократился. Многие формы оттуда ушли, кое-что объединилось, и появился новый приказ номер 175, который, в общем-то, на сегодняшний день актуальный. Но вот кроме сокращения приказа и его облегчения, не все еще положительные моменты вошли в новый приказ. И вот как раз про это и хотелось бы в первую очередь поговорить. Сам приказ по названию содержит слово «формы». И приказ содержит именно формы, а не наборы данных. Вот про то, что уже сегодня не один раз говорили. То есть он регламентирует расположение данных. И многие данные, которые он предлагает собирать, на самом деле это те данные, которые никому особо и не нужны. И, к сожалению, у нас сложилось такое вот общее мнение, что если слово есть форма, то нужно требовать форму, там должна быть шапочка, на шапочке номер приказа. И до сих пор, в общем-то, требуются во многих организациях именно эти формы, именно эти шапочки со ссылкой на этот приказ. И вот это, к сожалению, пока не изменяется. Казалось бы, ничего страшного вроде бы, ну добавим и шапочку. Но на самом деле все намного хуже, поскольку в приказе часть документов полностью электронная, часть документов в бумажной форме и есть смешанные. И вот когда особенно документ смешанный, возникает такое двоевластие. Вот, допустим, больничный лист. Он может быть электронный, может быть бумажный. Но вы пробовали когда-нибудь с электронным больничным листом, распечатанным с ИГОВ, полученным в качестве государственной услуги, получить деньги? В большинстве бухгалтерий вам скажут, принесите лист нормальный, с синенькой печатью на официальном бланке. И технически это невозможно, его просто не принимают, хотя по приказу возможно использование электронного листа. Тоже и с историей болезни. История болезни на сегодняшний день, она существует только в электронной форме. Но с одной стороны, когда у нас приходят какие-либо проверяющие организации, все требуют форму бумажную. Мы их распечатываем, эти истории обязательно. Все летальные случаи, они экспортируются на бумажном варианте почему-то, вопреки даже этому приказу. С другой стороны, если, допустим, история болезни в электронном виде ведется, мы не можем во всех случаях обеспечить только электронный формат. Например, пациент из отдаленного села 80 лет должен подписать информированное согласие. То есть он должен электронной подписью подписать информированное согласие. То есть, во-первых, у него может не быть электронной подписи, он технически это не может сделать. И некоторые вещи мы в истории не можем получить в электронном виде. Нам приходится их сканировать каким-то образом, ну и каким-то образом неудобным очень переводить в электронный формат. То есть должен быть баланс между требованиями, и плюс не все требования они выполнимы, то есть это тоже нужно учитывать в приказе. Следующая проблема. Приказы пытаются делать не свойственными функции. Они пытаются регулировать то, что регулировать невозможно приказами. Например, клинические процессы. Ну вот, допустим, это объективный статус по приказу, про который мы сейчас говорим. Обратите внимание на общее состояние. Психоэмоциональный статус, внешний вид, нравственные нормы поведения, самооценка, адекватность восприятия, самоконтроль, трудоспособность, сексуальная удовлетворенность, нарушение дыхания и прочее, прочее, прочее. Вот что это? То есть мы это должны спрашивать и вносить в информационную систему, или мы должны из этого что-то выбрать? И вообще зачем это нужно в приказе, который определяет вообще как бы ту информацию, которую мы собираем. То есть это, скорее всего, наверное, должно быть в каких-то клинических руководствах. Для каждой специальности свое, они свалены в общую кучу. И я больше чем уверен, что на самом деле ни в одной истории вот все это не собирается. И коль там написано, что при необходимости от профиля организации, то есть это не обязательно, может тогда вообще убрать. Также и по другим. Вот количество выпитой жидкости за год, за месяц, потом, какой именно жидкости. То есть тут очень много вопросов, и самое главное, непонятно. Вот, допустим, эта информация будет зафиксирована, мы ее в виде цифры запишем, сохраним. Вот что потом кто-то будет анализировать? Вот у нас пациентов сколько поступило, сколько чего они выпили, для чего нужна эта информация в приказе. Ну и переходим к следующему пункту – собаконосение. Многие данные, которые есть, которые аккумулируются в большом количестве
информационных систем, они на самом деле никому не нужны. То есть многие данные у нас есть в цифровом формате, но, во-первых, мы сами их не можем получить. Во-вторых, изначально никто не собирался их анализировать. То есть их собирают, но не используют. Даже речь не идет о каких-то таких крупных данных, например, о кодах там, МКБ, о заболеваемости, статистических данных, а вот о мелких данных. Вот, допустим, форма, опять-таки, карты стационара больного, полностью электронный документ. Значит, аллергические реакции нас интересуют, да или нет, неважно на что. Зато инфекции нас интересуют, вот был ли туберкулез, какой именно гепатит, краснуха, ветряная оспа и паротит. Вот именно в таком, вот ковид, например, не интересует. Зачем? Нужно уточнять вот у пациента каждый раз при госпитализации, было ли у него это и кто потом это будет анализировать. Ну вот, честно говоря, даже идеи нету, для чего это нужно вносить в стат-карту. Ну и вот дальше точно такое же физиологическое отправление, очень подробно надо описать, двигательную активность, и таких примеров масса. Кроме вот этого приказа по формам, формы вносятся и в другие приказы тоже. Вот совсем недавно, буквально в марте, вышел приказ стандарт оказания помощи в стационарных условиях. И здесь, то есть я напоминаю, что медкарта стационарного пациента – это полностью электронный документ. В этом же приказе говорится, что лечащий врач в бумажном или электронном варианте вносит изменения. Но в электронный вариант он может внести не позднее суток. То есть, в принципе, врач не может не вносить в электронный вариант карту, он может где-то там себе записать это, но потом он в течение суток должен перенести. То есть это имеется в виду в приказе утверждено, что может вестись 2 документа. Хотя другим приказом говорится, что медкарта – это только электронный документ. Вот это вот подтверждение. То есть электронный документ, который хранится 25 лет. Но тем не менее врач может вести записи, которые вносить в течение суток при изменении состояния пациента. Некоторые приказы, некоторые формы адаптированы под какие-то определенные организации. И в этих организациях, возможно, они работают, но в других они неудобны. Вот, например, журнал разведения цитостатиков. То есть эта форма, скорее всего, взята из какого-то крупного центра, где есть множество отделений, и, значит, в этот журнал вносятся данные, подпись обязательно ставится, и он ведется, естественно, в бумажном виде. Во многих организациях это можно по-другому реализовать. Во многих организациях нет этого кабинета, но тем не менее проводится разведение химиотерапии и проводится учет. Но из-за того, что этот журнал есть, все организации, которые проводят химиотерапию, должны или в электронном виде, или в бумажном виде дублировать этот журнал, который, может быть, не подходит каждой конкретной организации. Вот, допустим, заявки на химиотерапию, то здесь подразумевается, что должна быть обязательно старшая сестра клинического подразделения, которая собирает заявки. Но это может быть провизор. Может в электронной медицинской информационной системе данные сами попадать сразу после того, как врач делает заявку в кабинет, допустим, разведения цитостатиков. То есть пути могут быть разные, но вот этот вот журнал, он тормозит практически развитие цифровизации в какой-то мере медицины. Так, ну и он тоже может вестись в электронном, в бумажном формате. Ну и еще один пример обоснования клинического диагноза. Жалобы, анализы, диагноз. То есть это вот как обосновывается диагноз. Теперь я приведу пример, как обосновывается диагноз, допустим, у гематологического пациента конкретно. То есть здесь жалоб вообще нету. То есть мы обосновываем диагноз на инструментальных лабораторных исследованиях. То есть в каждой специальности есть свои принципы обоснования диагноза. Они не могут быть универсальными для всех специальностей. И вообще обоснование диагноза, ну да, оно должно быть, но как, в какой форме, как обосновывается, приказом это невозможно утвердить, это будет неверно для большинства специальностей. Также консультация специалиста. То есть вариантов проведения консультации разными специальностями много, и они не исчерпываются тем, что представлено. Ну и, наконец, еще одна такая наша большая боль гематологическая, именно электронный регистр онкологических больных. Системы, к сожалению, устаревают. И многие системы, с которыми мы сейчас работали, они были созданы достаточно давно, и сейчас они уже по многим вопросам не актуальны. И вот это пример из концепции развития электронного здравоохранения 13-20 год. Как это выглядело? К сегодняшнему дню все эти системы должны были уйти, появиться вот такая общая шина интеграционная, но многие системы по факту они остались, потому что на них много чего завязано, в том числе электронный регистр онкологических больных. В новом приказе есть очень короткая форма извещения, где основные данные они могут быть собраны
из медицинской информационной системы, и врач заполняет всего лишь несколько пунктов. Обстоятельства выявления опухоли, стадия, диагноз и метод подтверждения, и все. А в электронном регистре онкологических больных регистрируется намного больше информации, она исходно требовалась. Сейчас, получается, эта информация не предоставляется. Но, тем не менее, электронный регистр онкологических больных, он не изменился, он остался такой, как есть. И, допустим, мы не можем изменить код. То есть, если пациент зарегистрирован в этом регистре определенным кодом, он будет всю жизнь с этим кодом. Хотя коды меняются. То есть, пациент может с 2 кодами быть. У пациента может измениться код. То есть, он может пройти обследование, у него может поменяться код, может выясниться другое заболевание. В ЭРОП это невозможно сделать. Сами формы эти, они направляются по электронной почте или нарочно. То есть они не передаются какой-то определенной шиной. И тот человек, кто вносит, во-первых, он может ошибиться, во-вторых, он может сказать, я не буду с этим кодом регистрировать, я считаю, что здесь другой код. Такое тоже бывает, человеческий фактор. То есть специалист, допустим, онколог определяет один код, а в РОП пациент поступает совсем с другим кодом. И это вот сейчас звучит, конечно, дико. Почему мы не можем передать напрямую из информационной системы эти данные и внести в РОП? Но тем не менее, вот это, к сожалению, так происходит. И нет возможности удалить пациента из РОП. Допустим, пациенту ошибочно поставили код. Заболевание исключили, то есть пациент не болен онкологическим заболеванием, но в РОПе он будет, и он будет, на него возможно идти финансирование, поскольку эта форма, она еще используется и для получения стат-данных. Ну и, наконец, то, про что уже сегодня не один раз говорили, многие коды заболеваний, они не потому появляются, что пациент этим заболеванием болеет, а потому, что он с этим только кодом может поступить в ЭРОП, получить лечение, попасть в какой-то пакет. Поэтому наша статистика по ЭРОП, она совершенно не соответствует действительности. То есть мы, к сожалению, несмотря на обилие различных информационных ресурсов, мы, к сожалению, не знаем истинную картину по заболеваемости, смертности, летальности, поскольку наши коды, они не соответствуют действительности. У нас даже есть такая шутка, что у нас есть некоторые специалисты, кодологи, которые определяют, с каким кодом надо взять пациента, чтобы он попал в правильный пакет. Вот. И это новая функция у врачей получилась, чтобы разбираться в кодах МКБ, в какой пакет и какие препараты АЛО привязаны к определенному коду. Ну вот, у меня, в общем-то, все. Спасибо, Антон Анатольевич. Было эмоционально, наболело. Давайте немножко разбавим градус боли и пригласим Эрика Шанбаева, руководителя ситуационного центра травматологической службы, посмотреть, что хорошего для врачей в принципе сейчас есть в цифровом мире здравоохранения Казахстана. Добрый день, участники форума. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы поблагодарить вас, организаторов, за приглашение, всех присутствующих за то, что посетили наше подразделение на этом форуме. Сегодня я вам расскажу о том, что нам удалось сделать благодаря тем инструментам, которые мы имеем на данный момент. Это инструменты в области цифровых технологий в сфере здравоохранения. Мне 31 год, я врач-травматолог-комбустиолог и в практическом здравоохранении нахожусь с 2012 года. Длительное время я, вне того, что работал врачом, будучи студентом, ходил на дежурство в качестве помощника врача и участвовал во всей клинической работе. И уже на тот момент столкнулся с таким рядом вопросов, как почему мы должны писать истории болезни от руки, почему мы должны созваниваться с медицинской сестрой постовой в отделении, чтобы спросить, какие у нас лекарства есть на данный момент в отделении, которые мы могли бы назначить пациенту. И почему мы должны писать, вот когда от руки, нет шаблонов, нет возможности сократить время действия, и мы должны все это заполнять вручную. И уже тогда это стало таким достаточно острым вопросом для нас. Далее, будучи немного уже постарше, когда мы начали писать научные первые работы, мы столкнулись, и когда мы проводили время в пыльных подвалах архивов, когда мы искали
всю необходимую для этого информацию, чтобы написать какую-то работу, да, перелопачивая просто килограммы и тонны этих историй болезни. Мы не знали, где взять эту информацию, как систематизировать эти данные, как быстро получить. И мы тратили колоссальное просто количество времени на поиск этих данных для проведения анализа. Но это история просто одного врача, да, из жизни специалиста. Дальше, можно говорить о том, с чем все-таки, если смотреть не со стороны врача, а со стороны системы здравоохранения в целом. На тот момент, на момент отсутствия цифровых технологий в системе здравоохранения был ряд значительных проблем. Не было корректной работы поставленной этой системы менеджмента здравоохранения, не было сильных менеджеров, сильных организаторов, и у этих организаторов не было большого количества инструментов и рычагов воздействия, чтобы решить все текущие проблемы. В принципе, в связи с чем и возник вопрос развития цифровых технологий именно в системе здравоохранения. И так случилось, что Карагандинская область является самым крупным регионом нашей страны, и он был выбран в качестве области для проведения пилотного проекта по цифровизации системы здравоохранения. И вот уже по результатам прошедших многих лет, 7 лет, мы получаем уже такие значительные результаты. Какие же все-таки эффекты можно и получить от проведения цифровизации системы здравоохранения? Это упрощение менеджмента, это организация пациент-ориентированной системы здравоохранения. То есть мы можем смотреть в двух направлениях, да, это врач и пациент, самые важные направления. Все-таки мы получим прозрачность ведение истории болезни, прозрачность тех данных, которые имеются, профилактика заболеваний, профилактика осложнений, повышение приверженности пациентов к лечению, контроль лекарствооборота и множество других вопросов, которые можно, в принципе, решить, и мы решаем на данный момент благодаря работе системы здравоохранения. Помимо того, на данный момент мы уже получаем колоссальный экономический эффект от того, что мы систематизировали всю эту работу и перевели ее в цифру. Перейдем к пациентам, к нашим пациентам. Одно из важных направлений работы системы здравоохранения, можно даже сказать, одной из основных точек приложения – это больной. И на данный момент, ввиду того, что у наших пациентов выросла образованность, они знают законы, они могут зайти в Google и прочитать информацию по своему заболеванию, у них выросла потребность. И эта потребность состоит в том, что, первое, каждый пациент хочет управлять сам своим здоровьем, и он хочет получать доступ к той информации, которую его доктор ввел в систему здравоохранения. Мы уже много раз слышали, что появляются в том или ином регионе жалобы на врачей о том, что какие-то неадекватные записи в карточках медицинских пациентов, приписки и так далее. То есть больные стремятся следить за своим здоровьем, за своими записями в медицинской карте. Итак, те проблемы, с которыми мы столкнулись, о том, что я уже сказал, менеджмент системы здравоохранения, построение в целом всех управленческих решений, построение работы. И вот эта проблема, с которой мы столкнулись, я буду говорить на примере травматологической службы, в которой я работаю. У нас, грубо говоря, с района, который находится в 200-300 километров от города Караганды, направляли пациентов для проведения рентгенологических снимков. То есть, грубо говоря, где-то пациент упал, получил какую-то травму, и чтобы верифицировать диагноз, его направляют в город Караганда. Соответственно, это колоссальные расходы на транспорт,
на работу, на амортизацию всех расходов. И, соответственно, а там был простой ушиб, и то есть пациента отправляли обратно домой. Чтобы, скажем так, систематизировать всю работу, наладить вот эту вертикаль работы в нашем регионе, и был как раз открыт такой проект, как ситуационный центр. Причем в принципе, без развития цифровых технологий в системе здравоохранения открытие данного подразделения не представляется возможным на данный момент. Что такое ситуационный центр? Это координационный аналитический центр, который позволяет руководителям, специалистам в системе здравоохранения, менеджерам получать круглосуточный доступ к всем интересующим точкам приложения, воздействия, всем возникающим проблемам. И также непрерывно мониторить и воздействовать на механизмы оказания медицинской помощи. В целом, чего мы и добились. Это была колоссальная, сложнейшая работа, которая проходила не благодаря, а вопреки, скорее всего, тем приказам, которые мы имели на тот момент. Не было никаким приказом регламентирована работа ситуационного центра. Мы работали на свой страх и риск. За все эти годы работы у меня порядка 10 жалоб и 3 уголовных дела за спиной. Мы, конечно, это все выиграли, потому что мы всегда подстраховываемся, и медицинские записи мы обязаны вести в рамках такого-то приказа, в рамках такого-то положения, в рамках такого-то протокола диагностики и лечения. Но, к сожалению, эти нормативно-правовые данные порой тормозят вот это развитие, потому что мы берем на себя ответственность за принятые решения. А для врача это как дамоклов меч над головой. Но несмотря на это, нам удалось это сделать, и мы открыли ситуационные центры по многим направлениям, такие как травматология, хирургия, инсультная служба, кардиослужба, фтизиатрия и онкология. И мы получили множество положительных эффектов от того, что мы открыли, о которых я скажу чуть-чуть подалее. На этом слайде изображена система работы нашего ситуационного центра, именно травматологической службы. То есть в центре находится пациент и врач. Когда врач работает с пациентом, и то же самое специалисты ситуационного центра, когда работают уже с теми данными, которые мы имеем, хорошо показано, что мы зависим от информационных систем. И благодаря этим системам нам удается реализовывать все наши проекты. Мы работаем 7 лет уже с медицинской информационной системой Центра информационных технологий Домумед и добились колоссальных успехов благодаря нашим взаимодействиям, которые нам удалось наладить. Итак, какие же эффекты на данный момент мы получили и какие положительные пункты мы имеем? Это снижение смертности по многим направлениям. Травмы, онкология, фтизиатрия, туберкулез, кардио, инсульты и так далее. Выявляемые заболевания на ранних стадиях, туберкулез, онкология, это очень важно. Нам удалось интегрировать, вроде казалось, на первый взгляд, разнонаправленные нозологии, как туберкулез и онкология, в одну систему. Почему? Потому что не было маршрута пациента разработано по верификации диагноза. То есть онколог ставит под вопросом туберкулез на снимке, а фтизиатр под вопросом ставит онкология, рак легкого. Что делать пациенту? И начинается вот эта вот беготня по кругам ада, и в итоге пациент теряет время. Сейчас разработаны все маршруты пациента и проводится эффективная диагностика в комплексе. Также отслеживается путь пациента после выписки из стационара. Это очень важно для системы болезней сосудистого кровообращения. Это инсульты, инфаркты, то есть те пациенты, у которых есть развитие после инфаркта, инсульта или наоборот. Мы следим за этим благодаря нашим специалистам. Экономический эффект, как я уже говорил, элементарная экономия на перетранспортировке пациента из города в город, из стационара в стационар имеет большое значение, во-первых. Во-вторых, не теряется время. И также мы имеем точки приложения для развития стационаров регионов, то есть повышение
их уровня, повышение качества оборудования, повышение квалификации для специалистов. Также доступ пациента к необходимой информации в онлайн-режиме. Благодаря приложению в телефоне пациент может, по крайней мере в нашем регионе, получить всю интересующую систему о его нынешнем статусе здоровья, просто имея телефонное приложение. И также возможность получения консультации в онлайн-режиме. Да, эта возможность есть, и мы этого добились, и мы в этом развиваемся. Спасибо, у меня все. Ирик, большое спасибо вам. Я думаю, будут вопросы. У нас остается полчаса времени. Я приглашаю двух докладчиков одновременно, Павел Андреев и Наталья Киль, с докладом «Реинжиниринг и цифровые стандарты как основа глубинной цифровизации». Я хочу небольшую такую интродакцию сделать перед этим выступлением. То есть мы вот первую половину секции обсуждали, что приказы – это не очень хорошо. То есть вот они регулируют и тормозят развитие цифровизации, несмотря на то, что вроде бы как бы регулируют эти процессы. А как делать нужно? И мы вот на первой панельной секции слышим, и в принципе клиницисты знают, что существует возможность регуляции, и не в меньшей степени, чем у нас, но через профессиональные подходы, через стандарты. Стандарты должны разрабатываться профессиональными сообществами, не институтами, не главными внештатными специалистами, но сообществом медицинских специалистов, ну и в содружестве, наверное, с IT-разработчиком. Как подходит к этому за рубежом и как мы видим, какой-то выход мы же должны придумать, как уйти от регуляции приказов к стандартам, давайте вот попробуем разобраться. Может быть, нам ответят наши следующие спикеры. Пожалуйста, Наталья, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо организаторам этого форума за такое мероприятие на таком высоком уровне, с такой очень представительной аудиторией и за возможность конструктивно говорить о проблемах и искать вместе пути решения. Ведь это самое главное, для чего мы сегодня собрались. У нас сначала планировалось 2 доклада, отдельно у меня и отдельно у Павла, но когда мы посмотрели на темы, мы поняли, что нам нужно, наверное, это все-таки объединить, и ту тему, которую хотел развить Павел, это будет как один из частных примеров тех достижений, которые мы уже сделали на пути, значит, цифровой стандартизации. Я здесь выступаю не как больше, наверное, все-таки руководитель одной из крупнейших IT-компаний в медицинском IT. Я выступаю больше как эксперт цифрового здравоохранения с почти 30-летним стажем, и поэтому, мне кажется, у меня есть уже и, так сказать, данные, и основа, и опыт для того, чтобы делать определенные выводы. Как уже сегодня много раз говорили, вот именно пандемия нам очень остро показала, как необходимы цифровые технологии и как, так сказать, они могут помочь в жизни, и уже нам перестает мешать то, что казалось раньше мешало. Как вот сегодня я с удивлением узнала, оказывается, у нас страна одна из самых смартфортизированных стран в мире, и у нас достаточно хорошо развит покрытие интернетом, и несмотря на то, что недостает каких-то, да, возможно, регуляторных правил, которые бы позволяли делать те или иные интересные вещи в цифровом пространстве, когда мы все сели в локдаун, оказалось, что единственной альтернативой является дистанционное оказание медицинской помощи, и это можно делать, это нужно делать, и очень многим пациентам как раз была оказана своевременная помощь, консультативная, по крайней мере, и, возможно, мы очень надеемся, что были спасены жизни и здоровье. И вот даже по цифрам, которые через мобильное приложение Домумед, значит, услуги, которые получали пациенты, то есть у нас достаточно длинная история, и мы видим, что в период пандемии произошел рост в 7,5 раз. И я думаю, что это могут подтвердить все операторы цифровых сервисов. Ну и поскольку у нас возникла большая потребность, мы начали отвечать какими-то новыми возможностями, новыми сервисами, но тут встало сразу очень много вопросов. Первый из них, естественно, это правильное цифровое регулирование, потому что мы все-таки живем в цивилизованном обществе, и нашему цивилизованному обществу нужны новые цифровые
правила, новая цифровая культура, в том числе в которой основным и самых главных вопросов является цифровая свобода гражданина и цифровое равноправие всех участников процесса получения тех или иных услуг, то есть, ну, грубо говоря, нашей жизни в новом цифровом мире. Вот такая концептуальная модель родилась у нас у группы, так сказать, экспертов цифрового здравоохранения практически один в один, одновременно, и это произошло в начале 2020 года. То есть это модель, которая является альтернативой вот той не очень красивой картинке, которую показывала Жулдыз и которую показывал Антон Анатольевич. То есть это как раз правильная организация цифровой среды, в которой государство держит свой центральный компонент с тем необходимым для обеспечения функций госуправления, да, финансирования, регулирования, набором данных. Вокруг этого ядра находится слой сервисов, через которые все участники свободного конкурентного рынка могут предоставлять свои цифровые сервисы и снабжать это ядро необходимой ему информацией так, чтобы никто ничего специально никуда, извините, не вбивал. Я ненавижу это слово. Я когда слышу слово «мы вбиваем в систему», я сразу понимаю, что система очень плохая. И поэтому все, о чем говорили предыдущие ораторы, это все абсолютно справедливо. Но это то, с чем мы жили, и для того, чтобы больше с этим не жить, нам нужно сделать несколько очень простых и понятных шагов. И сейчас я постараюсь о них сказать. И в первую очередь мы должны все свои действия оценивать с нескольких точек зрения. Один из критериев оценки – это, так сказать, полезность и востребованность той информации, которую мы хотим собирать. Это говорил и Антон Анатольевич, это говорила и Жулдыз, и мы вроде бы собираем много информации, но она потом плохо утилизируется, мы не получаем от нее никакого эффекта. А та информация, которая нам, возможно, нужна, мы ее не собираем, она у нас остается за бортом. От этого у всех получается как бы неудовлетворенность тем, что они делают. И все, что нужно переводить в цифру, уже надо перевести в цифру. Надо просто взять и решительно отказаться от множества бумажных, так сказать, вот этих дубликатов, которые мы сейчас почему-то все генерируем, не понимая особо на самом деле, зачем они нужны. Даже тоже подтверждение согласия пациента или гражданина на любое какое-либо действие его с государством или государства с ним уже можно осуществлять исключительно в цифровом режиме без каких-либо бумаг. И это уже есть, это реализовано. На портале электронного правительства есть соответствующий сервис, через который это все можно осуществлять. Мы можем верифицировать личность человека через базу данных мобильных граждан, через государственную базу физических лиц. Мы можем делать многое. Нам нужно сделать маленький шажок и со всем этим согласиться и, возможно, каким-то образом изменить нормативно-правовую базу, начиная, наверное, с самых основ. И этот процесс уже идет под руководством Министерства цифрового развития. И Минздрав сейчас делает тоже шаги в этом направлении. И я призываю все профессиональные сообщества, в том числе и сообщество айтишников, активно принимать в этом участие, потому что кто, как не мы, профессионалы, эксперты в своей сфере, знаем, как лучше все это необходимо сделать. Ну, как уже опять-таки многие говорили, когда мы оцифровываем хаос, мы получаем оцифрованный хаос. Да? Почему это происходит? Потому что когда каждый трогает слона за какую-то только видимую ему часть, он видит только эту часть слона. Да? То же самое происходит, когда мы начинаем что-то цифровизировать в лоб. Когда перед нами ставят задачу, причем очень детально описанную, и мы начинаем ее делать. А потом кто-то говорит, а у нас вот системы плохие, а у нас оборудование плохое, у нас приказы ужасные. А на самом деле все лежит глубоко внутри, в понимании того процесса, который мы цифровизируем.
И вот я думаю, что вот эту картинку видели очень многие, кто так или иначе связан в IT. Это еще одна проблема есть. Это проблема того, что профессионалы двух очень важных направлений, то есть айтишники и предметники, не находят общего языка. И поэтому очень важно, во-первых, воспитывать кадры, которые умеют говорить на языке друг друга, правильно, как говорила сегодня Жулдыс, описывать тезаурусы, на котором мы общаемся, и растить новое поколение людей мультипрофессий. Но пока это все произойдет, нам придется жить с тем, с теми кадрами, которые имеются. Здесь присутствует, кстати, большое количество людей, умеющих разговаривать на одном языке, и это здорово. И поэтому я призываю всех, когда вы ставите задачу айтишникам, вы никогда не говорите, как нужно сделать. Вы скажите, какую проблему вы хотите решить, какого эффекта вы хотите достичь. И тогда, если это квалифицированный специалист, вам расскажут, как это можно сделать, причем предложат несколько способов. И, возможно, даже вы увидите новые возможности, которые вы можете достичь, решая свою проблему. Вообще это все называется именно одним и тем же словом, которое у всех на устах. Возможно, не все понимают, но я думаю, что в этой аудитории понимают все. Именно цифровая трансформация. Единственный путь, который лежит через еще более сложное слово реинжиниринг. А реинжиниринг – это оптимизация, изменение и иногда даже упразднение наших привычных каких-то процессов, которыми, замечательное слово, которое я всегда слышу, когда пытаюсь что-то поменять, так было всегда. Да, так было всегда, но уже не надо, чтобы так было. Давайте сделаем как лучше. И поэтому, когда мы имеем проблему, при помощи реинжиниринга мы перестраиваем какие-либо процессы, и мы получаем, помимо решения самой проблемы, мы получаем еще новые возможности. Это и называется глубинной цифровизацией. И еще раз давайте затвердим, что IT ради IT не бывает. Механическое повторение существующей жизни, в том числе применительно к нашей ситуации бумажного медицинского документооборота, не дает никакого эффекта, а иногда даже дает обратный. Поэтому как бы это ни было трудно, как бы это ни было долго и, возможно, не так интересно, но заниматься реинжинирингом надо, а реинжиниринг происходит в первую очередь через описание и формализацию бизнес-процессов. И когда мы при помощи очень простых и понятных нотаций описываем эти процессы, вот то, о чем Антон Анатольевич показывал в своих слайдах, оно просто вылазит наружу, и оно становится очевидно всем. И когда мы этот процесс все-таки подвергаем оптимизации, мы получаем, во-первых, эталонную модель данных, что сейчас крайне необходимо цифровому здравоохранению, то есть выстроенную именно с точки зрения востребованности и полезности этих данных. Мы получаем правильную систему НПА, в которой нет этих коллизий, о которых говорила Ирина Алексеевна. Мы получаем в том числе те требования к информационным системам, которые не ограничивают их развитие, а стимулируют их к развитию. И мы получаем понятные и прозрачные требования к интеграции, потому что та схема, которую я показывала, она простая, понятная и прозрачная. И сейчас я с удовольствием передам слово Павлу. Это тоже человек мультипрофессии, врач-программист, программиста-врач, и он расскажет о том, чего добились мы совместно с Министерством здравоохранения, Республиканским центром электронного здравоохранения и развития здравоохранения в своих этих многочисленных рабочих группах. Пример 2 стандартов, где мы замахнулись на святое святых, на учет диагнозов и учет назначений. Да, добрый день. Я много говорить не буду. В общем, по какому пути мы пошли? Мы описывали бизнес-процессы, мы поняли, что везде у нас сквозь есть такая сущность, как заболевание. То есть на бумаге ее нет, есть какие-то отдельные элементы, разбросанные просто по всем учетным, отчетным формам, но
именно учет заболевания как заболевания не ведется. Хотя эта сущность, она имеет право на жизнь, она имеет свой жизненный цикл. Заболевание когда-то начинается и когда-то заканчивается, каким-то образом видоизменяется в течение жизни пациента. Соответственно, мы предложили создать вот этот самый отдельный учет заболеваний. Где-то он пересекается с международным стандартом в части вопроса здоровья. Но когда нам 10 лет назад говорили про вопрос здоровья, и это говорили много и упорно и международные консультанты и все остальные, мы, мягко говоря, не могли понять, к чему его пришить. Вот. Здесь мы предлагаем какую-то локальную адаптацию, но которая будет понятна практически всем участникам. То есть это заболевание, которое когда-то возникает. Вот сверху мы можем увидеть, как это сейчас. То есть заболевание есть в вызове скорой помощи, есть в госпитализации, есть в услуге, есть в доучете, есть в рецепте. Где-то оно там разбросано. В целевом состоянии мы это видим как создание заболевания в какой-то момент, как сущности, и уже его использование при всех остальных последующих процессах. То есть привязка каких-то этапов оказания медицинской помощи уже к этому заболеванию. Таким образом, мы получаем возможности, какие у нас. Мы получаем оперативную информацию о заболеваемости, то, чего, к сожалению, сейчас нет. Про это уже сказали, что у нас есть 12-я форма, которая собирается в МУКах один раз в год и, в принципе, неюзабельна абсолютно. Вот. Мы получаем формирование истинной потребности в медицинской помощи, поскольку, не понимая, чем болеет наше население, мы не можем сказать, в чем оно нуждается. Мы получаем самое основное – это continuity of care, непрерывность медицинской помощи, о которой также говорят международные консультанты и международные стандарты. Мы можем выставить различные фармакологические контроли, о которых мечтают и Министерство здравоохранения, и фонд, и все остальные. Мы сможем более адекватно планировать медицинскую помощь и лекарственные средства на основании не просто каких-то оторванных от жизни формул, а на основании данных. Также параллельно можно запускать и учет назначений, поскольку на данный момент назначение – это у нас отдельный текстовый раздел в консультативном листе. В этом консультативном листе что-то указывается в текстовом виде, в системе оно, естественно, как формализованное, как сущность не появляется, и, соответственно, это невозможно отслеживать, это невозможно использовать в дальнейшем. Здесь мы предлагаем уйти от, собственно говоря, текстового ведения назначений и рекомендаций и перейти к формализованному ведению. То есть медицинский работник будет назначение создавать как объект, как сущность. Это назначение будет, опять же, иметь свой жизненный цикл, и оно будет отражаться в дальнейшем ведении пациента. То есть на основании назначения будет создаваться направление на услугу, на госпитализацию или рецепт, и можно будет проследить жизненный цикл, здесь пропущу, жизненный цикл назначения вот с момента, когда врач констатировал необходимость этого получения пациентом того или иного, той или иной услуги или лекарства, и до момента получения, собственно говоря. Сейчас у нас вот эти вот, все, что до рецепта, оно у нас теряется где-то в истории. Мы не знаем, когда оно возникло, кто его создал, и на основании чего мы все это сейчас в данный момент делаем. Вот, получается, мы что получим? Мы получим формализованные данные о назначениях, мы сможем отслеживать полноценно маршрут принятия решения о получении медицинской помощи, мы получим реальную потребность, не ту, которая уже отражена в направлениях, а ту, которая реально в природе существует. И отсюда можно будет, как вот мы на днях пришли к тому, что можно будет автоматически сформировать тот самый лист ожидания, не внося куда-то дополнительно эту информацию. И мы получим облегчение ввода данных, если мы будем порождать сущности от сущности, соответственно, какие-то атрибуты уже можно будет просто переносить, не вносить заново. Ну и, естественно, когда появится массив данных, появятся и потребители этих данных, и, скорее всего, у
профессиональных сообществ, у уполномоченных органов возникнет аппетит, и это можно будет анализировать и использовать в работе. Спасибо. Очень важный, я больше там ничего другого показывать не буду, а вот я прошу вас посмотреть вот на этот простой треугольник простых и понятных потребностей каждого человека, в том числе и каждого из нас. Это потребность в качественной и доступной медицинской помощи на хорошем уровне сервиса. Все, что есть в нашей системе здравоохранения, оно должно решать эту простую потребность каждого человека. То есть и мы, руководствуясь человекоориентированным подходом, делая продвинутый, грамотный менеджмент через использование цифровых технологий, должны достигать удовлетворения этих простых человеческих потребностей. Ну, примерно так звучит миссия нашей компании, делая медицину ближе и доступнее. Большое спасибо. Спасибо большое. У нас явно мы по времени немножко затянем и, скорее всего, оторвем 10, максимум 15 минут от другой секции. Но я предлагаю послушать нашего международного гостя, эксперта. Еще раз напомню его должность, визионер и архитектор e-health Кадалицы, Эстония. Включение у нас онлайн. Игорь, вам слово, если вы меня слышите. Да, я вас слышу хорошо. Получается у вас слайды вывести? Видите ли вы мои слайды? Да, слайды мы видим. Пожалуйста. Отлично. Сегодня я хочу тогда... Так, где слайды? Сегодня я хочу познакомить вас с опытом дигитальной трансформации в Эстонии. И, может быть, один слайд... Так, все переключается. О себе, то есть я еще из тех людей, которые видел программу здоровья с Юлией Белянчиковой, а не с Еленой Малышевой. И за свои 28 лет уже мне удалось поработать с множеством информационных систем на в множестве регионов, как в Прибалтике, в Персидском заливе, так и на американском континенте. И каждый из них имел какие-то особенности. Но сегодня в рамках этого доклада мы сосредоточимся на одном, на Эстонии. С какой-то задержкой происходит переключение. Ага. И начнем прямо с истоков, с момента развала Советского Союза. В этот момент, скорее всего, и у нас, и у вас были достаточно одинаковые исходные точки. Точно так же у нас были формы 03 форма, 27 форма, подобные всякие формы, утвержденные Минздравом Советского Союза еще от 80-го года. Что... Не слышно спикера? Нет, мы вас очень хорошо слышим. Ага, хорошо, комментарий просто пришел. Так. Опять переключиться, пожалуйста. Задержка с переключением. Что произошло? Произошло то, что государство вначале очень сильно продумало политику и инвестировало в некоторые области. То есть была создана больничная касса, которая отвечала за финансирование здравоохранения, и вместе с Министерством здравоохранения была создана сначала больничная инфосистема для больниц, а также отдельная инфосистема для семейных врачей. В результате этих работ приблизительно 75% больниц начало использовать вот эти разработки социального министерства, и 90% семейных врачей начали, соответственно, вторую программу использовать.
через подобную трансформацию, по сути, министерству удалось передать какое-то требование к набору той информации, которая должна собираться в различных процессах. В процессе амбулаторного приема, в процессе стационарного приема. И в этот момент, по сути, отпала уже первая необходимость в том, чтобы использовать вот эти самые формы, которые я уже показывал, поскольку мы начали собирать уже данные, необходимые для приема. При этом, конечно же, не отпали никакие требования по сбору отчетности. То есть в тот момент еще не существовало никаких центральных систем, кроме системы. В 2002 году появилась система для сбора счетов и учета финансовых потребностей. Здесь, может быть, такую ремарку я слышал от предыдущих докладчиков, что если у вас отчетность связана напрямую вернее, оплата связана напрямую с кодом МКБ-10, то в Эстонии оплата происходила исходя из реальных оказываемых услуг. И МКБ-10, с помощью кода МКБ-10 стоимость может быть немножко скоррегирована, но не очень существенно. После этого начала создаваться целая инфраструктура. То есть был создан специальный ИТ-департамент при Министерстве здравоохранения, так называемый eHealth Foundation, который взял на себя роль руководством процесса стандартизации, для того, чтобы как раз лучше и лучше обмениваться клинической информацией, чтобы однозначно понимать, что означает одно и то же число, которое раньше записывали на бумаге, то есть в каком контексте. Что у нас там было? Предыдущие докладчики говорили о каком-то количестве, не помню точно, жидкости водяного баланса, то есть это за сутки, за неделю, за какой-то другой промежуток времени. То есть все это должно было быть четко оформлено. Для того, чтобы это происходило, было сделано несколько шагов. То есть, во-первых, был создан так называемый центр публикации стандартов, и в рамках которого сначала создавались, а затем публицировались различные справочники, которые были доступны для всех разработчиков различных инфосистем. А также происходила стандартизация различных электронных сообщений. Ну и, правда, к сожалению, в тот момент еще и документов. То есть документы, естественно, у нас и есть еще, и были. И избавиться от них не так просто, но все по шагам. Вот здесь в левом нижнем углу какой-то список из тех сообщений или документов, которые предлагаются здесь, как PDF, описывающие, каким образом они организованы, так и различные примеры. Как я уже сказал, все это координировалось центром, так называемым eHealth Foundation, который организовывал, получал вводные от различных больниц, от министерств, от специализированных сообществ врачей, работал вместе с ними для того, чтобы создать какие-то стандарты, необходимые для внедрения. Все это создавалось на базе международного стандарта HL7 версии 3. Пришло. И по своей сути это набор каких-то темплейтов, это набор различных систем идентификаций. Но, опять же,
в какой-то момент произошел небольшой перекос в сторону так называемых CDA-документов, то есть которые представляют именно собой аналоги электронных форм. И такие документы, ну, чем они, может быть, характеризуются? То есть зачастую есть потребность в подписи подобных документов. То есть когда заканчивается история болезни и делается выписка о болезни, то бишь эпикриз, то по нашему законодательству подобная выписка должна быть подписана электронно. К счастью, это не делает врач самостоятельно, это делает инфосистема, то есть ставится подпись предприятия, медицинского учреждения, подтверждающая о том, что работа, сделанная врачом, является качественной и соответствует всем правилам. То есть учреждение само берет на себя эту ответственность. Но в то же время этому можно противопоставить другое направление, которое сформировалось с так называемым подходом, событийным подходом, когда посылались сообщения независимо от, например, от конца болезни. Такими у нас, например, являются рецепты. То есть в тот момент, когда рецепт создается, он сразу отправляется в центр рецептов, где обрабатывается, и буквально моментально можно получить лекарство в аптеке. Таким является, например, справка о недееспособности, то есть, который тоже, по сути, у нас, как это ни странно, не является специфичным документом и не требует какой-то специальной подписи. В конечном итоге мы дошли до понимания того, что очень многие данные, которые, например, оформляются вместе с эпикризом, на самом деле должны быть доступны разным сторонам, разным медицинским учреждениям раньше, чем будет происходить, чем произойдет окончание болезни. Пациент может двигаться, на основе данных пациента, возможно, нужно сделать какое-то специальное решение. И сейчас наша страна движется в сторону событийного или event-based решения. И мы очень активные участники FIRE Community, FIRE стандартов, который как раз предписывает посылку и обработку данных по новому стандарту HL7 FIRE. Для этого создаются специальные руководства по внедрению. И эти руководства по внедрению по своей сути являются как бы тем самым стандартом, который регулирует обмен информацией. Так. О, наконец. С помощью этих стандартов, в принципе, можно профили, можно очень точно указать, каким образом нужно посылать информацию в моем случае здесь пример об уровне образования, либо с правой стороны здесь описание о том, каким образом нужно посылать данные новорожденного пациента, или если у нас ветеринария, пациента животного и так далее, и так далее. То есть какой набор данных к этому прилагается. По своей сути, этот стандарт FIRE, он является набором множества маленьких, как бы это сказать, ну, по своей сути строчек. Да? Если мы представим электронный документ, который мы в своей голове разобьем на секции, и в каждой секции у нас будут еще строчки,
то один подобный ресурс является строчкой какой-то секции. И собирая эти данные, у нас сначала собираются строчки, которые могут быть отправлены куда-то уже дальше. Так, если... Вот, отлично. Которые могут быть отправлены в систему принятия решений, могут отправлены быть в лабораторию для того, чтобы сделать какой-то, передать дополнительную информацию о том, что происходило. Может быть, заранее отправлен, например, в ситуационный центр для того, чтобы понять, имеется ли у нас вспышка какой-то инфекции, либо еще какие-то множество случаев, когда нам нужно послать данные наперед и естественно, в электронной форме, а не в форме неких документов. В конечном итоге у нас все же остается возможность скомпоновать различные эти строчки в некий документ. Как на этой картинке представлен вот этот самый composition, который состоит из condition, это диагноз в стандарте, плюс набор медикейшенов, плюс набор неких исследований, в данном случае давления и так далее. Возможно, у вас возникнет логичный вопрос. То есть с самого начала показывалось множество законов, с помощью которого регулируется здравоохранение Казахстана. То есть каким же образом все то, что я говорю, связано с законодательством. Вот вы видите, у нас по сути 5 законов, которые регулируют все законодательство, все, что связано с здравоохранением. Причем первый связан именно это акт о том, как организации должны себя вести. Два последних связано Data Protection Law, ГПДР, да, и Public Information Act. Они связаны именно с тем, каким образом пациенты либо другие организации имеют доступ к данным. И то, о чем я сейчас больше всего хочу рассказать, это третий закон о композиции данных или о том, как данные должны быть представлены. Перед этим, может быть, скажу, то есть с помощью этих законов регламентируются, например, такие правила, что все лечебные учреждения должны посылать данные в центральную информационную систему здравоохранения страны и, естественно, в электронном виде, используя вот те стандарты, которые разрабатывает ИТ-департамент при Министерстве, у нас социальных дел, по сути, у вас в Министерстве здравоохранения. Он говорит о том, что все медицинские работники имеют доступ к этим данным, если, конечно, кто-то не запретил им доступ. Доступ к данным может быть только на основе строгих средств аутентификации, таких как ID-карта, Mobile ID у нас и так далее. У пациентов есть право закрыть доступ к данным. Пациент может видеть свои данные через портал пациентов. Пациент может еще и декларировать различные вещи, то есть может ли быть он донором органов и так далее, и так далее. Ну и что важно, пациент может мониторить, кто имел доступ к его данным, то есть имеется полный аудит-лог ко всей информации. Но если вернуться к структуре, то, с чего мы начали, как бы с форм, то закон о композиции данных, он не регулирует формы. Этот закон не регулирует форму. Во-первых, он регулирует как бы те события, что у нас имеется. У нас есть амбулаторный эпикриз, у нас есть стационарный эпикриз, какие у нас есть направления, какие ответы на направления или ответы на исследования.
И если мы возьмем какой-то конкретный документ, в данном случае я взял четвертое приложение, которое описывает как бы состав данных для ответа на исследование, то в нем имеется набор каких-то секций, где говоришь, что там обязательно должен быть номер документа, там должна быть секция с автором, секция об пациенте, чтобы мы могли связать их, номер направления, тип направления, кто направил, кому направили. То есть наши законы, они скорее регулируют составы данных, но ни в коем случае не регулируют формы. И законы сейчас не регулируют как бы стандарты, по которым эти данные должны быть отправлены. Организация обмена информацией, она полностью отдана ИТ-департаменту при Министерстве здравоохранения. И если я буду понемножку подытоживать и потихоньку пытаться, может быть, рекомендовать какие-то вещи, то вам на самом деле вам нужны данные для того, чтобы делать... все открылось. Для того, чтобы делать данные, для того, чтобы делать решения, вам нужны данные, вам не нужны бумажки, вам не нужно, чтобы кто-то перепечатывал с одной формы в другую форму постоянно. Для скорости нужны данные. Если говорить про наш опыт, я рассказал вот про закон о композиции данных в Эстонии. На самом деле мы ведем активную работу о том, чтобы передать еще больше прав ИТ-департаменту. Вот те самые красивые формы, которые в промежутке я показывал, вот эти профили с образованием, с различными данными об пациентах, по сути, это работа экспертных групп, которые собирают различные данные вместе и предварительно как бы договариваются, проводят совместные раунды голосований, согласований, в рамках которых появляется вот тот самый стандарт. И различные регуляции, даже учитывая, что их не так много в Эстонии, они на самом деле сдерживают процесс развития, сдерживают процесс внедрения подобных вещей. Поэтому для всех государств, которые берут на использование подобные электронные системы, мы на самом деле говорим, что информационный состав данных, он не должен регулироваться законодательством. Это удел специализированных групп, таких как рабочие группы при Министерстве здравоохранения. Опять же, различные медицинские процессы, они по своей сути не являются бумагами. То есть, если мы говорим о третьей форме, да, стационарной, это что-то, что нужно постоянно заполнять, но в то же время процесс идет, и в рамках этого процесса постоянно появляются данные. И эти данные нужно посылать. И, то есть, этими данными нужно обмениваться. Очень часто бывает даже так, даже у нас в Эстонии, когда в одном учреждении работают несколько информационных систем. И, соответственно, для следующей информационной системы очень важно знать, что произошло с пациентом. То есть каждый инфобит, по сути, должен быть в стандартизированном виде отправлен в тот момент, когда он появился. И не на бумаге. Да. Игорь, спасибо большое. Мне очень неудобно, но я вынуждена остановить ваш доклад, хотя это очень интересно для большей части аудитории, которая здесь собралась. Но мы занимаем уже время следующей секции, и мне делают страшные глаза и жесты, что мне нужно прекращать. Но на самом деле мне бы очень хотелось наладить какие-то отношения, и, может быть, я очень надеюсь на Минздрав, что мы организуем какую-то межведомственную группу с экспертами. Сейчас большое вам спасибо. Я хочу дать слово депутату Мажилисова парламента. Да, пожалуйста, Максат Романкулов. Несколько слов, и останьтесь, пожалуйста, Игорь, с нами тоже для дискуссии. Да. Спасибо большое.
Знаете, мне очень интересно было послушать и первую сессию, и нынешнюю сессию. Действительно, я погрузился в проблемы медицины. Я думаю, это вершина айсберга, наверное. Сделал себе заметки, и, конечно, это будет предметом обсуждения на нашей фракции парламентской, и обсудим непосредственно с министром здравоохранения. Вот. Я не медик, но моя семья, мои родители, конечно же, пользуются медицинскими услугами. Услуги оставляют желать лучшего. Вот. Поэтому, конечно, нужно переформатирование, нужны изменения. Вот. Мы понимаем, что государство не самый лучший менеджер. Вот. Но для преобразования нам нужна политическая воля и ваше активное участие. Вот. Спасибо большое, Лейла Азатбековна, за приглашение. Очень рад был. Вот, поэтому мы приложим все усилия и поддержим при необходимости. Правила и нормативное регулирование – это основа для реализации, и в этой части будем проводить совместную работу. Вот. Что касается нормативно-правовых актов, то, в принципе, вот я смотрю, все формы отчетности, правила, нормы и так далее, это утверждается приказом министра здравоохранения. Значит, это отраслевые приказы. Вот другой вопрос – их количество, качество и необходимость. Я думаю, что отрасль зарегулирована. Сейчас государство ведет активную позицию по дерегулированию, в принципе, во всех отраслях. Вот, поэтому при вашем активном участии, я думаю, добьемся больших успехов. В этом случае здесь нужны профессионалы, которые должны разрабатывать, но при этом, возможно, не надо, наверное, чересчур избыточно внедрять нормы. Да? Действительно, вот, как заметил предыдущий спикер, 21 тысячи нормативно-правовых актов упоминается медицина, и из которых более 11 тысяч нормативно-правовых актов – это действующие нормы. Вот. Поэтому надо дерегулировать. Сферу цифровизации можно быстро провести и внедрить как раз-таки приказами Министерства здравоохранения. Вы знаете, я вам скажу больше, это даже проще и намного легче, чем принимать законы. Поэтому все в ваших руках. Здесь, наверное, больше отсутствует площадка и своевременная обратная связь с сотрудниками Министерства здравоохранения. Здесь, я думаю, представителям министерства нужно на это обратить внимание. Вот. Нужны четкие стандарты и правила. Ну, видим больше вот недостачу коммуникации, сплоченности между госорганами и медицинским сообществом, учеными, неправительственными организациями в области медицины, ну и обществом. По результатам и по обсуждению фракции, на нашей фракции, я думаю, мы направим депутатский запрос министру здравоохранения и будем совместно работать. Желаю больших успехов. Очень рад был участвовать на этом форуме. Спасибо большое. Спасибо большое. В 3 часа совещания у нас, поэтому, к сожалению, мне надо будет покинуть. С вашего разрешения. Большое спасибо. Для нас большая честь, что вы были с нами. Лейла Азатбековна, прошу вас. Я бы хотела сейчас дать слово Ирлану Нурпейсову для того, чтобы послушать позицию гражданского общества в этом вопросе. Да, конечно, можно с места в микрофон. Вы слышали сегодня разные точки зрения и даже пути выхода из ситуации. Скажите, пожалуйста, ваше мнение и роль и позицию гражданского общества в этом вопросе. Я в 2 словах объясню, почему меня называют представителем гражданского общества. Я врач в прошлом, кандидат наук, хирург, работал еще в советское время и работал во времена уже обретения независимости. И работая дальше в корпоративном рынке, занимался бизнесом, но как это бывает, когда становишься взрослым, у тебя много детей, у тебя появляется определенный уровень ответственности, который распространяется за пределы твоей компании, за пределы твоей семьи. Он охватывает уже твой город, страну. И очень много людей из бизнеса и просто
отдельных людей решили, что какие-то изменения все-таки в стране зависят от нас. Вот сегодня мой коллега, представитель акционера, у нас же все-таки власть принадлежит народу, да, соответственно, все представители народа, в том числе депутаты, гражданские активисты, инициаторы гражданских движений являются представителями акционера. Вот он не затронул, он, говоря о том, какая проблематика есть в развитии цифровизации телемедицины, сказал, что есть вот такое какое-то торможение в обратной связи от Минздрава. Я согласен, да, но основополагающая причина всех наших неуспехов за эти 30 лет, которые мы могли бы проблемы намного лучше решить, развить здравоохранение лучше, они лежат на самом деле в взаимоотношении акционера с исполнительным органом. Поэтому наша задача гражданского движения является быть мягкой силой, которая с учетом экспертного мнения, таких как вы, экспертов, вот в этом зале и в следующем зале сидит около десятка людей, которые принимают участие в нашем проекте «Здоровье для всех. Гражданская адвокация». И 2 года начав назад изучать, а чем же недовольны люди, независимые исследования проводить, вы, наверное, согласитесь, да, что при всех решениях государственных органов у нас всегда отсутствует научность этих решений. То есть нет социологических исследований, нет научности, какая-то светлая голова министра, Гарвард он окончил, и нархоз, есть идея у него, он, пользуясь доверием президента, приходит, составляет свою программу, получает финансирование и, если повезет, успеет реализовать ее. Не успеет, либо уволят, либо посадят. Поэтому у нас первое, с чего мы начали, это в период пандемии, когда закрыли одну из моих клиник, которая бесплатно оказывала лечение людям с ковидом в окрестностях Алматы. СЭС закрыла. Вот мы решили, что надо каким-то образом заняться здравоохранением, все-таки вскрыть те причины, почему так происходит, и попытаться на них повлиять. И мы начали с того, что мы, уже имея опыт гражданской инициативы «Требуем реформы МВД», которая организовалась, вот при моем участии, моей супруги, моих друзей, 4 года этой инициативы после смерти Дениса Тена, мы начали, опять же, с независимых исследований. Мы проанкетировали большое количество людей, уровень доверия сняли, комфортно, некомфортно в медицинских учреждениях, доверие есть врачам, квалификации. Есть определенные международные стандарты исследования независимых. Мы взяли американские и канадские. И вот, кстати, пред ЦО еще их предложили. И вроде как нашли общий язык, что эти независимые исследования надо проводить. Потому что наши данные коренным образом отличаются от данных Минздрава. И когда мы в прошлом году круглый стол, наконец, нас захотели услышать, проводил Ерлан Смайлов. Вот здесь коллега его сидел, на самом деле... Нас поддерживает больше депутатов. Там есть врачи, и независимо от какие партии, это и нынешний Аманат, да, сейчас называется, и бывшие коммунисты, Народная партия, то в эти... Сбился с мысли, простите. Хотел сказать, что не все так плохо в парламентском корпусе. У нас есть стейкхолдеры, которые однозначно принимают нашу сторону. И вот когда мы проводили недавно форум с участием частной медицины для разработки стратегии, мы прямо 4 депутата у нас работало все 2 дня. Так вот, исследования показали, что когда круглый стол проводили, по заказу Минздрава получилось, по-моему, 68% доверия населения здравоохранения, по нашим данным 17%. И это все вызывает, конечно, большие вопросы. Таким образом, сняв гражданский запрос, да, мы с вашей помощью, в том числе других экспертов, сейчас заканчиваем, финализируем нашу стратегию, которую мы представим президенту и обеим палатам парламента и правительству, включая Минздрав. В эту работу мы всегда приглашаем Министерство здравоохранения. Пользуясь тем, что здесь находится представитель министерства, я хочу передать привет руководству и попросить их в ближайшее время с нами все-таки встретиться. При ЦОИ у нас какой-то еще контакт был. Сейчас вот при нынешнем министре, возможно, у него очень много времени занимают другие проблемы. Мы еще не встретились, а надо бы, потому что мы финализируем стратегию. И хотя ваш вице-министр приветствовал наш форум, он как бы его открыл, участвовал, но тем не менее, представители ни региональных, ни центральных органов здравоохранения в работе не участвовали. И когда мы встретимся с вами, ну, не знаю, на каком-то опять высоком уровне, было бы
хорошо иметь одну единую, выработанную совместно позицию по тому, какие системные изменения надо в здравоохранении решать. Поэтому я очень понимаю все трудности, которые, особенно разработчики, те, кто внедряют, практикующие медики в государственных или в частных клиниках испытывают в цифровизации и какие возлагают они надежды на то, что она может дать, и особенно телемедицина. Но без участия вот в таких, я думаю, гражданских инициативах вам очень сложно будет один на один, стоя против министерства, от которого вы многие, к сожалению, зависите, по бюджетам, по грантам, по каким-то внедренческим решениям. Вам сложно будет очень продуктивно взаимодействовать. Ну, 30 лет этого показывают, что не получается, пока нет сегодня роли акционера, нет гражданского общества в принятии решений после оценки того, что сегодня делается. Поэтому мы не только хотим эту стратегию представить, мы хотим и будем требовать, чтобы нас и наших экспертов, пациентские сообщества, которые также в нашем движении работают, чтобы они вошли в общественные советы, в наблюдательные советы, перестать быть согласовательными органами, как это до сих пор было, есть и еще какое-то время будет, конечно, для наших государственных органов, с тем, чтобы давать настоящую оценку, за которой не будет перед лицом нашего общества, и с тем, чтобы привлекать к этой работе специалистов. Мы считаем, что роль, вот сегодня говорили очень много о том, а кто должен вообще это решать? Минздрав или все-таки профессионалы, коль мы эти решения для профессионалов делаем? Ну, конечно, что придумать велосипед, посмотрите, какую роль играют профессиональные сообщества за рубежом, в Европе, в Соединенных Штатах. Любые изменения в методологиях лечения, протоколах решения, какие лекарства надо, все это соответствующим государственным органам говорят профессиональные ассоциации. Так должно быть, и мы очень хотим, чтобы так было. Я хочу сказать, что мы приглашаем всех, кто сегодня здесь находится, на той сессии находится, принять участие в разработке той стратегии, которую мы заканчиваем, вместе с Министерством здравоохранения, повторюсь, и к середине этого лета мы надеемся уже передать ее президенту, и после того, как будет политическая воля, а последние события страны после января показывают, что у нас появляется надежда на то, что этой воли становится больше, с учетом вот последнего события, когда объявили о референдуме, да, когда все-таки больше будет отдаваться обществу, новые партии регистрируются. Кстати, я встретился со всеми партиями, не только которые сейчас вот уже в парламенте представлены, но еще 4-5 партий, которые из гражданских движений вырастают, и сказал, что, и мы нашли понимание, что наше движение будет отвечать за продвижение всех вопросов по здравоохранению, поскольку мы объединяем самое большое количество независимых экспертов. И я надеюсь, что вот в следующем парламенте, где будет по мажоритарному принципу выбрано около 30%, все-таки пройдут те партии, которые будут оппозиционными. И все эти политические изменения, они, конечно, тогда создадут те условия, ту волю, которые необходимы и, может быть, являются вот последним толчком для того, чтобы все, что вы как профессионалы придумываете, все, что вы считаете полезным, вот поэтому мне понравилось, как руководитель ДОМУ доказывал, человекоцентричная модель. Кстати, это слово вслед за нами стали повторять уже и госчиновники, и там вице-премьеры, я вот слышал на совещаниях, сейчас об этом стали активно говорить. Это все радует, но еще раз говорю, что здесь нужно наше взаимодействие с точки зрения гражданских инициатив в четкой продуктивной спайке с профессиональными сообществами. И не зря мы из 7 тематик, которые выбрали для своей стратегии, одним из центральных тем выбрали цифровизацию. Потому что это тот инструмент современный, который обеспечит как хорошо смазанные колеса, чтобы наш автомобиль быстро поехал по дороге улучшения в здравоохранении. Я благодарю всех за эту работу, которая сегодня проходит и будет проходить еще. Я благодарю организаторов за то, что вы меня пригласили, и я не мог не приехать, потому что именно Лейла и Ирина были спикерами у нас на форуме, и они входят в рабочие группы, и в том числе по цифровизации. Поэтому, вот, пользуясь еще их авторитетом, хочу всех остальных пригласить. Давайте вместе работать и
постепенно, с твердым намерением мы будем менять, в том числе наше здравоохранение, на то, чтобы наше общество почувствовало себя немножко комфортнее, здоровее, оптимистичнее. И в конце концов у нас было больше доверия государственным органам и той власти, которую мы будем все вместе выбирать. Спасибо большое. Спасибо большое. Бейбут Салынович, вам заключительное слово. В целом хочу поблагодарить спикеров в первую очередь. Очень такая насыщенная была, я думаю, программа данной сессии. Те боли, ну на самом деле я, наверное, являюсь тем человеком, который с полей собирает боли. Я сам недавно был в регионах, ездил, как бы смотрел, специально съездил в районный центр. Те проблемы, которые на местах, их нужно обязательно слушать. И не только слушать, но помогать их решать. Я готов транслировать все те моменты, которые были сегодня озвучены у нас в министерстве, фиксировать и помогать их решать. Но я бы хотел маленькую ремарку сделать, маленький комментарий. В целом, много вопросов говорится про нормативные правовые акты. Они есть, их много, они не совсем хорошие, но фактически сложилась такая ситуация, что кто пишет эти нормативные правовые акты, приказы? Работники того же Министерства здравоохранения. Зачастую это практикующие бывшие врачи, и я думаю, что не все врачи умеют правильно писать приказы, это по сути не их работа, они должны лечить людей. Но по факту они становятся чиновниками, занимаются этой работой, как всегда сроки сжаты, пытаются сделать лучше, но уходит как всегда, и я не думаю, что здесь нужно как-то критиковать, прям вот, что вот неправильно приказы Минздрава делать. Мы будем стараться все-таки делать приказы не в том виде, в котором сейчас они выходят. Вот мы с коллегами сейчас очень много это обсуждаем. Приказы должны быть описаны в виде каких-то блок-схем, описаний процессов именно, и это нам завтра позволит избежать вот этих проблем коллизий внутри одного приказа. В одном месте одно написано, в конце приказа абсолютно противоположно. Да, такое бывает, это технические моменты, но я думаю, что мы должны к этому процессу самому, написанию НПА, должны подходить по-новому. Может быть, по-цифровому, может быть, это должен быть там какой-то процесс, вот как BPMN, да, мы сейчас изучаем все вместе. Соответственно, новые подходы позволят повысить качество этих нормативно-правовых актов и автоматически потом брать этот документ и уже реализовывать в информационных системах. Спасибо большое. Бейбут Салынович, а есть надежда на то, что вы когда-нибудь доверите приказы разрабатывать профессиональным сообществом? То есть отойти от слова «приказ» в сторону «стандарт». Абсолютно полностью поддерживаю. Вот коллеги сейчас озвучивали, что стандарты должны описывать те люди, которые с ними работают. Здесь нам нужно понять, кто это будет делать. Я абсолютно не говорю, что это должны быть какие-то люди, обязательно бывшие там с министерства. Мы готовы к этому подходить, тем более у нас есть уже в нормативке понятие стандарта электронного здравоохранения. То есть мы готовы вот эту работу поэтапно передавать в общественные организации, в ассоциации. Спасибо. Здорово, спасибо большое. Я благодарю всех собравшихся здесь. Прошу прощения у организаторов за то, что мы отняли большой кусок времени у следующей секции. Видимо, не очень хороший модератор все-таки. Было очень интересно. И я хочу попросить вас, пользуясь случаем, задавать все появившиеся вопросы на сайте. И если у вас появилось желание поучаствовать в разработке стратегии, то, о чем говорил Ирлан Нурпиисов, пожалуйста, вы можете тоже там проявить инициативу, заявить, и мы обязательно вас сконтактируем и включим в рабочую группу и в экспертов. Большое всем спасибо. Коллеги, спасибо огромное всем, кто набрался терпения и одну из самых сложных, наверное, секций прошел вместе с нами, потому что это действительно очень тяжело из болота тащить бегемота, и чаще всего этим бегемотом являемся мы сами, наше сознание, наши установки, наши комплексы. Ирина Алексеевна, вы замечательный модератор, самый лучший на планете Земля. Я думаю, давайте мы ее поблагодарим за это. И сейчас очень короткий перерыв, и приглашаем вас на следующую секцию, как раз там, где будут обсуждаться эволюция пациента, эволюция врача, эволюция всех систем. И я думаю, что это тоже очень горячая и серьезная работа. Всем успехов. Ждем вас через 15 минут в зале.
Уважаемые друзья, я предлагаю начать нашу заключительную секцию в этой панельной сессии, которая называется «Цифровая трансформация, эволюция или революция отрасли». И наша секция называется «Цифровая трансформация. Люди, процессы, технологии». Почему мы так назвали? Потому что для того, чтобы действительно произошла цифровая трансформация, мы должны понимать, что для эффективной трансформации должны меняться все участники процесса. Да? То есть это и люди со всех сторон, должны меняться процессы, и технологии, которые сейчас обсуждаются в соседнем зале. Это тоже очень важная часть цифровой трансформации, поэтому сегодня мы не случайно хотим об этом поговорить. Я хотела бы представить людей, которые у нас являются гостями, да, нашей секции. Во-первых, это Александр Владимирович Костюк, директор Национального научного центра общественного развития здравоохранения имени Солидат Каирбековой. Спасибо большое, что вы пришли поучаствовать в нашем форуме. Это Ербол Спатаев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, который в настоящее время курирует как раз вопросы цифровизации. И это человек, действительно, который уже много лет вообще в целом занимается вопросами цифровизации и в нас в Казахстане. Один, насколько мне известно, один из разработчиков в целом первой стратегии, да, цифровизации в Казахстане. И это тоже большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам на форум. И дальше я хотела бы представить наших спикеров. Это люди, которые имеют большой опыт, с одной стороны, в медицине, да, и не только медицинский, но и, в общем-то, кризисный, скажем так. Во-первых, это Манас Амбергенович Рамазанов, это главный врач 7-й городской клинической больницы. Я не знаю, это вообще мой герой, если честно. Вот. Один из тех людей, который, в общем-то, принимал активное участие в оказании помощи во время январских событий, и это вот мы все очень сильно переживали за наших коллег. Это наш коллега, известный доктор, руководитель Ассоциации частных клиник города Алматы Расул Дюсенов. И это представитель пациентской организации диабетическая, это одна на самом деле, мне кажется, из, вообще ветеран, да, по-моему, пациентского сообщества, и которая создана была, в общем-то, великим человеком, я не побоюсь этого слова, Наталья Тукалевская, да, насколько я понимаю, руководитель диабетической ассоциации Республики Казахстан Руслан Закиев. Это, на мой взгляд, это тоже достаточно значимо, потому что пациентские организации не так часто принимают участие в медицинских форумах. И наш гость Иван Скуридин, это представитель, с одной стороны, цифровой лаборатории, да, которая занимается, в общем-то, разработками определенными, а с другой стороны, это просто наш гость, которого мы очень рады видеть тоже на нашем форуме. Все, кто слышал доклады международной секции, да, те, кто, в общем-то, неравнодушен к этому вопросу, все слышали о том, как наши спикеры говорили о том, что очень важно, первое, очень важна вовлеченность врачей, да, энтузиазм, вовлеченность врачей для того, чтобы были успешно реализованы те или иные проекты. Очень важно понимать, что цифровизация, она меняет не только в целом наше представление о том, где можно оказывать помощь, да, как ее можно оказывать, да, и она смещает фокус на такую на профилактическую даже направленность, с одной стороны, а с другой стороны, как раз-таки мы говорим о том, что цифровые решения, они помогают оптимизировать потоки пациентов, оптимизировать процессы оказания помощи и так далее. И поэтому именно в условиях ограниченных ресурсов цифровизация здравоохранения – это, в общем-то, очень важный, на сегодняшний день одна из важных сфер, о которых говорят во всем мире. И
В частности, Всемирная организация здравоохранения очень много имеет таких достаточно обширных, полных руководств по цифровизации здравоохранения, да, по тому, как нужно обучать врачей и так далее. А Международная ассоциация телемедицины и электронного здравоохранения, которая также активно занимается развитием этих вопросов, эти международные организации сделали анализ, когда они говорили о том, что существуют определенные барьеры для развития цифровизации. Они касаются, с одной стороны, допустим, технологических аспектов, когда есть какие-то разнообразные информационные системы, когда есть какие-то комплексные решения, и самое главное – это безопасность и конфиденциальность данных. Да? Есть вопросы экономические, в частности, допустим, расходы на реализацию цифровых стратегий в том числе. Есть вопрос организационной среды, да, когда вся, допустим, медицинская организация или в целом отрасль должна быть готова к этим изменениям, так и среда, которая окружает человека, и в частности сам врач, да, то есть все личностные установки человека, которые могут иногда мешать внедрению чего-то нового, да, просто потому что мы об этом можем мало знать. Но при этом международный анализ говорит о том, что есть также факторы, которые, наоборот, помогают развивать цифровые решения. И международный опыт в этом вопросе нам очень сильно позволяет, скажем, анализировать с одной стороны и развиваться с другой стороны быстрее в этих вопросах. И поэтому сейчас я хотела бы предоставить слово исполнительному секретарю Международной ассоциации телемедицины и электронного здравоохранения Фрэнк Левинс, который нам расскажет как раз-таки о тех задачах и объемах, которые несет в себе вообще в целом цифровая трансформация здравоохранения. Фрэнк? Well, thank you very much, and I hope that you can hear me loud and clear. I'm sorry I was not able to join your forum earlier in the morning. We have a 4-hour time difference, but okay, it works, and I'm very glad that you could accommodate me in this session and allow me to open it with a short presentation about the global dimension of digital health. I hope also it appears on the screen properly. Just a minute. Let me see if I can, share screen. There we go. Can you see the slide? Yes. Okay, perfect. Well, again, global dimension, I think it's very important to be aware of it because digital health covers the 8 billion people around the world on all continents, in all countries. And I'm very glad to see what is already moving on in your country, Kazakhstan. As there is no way back on this, it's totally directed to the future. And I'd like to make it clear that the terminology that is used today, digital health, actually covers all what was already done in the past when we talk about telemedicine, e-health, telehealth, health informatics, etc., etc. So today, the overall umbrella is digital health, and it is the convergence of digital technologies with health issues to enhance the efficiency of the healthcare delivery. I hope, yeah, I should move on with the next slide. Sorry, just a minute. I have a little technical, come on. I don't know why. Just to go. Oh, sorry, the slides won't move. Yeah, thank you for your patience. I'll move out of the share screen and repeat it again. Yeah, here we are. It works again. Technology, by the way. You know, and the digital health is everywhere. It influences the entire healthcare system and provides healthcare everywhere, and it reaches those that are in need as well on land, at sea, in the air, in other words, everywhere.
And at the same time, it addresses main healthcare aspects: prevention, treatment, lifestyle, education, and other things like the ethics, interoperability, standards, legislation, safety, security, and so on. And actually, I do have a, oh, I don't know why this is, here we go. I use this picture because this is representative. This is digital health, by the way. You know, it's not just one keyboard, it's several of them as well, by hand as by the feet, and all the registers around an organ to provide, you know, the best possible music. But that is actually this a good picture for digital health. You have to combine all that to reach the optimal. And okay, so keep that in mind. And also, it has that global dimension, as I said earlier. And the pandemic, the corona pandemic recently revealed again the necessity of international cooperation and collaboration in all areas. And this is the only way forward, as a matter of fact, in order to take the most benefit of science, information, and technology. And therefore, allow me also to introduce our International Society, which is the major international forum that brings together experts and stakeholders and focuses the international cooperation in the field of digital health. Right now, we have members from more than 100 countries, and we do exist to facilitate the international dissemination of knowledge and expertise in telemedicine and e-health, and to put people in touch with recognized experts in the field. Yeah, there we go. And there again, the two opposite dimensions. Of course, health needs to be taken care of patients locally, in your country, in your region, whatever, in your community. But at the same time, it's part of a global. So we call that local. At the same time as you look at locally, you have to be aware that it fits into a global perspective. The world is global nowadays, and certainly with the information technology, you know, you see, the conferences like this in the past, I would probably have traveled physically, but nowadays, because of all the reasons, including the COVID, etc., we have the technology, and Zoom platform is one, but there are so many others now that allow us to do this in a very efficient way. Of course, we miss the sort of personal contact, the sort of physical contact. But if you don't have it, or you can't do it, and I'm not even talking about the travel, but also the cost of all that. And yet I've now attended in the last 2 years a lot of conferences and I see it improving all the time, as a matter of fact. And then I would like just to scope on a few major points around digital health. There's so much more to do. We can talk for hours, but the time is not available for that. But I would like to insist, first of all, on education. The future is going to pass through that, and the next generation needs to be educated in a proper way. We have been pleading from the beginning, and even more so nowadays, to include right away, even from the first year of medical studies, you know, also courses around the technology that can be used. Now, the younger generation has already that advantage, that is familiar with the technology. You see, my generation, we did everything with a pen, with the hand, you know. Nowadays, the youngsters do not use a pen anymore, if they can still use it, but they use their fingers, you know, on all those devices that allow you to communicate. And so it's a second nature. E-prescription is become a standard in a lot of countries nowadays. But the next generation, the actual generation, the next generation need to be educated properly with all the aspects as well. The future doctors as the engineers, you know, that want to specialize on health informatics. And
Therefore, one of the actions of the International Society is being to create a telemedicine and digital health courses endorsement. So in other words, recognizing the existing courses or courses to be developed in the future. We do see that it's very important to establish a sort of benchmarking list of what is available in education. And there are thousands of universities in the world. So you can imagine, or you know, how much work there is still to be done to harmonize all that, or to bring all that together in for a common goal. Therefore, yes, you see, and the second point beside education is also history. We need to know where it all comes from. Telemedicine is not new. It's over a century old. There was, before even the telephone, there was the telegraph. And then, so I'd like to refer you to what we do have already on our website available, and you see the link there, about his books that are related to global history, and also of some monographs from a certain amount of countries. And you'll find even more on our website under history. It is important to know where we come from, because we must avoid to reinvent the wheel. There are things that have proven themselves properly, are already implemented. Some others didn't make it for whatever reason, but it's important, I think, to also being able to relate to that. And then last point that I also would like to stress on is connectivity. It's all about connectivity. If you pull the plug, it's gone, and there is no telemedicine. Telemedicine can only exist if there is the tele component and the medicine component. And of course, also for the ultimate benefit of the patient and the citizen. It's all about them. It has to serve, you know, technology is great, and most of the things have been solved by the technology. That's not so much of a problem, but it's to you to learn to use it appropriately, to make sure, you know, that it does serve the end purpose, which is the well-being or the curing of the patient. And it moves on almost instantaneously every day. My regret is that sometimes and nowadays it goes somewhat too fast, and it's difficult to keep order on that. And that's probably also an important role for an association, telemedicine association or digital health association, which I understand you now have in Kazakhstan as well. And I'm very glad to continue to work with that association, and hopefully your association will soon be wishing to join as a national member for Kazakhstan, also the International Society. So I'm open for that, and I'm also open for any further questions you may have at the end of this meeting. Thank you so much, and wishing you a further great conference. Спасибо большое, Фрэнк, за участие в нашем форуме и за то, что вы поделились вашим опытом. Спасибо большое. Я надеюсь, что наше участие в работе Международной ассоциации тоже будет, с одной стороны, полезным для глобального опыта и полезным для нашего локального опыта. Спасибо большое. И как все говорили, тоже наши спикеры, о том, что на самом деле цифровая трансформация здравоохранения, она меняет в целом, да, то есть фокус на оказание такого ценностно-ориентированного, человекоцентричного, мы можем по-разному это называть, но смысл именно в том, чтобы, с одной стороны, было расширение доступа к медицинской помощи, да, и улучшение результатов лечения пациентов, но при этом происходило, ну, как бы, скажем, оптимизация, более низкие затраты, да, были. И в связи с этим мы должны понимать, что цифровая трансформация здравоохранения, она невозможна без пересмотра, без перестройки бизнес-процессов. И на сегодня, допустим, делать
так и говорить о том, что мы делаем так, потому что так делали всегда, это не совсем правильно. И в связи с этим я хотела бы предоставить слово одному из наших спикеров, которых я не представила в самом начале, но, возможно, это связано с тем, что это просто единственный не медик, но это суперпрофессиональный человек. Это сертифицированный аудитор, внутренний аудитор IT-систем, аудитор безопасности и так далее, руководитель компании Medical Management Group Алибек Ишбаев. Так. Вы мне поможете? Что-то... вот все. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алибек Ишбаев. Сегодня на предыдущих сессиях очень много спикеров говорили о следующих, о том, какие у них есть проблемы, о том, как эти проблемы им удалось перейти и рассказывали свои истории успехов. Да? Коллеги с Домумед рассказали уже более с технической точки зрения, с точки зрения IT, как эти истории успеха, как они разрабатывались, как они претворяли в жизнь. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что же лежит в основе цифровизации, трансформации. В основе вот этих всех как и проблем, так и решений проблем стоят процессы, бизнес-процесс. То есть нам следует разграничивать эволюцию от революции. То есть эволюционный способ развития, улучшения качества процессов представляет собой реинжиниринг бизнес-процессов. Революционный – это трансформация бизнес-процессов, немножко другое, поэтому в данной презентации в условиях ограниченного времени позвольте мне остановиться именно на реинжиниринге бизнес-процессов. Я являюсь директором компании Medical Management Group. Наша группа компаний занимается тем, что помогает медицинским организациям достигать их целей. Как? Внедряя эффективные системы управления как на корпоративном, так и на операционном уровнях, повышая стоимость компании. Да? И также мы занимаемся развитием перспективных проектов в области медицины. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы сегодня с вами поговорим о том, что же такое бизнес-процессы, как их группировать, как их приоритизировать, как их улучшать. На примере простого какого-то одного процесса условного я покажу, как вот эти теоретические знания можно притворить в жизнь и как вы в своих организациях можете уже, начиная, не с завтрашнего, а с понедельника прийти и начать какую-то работу, либо хотя бы думать, начать о том, как улучшить свои процессы. С давних времен люди, начиная с китайского военачальника Санзу, с его трактатом «Искусство войны» и заканчивая такими великими людьми, как Генри Форд, Адам Смит, в компаниях как Boeing, Toyota, все они пытались придумать способ, подход, как оптимизировать их деятельность, как повысить стоимость, добавленную стоимость, при этом как сделать это все с минимальными затратами. То есть цель одна. Существует очень много методик, очень много подходов к реинжинирингу бизнес-процессов, но все они преследовали одну и ту же цель. Поговорим о том, что же такое бизнес-процесс. Бизнес-процесс – это последовательность шагов, направленных на достижение цели, бизнес-цели в организационной среде. Для того, чтобы улучшить бизнес-процесс, его в первую очередь надо правильно описать. Зачем правильно его надо описать? Потому что, чтобы с чем-то работать, что-то улучшать, это надо видеть, это надо понимать и осознавать. Существует, опять же, несколько условных систем обозначений, как рисуются бизнес-процессы. То есть я не буду останавливаться там на этих чисто технических моментах. Очень много знаков, очень много правил, как располагать, какого размера и так далее, так далее, так далее. Все это очень важно. Почему? Основная цель – идентифицировать бизнес-процесс
и описать его в таком виде, чтобы он был понятен для всех пользователей, чтобы ваши результаты могли быть продолжены, чтобы вашу мысль понимали другие люди. Ну что, перейдем к тому, как можно группировать бизнес-процессы. Вне зависимости от размера организации, вне зависимости от сферы деятельности, штатного количества работников, все бизнес-процессы в компании могут быть разделены на 3 вида. Первый вид – это основные процессы. Ваши ключевые процессы – это те процессы, где создается ваша добавленная стоимость. Те процессы, на которых вы зарабатываете деньги. Вторая группа процессов – это процессы управления. Все, что связано с управлением, с планированием, с мониторингом, с отчетностью, это входит в эту группу процессов. Пример такого процесса – это процесс бюджетирования. Ну и, наконец, вспомогательные процессы – это группа процессов, которая в своей работе помогает основным бизнес-процессам достигать их поставленные цели. Ну вот мы описали все процессы в нашей компании, правильно описали, сгруппировали их. И вопрос такой, вы столкнетесь с такой проблемой. В зависимости от степени проработки и степени детализации в вашей компании могут быть количество процессов в вашей компании может перевалить за несколько сотен. Вот. Вы поставили себе задачу. Будем оптимизировать и реинжиниринг проводить. Когда вы все это закончили, у вас несколько сотен бизнес-процессов. Вот. С чего же начать? Кстати, по описанию бизнес-процессов. Вот у нас есть здесь IT-специалисты. Почему описание важно? Да? Описание бизнес-процесса на транзакционном уровне. Что это такое? Это техническое задание к вашему IT-решению. Вот. Приоритизация. Для того, чтобы приоритизировать, предлагается ответить, рассмотреть бизнес-процессы, ранжированно их взвесить по некоторым критериям, таким как влияние. У каждого бизнес-процесса, то есть мы сегодня, спикеры тоже говорили, очень важный момент – клиентоориентированность. Кто является клиентом для медицинской организации? Пациент, правильно, но не только пациент. Работники медицинской организации, государственные органы, все, кто взаимодействует с медицинской организацией, являются клиентами. Для каждого конкретного процесса есть конкретный клиент. И в первую очередь нужно, чтобы процесс отвечал потребностям именно своего клиента. Влияние. На какое количество клиентов влияет этот процесс? Например, вдумайтесь, годовое планирование, либо прием пациентов. Вот 2 бизнес-процесса. Понятно, что по количеству людей, сколько в день принимает медицинская организация, прием пациентов, бизнес-процесс будет намного приоритетнее, чем годовое планирование закупа каких-то средств, да, которые затрагивают только работников организации. Приоритет выше. Насколько бизнес-процесс влияет на другие бизнес-процессы компании. Чем больше взаимосвязь с другими бизнес-процессами, тем приоритет для реинжиниринга должен быть выше. Внедрение. Сколько времени потребуется для того, чтобы улучшить этот бизнес-процесс, внедрить те процессы, те изменения, которые повысят его эффективность. Чем меньше времени вам потребуется, тем лучше. Сколько денег вам потребуется для того, чтобы улучшить какой-то процесс. Чем дешевле, тем приоритет должен быть выше. Чем дешевле, тем лучше. Текущее состояние. Насколько клиенты процесса удовлетворены процессом. Может быть, вы будете заниматься тем, что будете улучшать то, что уже и так работает, и то, что, понятно, что лучший враг хорошего, но при этом, если в вашей компании есть бизнес-процессы, по которым удовлетворенность не такая высокая, и есть бизнес-процессы, по которым клиенты говорят, нас все устраивает, займитесь теми процессами, по которым у вас есть проблемы с удовлетворенностью. Ценность. Опять же, клиентоориентированность. Пожалуй, одна из самых главных метрик, какую ценность принесет вам результат улучшения эффективности бизнес-процесса. Что приоритетнее для вашей компании? Насколько правильно вы
регистрируете входящую документацию, процесс документооборота, да, либо насколько правильно вы ставите диагноз своему пациенту. Конечно, в некоторых организациях процесс входящей корреспонденции более важный, потому что, ну, как головы могут слететь, если письмо сверху не будет правильно зарегистрировано и, не дай бог, не исполнено. Но это уже нюансы организации. Но здесь я говорю, что здесь представлен неисчерпывающий список всех тех инструментов, как можно проводить реинжиниринг, как можно проводить повышение, как можно повышать эффективность бизнес-процессов. Основная цель презентации – это дать вам общее понимание, что такое реинжиниринг, потому что мы все говорим цифровизация, мы все говорим повышение чего-то, снижение чего-то, удовлетворенности и так далее, какие-то киоски и так далее. А все это на самом деле складывается из бизнес-процессов. Поэтому бизнес-процессы – это как некие камушки того воздушного замка, который мы хотим все построить в сфере здравоохранения. Так, ну что, мы приоритизировали все. Давайте улучшать. Подходы к оптимизации. Есть очень много авторов разнообразных и так далее. Я выделил Сьюзан Пейдж, есть такой автор. В конце своей презентации я предоставлю вам список библиографий тех книг, на основании которых я подготовил эту презентацию, если у вас появится интерес и вы захотите более подробнее об этом узнать. Так вот, Сьюзан Пейдж выделяет, опять же, неисчерпывающий список, несколько подходов, которые вы должны применять, спрашивать себя перед тем, как вы уже описали, и как вы решили улучшить процесс. То есть как вы улучшаете процесс. Снижение уровня бюрократии. Чем меньше бумажек, тем лучше. Определение этапов бизнес-процесса, на которых создается добавленная стоимость. Вспомните о своем клиенте, вспомните о бизнес-процессе, для кого он служит. Выделите именно те места, которые приносят пользу непосредственно вашему клиенту, пациенту, работнику, поставщику каких-то препаратов и так далее. Да? Так, снижение, все остальные процессы, все остальные этапы процесса, которые не приносят пользу вашему клиенту, должны быть поставлены под сомнение. Снижение уровня дублированности и повторения шагов. Наверное, мы в своей жизни часто встречались, когда мы по несколько раз согласовывали одно и то же, возможно, даже у тех же самых людей. Вот это все дублированность, это все повторение шагов, и отчасти это все откликается с бюрократией. Это надо убирать. Упрощение процессов. Упрощение отчетности, упрощение форм. Сегодня мы уже говорили, вот предыдущие спикеры уже говорили и ставили пример тех приказов, у которых есть очень-очень сложные формы. Наверное, некоторые из вас сталкивались с заполнением налоговой отчетности. Да? То есть чем сложнее форма, тем процесс неэффективнее. Форма должна быть такой, процесс должен быть такой, чтобы ребенок, либо ваши родители, они могли заполнить это без труда, самостоятельно. Вот надо стремиться к этому при улучшении своих бизнес-процессов. Снижение цикла процессов. Время процесса. Вы знаете, как должна выглядеть идеальная информационная система? Идеальная информационная система должна выглядеть одной кнопкой, куда человек подходит, нажимает и получает нужный результат. Чем меньше шагов нужно человеку пройти, клиенту процесса, чем меньше шагов нужно клиенту пройти от начала процесса до получения желаемого результата, тем лучше. Не надо растягивать процессы. Это все увеличивает время и снижает удовлетворенность. Человек не привык ждать больше 3 секунд. Внедрение автоматизированных или IT-элементов в бизнес-процессы. Зачастую, не всегда, я на примере покажу, но зачастую внедрение IT-инструментов, оно убыстряет время процесса, и оно снижает уровень человеческих ошибок, потому что компьютер не отдыхает, не ест, не спит, на перекур не выходит и так далее и тому подобное. Вот. Снижение уровня ошибок. То есть это немножко обратная сторона. Да? До этого мы все говорили о том, что быстрее, выше, сильнее. Есть такое понятие, как система внутреннего контроля. Это защита от того, это те мероприятия в бизнес-процессе,
которые не допускают, чтобы процесс пошел не по плану. Например, при постановке диагноза, консилиум врачей, что это? Это увеличение времени постановки диагноза. Один врач, он быстрее поставит, но это повышает надежность и правильность диагноза, постановки. То есть это внутренний контроль. Те подписи, которые там по согласованию и так далее, некоторые из них, самые необходимые, это внутренний контроль. В информационных системах внутренний контроль, защита от дурака, она должна быть вшита в саму систему, чтобы не позволять человеку умышленно либо неумышленно допускать ошибки в процессе. Там, где нужно ввести год, система не должна принимать буквенные значения, только цифры. При этом система не должна принимать 0 или отрицательные значения. Защита от дурака. То есть нужно, оптимизируя процесс, проводя реинжиниринг, не забывать о его качестве, о качестве конечного результата для клиента процесса. Ну и, наконец, наверное, одно из самых главных при реинжиниринге, при улучшении оптимизации бизнес-процесса очень важно метрики. Метрики процесса, замер, как было до того, как мы реинжиниринг произвели, и как стало после. Для чего это нужно? Чтобы у нас реинжиниринг, как и цифровизация, не превратилась в цифровизацию ради цифровизации. И реинжиниринг ради реинжиниринга. Мы провели реинжиниринг, мы снизили время от начала до конца. Мы снизили бумажки, мы повысили простоту и удобство. Клиент стал более довольным или нет? Если ответы да, если вы можете это замерить, потому что вы не можете улучшить то, что вы не можете замерить. Поэтому метрики – это один из важных элементов. И метрики должны определяться при идентификации, при описании бизнес-процесса и при приоритизации. Это будет одно из основных ваших направлений. Ну, давайте попробуем. Процесс реинжиниринга, процесс командировка. Это, опять же, такой условный, простой процесс, чтобы показать, вот как те все вещи, которые я говорил, как их можно привести в реальную жизнь. Так выглядел процесс командировки. Я детально не буду останавливаться. Что было сделано? Из вот этих шагов были выделены шаги с квадратиков, которые добавляют реальную ценность. Какая реальная ценность в процессе командировки для командируемого? Поехать в командировку. Вот. Все, что к этому относится, добавляет ценность. Все, что не относится к этому, не добавляет ценность. Внутренний контроль. Есть ли какие-то моменты, риски, что командировка может пойти не так, выделяются эти этапы процесса. И выделяются те моменты, оптимизируются, где есть у нас бюрократия, где есть дублирование, где есть неэффективность, где есть пространство для снижения цикла времени процесса. И делаются выводы. Какие выводы? Если мы посмотрим, то бизнес-процесс, он неправильно описан изначально. То есть для того, как его, помните, мы не можем улучшить то, что мы не можем оптимизировать. Мы его должны перед началом всего этого правильно описать. Использование IT-решения увеличивает время цикла процесса. Как так произошло? В компании использовался документооборот. А вы представьте, что по документообороту надо зайти, выбрать согласующих, отправить, ждать согласования и так далее, так далее, так далее. Имейл. Отправляйте своих работников по имейлу. Это сэкономит очень много времени. Согласование командировки вообще изначально, то есть в компании был план командировок, который был согласован со всеми изначально, на год. Если эта командировка была в плане, зачем ее снова согласовывать? Это все бюрократия, это все повторение, увеличение времени. Требования подписания на бумажном носителе. То есть согласовывали в документообороте, потом писали и приносили руководителю на подпись. Зачем? Если вы уже онлайн согласовали. Избавляйтесь от бумаг, избавляйтесь от бюрократии, избавляйтесь от повторения. Предоставление отчетов в HR-подразделение. То есть когда работник возвращался с командировки, он писал 2 отчета. Один отчет о командировке своему непосредственно руководителю и другой отчет
в отдел кадров о проделанной работе, что он там видел. Кому из них этот отчет не нужен? От руководителю или отделу кадров? Никому не нужен. Никто никогда не читает такие отчеты. Это все формальность, это все зарегулированность, оно ценности в себе не несет. Помните, нам нужно оставлять в процессе только те элементы, которые добавляют ценность. Предоставление в бухгалтерию, то есть он когда приехал, ему нужно было посмотреть о том, какие документы он должен сдать в бухгалтерию и забронировать себе билеты, гостиницу и так далее, и так далее. У него какая цель в командировке? Поехать в командировку. Он не должен покупать себе билеты, он не должен бронировать себе гостиницу, он должен поехать. За него кто должен это делать? Вспомогательные процессы. Для этого процесса. Другие люди для него должны все сделать, а его задача поехать в командировку и выполнить цель этой командировки. Так, мы немножко опаздываем, давайте я быстрее, да, буквально минуту, как говорится, Остапа понесло. Реинжиниринг, по итогам вашего реинжиниринга вы формируете целевую модель процесса, как она должна быть, описываете ее правильно и метрики опять, и сравните, как процесс был до этого, как процесс стал после этого. Это очень важно, это один из самых основных моментов в реинжиниринге бизнес-процессов. И презентацию, я так понимаю, участникам форума вышлют, и здесь есть перечень книг, по которым вы можете больше узнать о реинжиниринге. Либо вы можете, если у вас есть вопросы, подойти ко мне, я с радостью с вами пообщаюсь. Спасибо большое. Спасибо большое, Альбек, за такую демонстративную, в общем-то, презентацию о том, как в целом должен проводиться анализ бизнес-процесса. К сожалению, у врачей немножко достаточно такое мышление другое, и я помню, буквально недавно мы обсуждали с Натальей Валерьевной Киль в отношении того, что когда она говорит о том, ну что такое, допустим, вот когда вы пишете, когда врачи пишут по показаниям, да, то есть, ну, врачи привыкли так писать, по показаниям, например, там та или иная процедура, вот, и здесь нужно, конечно, проводить обучение готовить группу, да, людей, которые будут заниматься этим, потому что, по сути, это же сценарий развития, да, то есть в случае в этом сценарии эта процедура необходима, а в случае в другом сценарии эта процедура в ней нет необходимости и так далее. Спасибо большое. И, соответственно, когда мы говорим, опять же, каким образом вообще мы должны строить, мы должны проводить вот эту цифровую трансформацию? Один из достаточно важных инструментов – это построение цифрового пути пациента. Да? И в этом смысле и анализ данных, допустим, принятие решения на основании каких-то данных уже. И это очень такой сложный процесс, которому также нужно учиться. И я хотела бы, чтобы об этом рассказал наш гость, представитель лаборатории телемедицины, продуктовый аналитик господин Иван Скуридин. Я постараюсь, да. Пару слов о себе. Кроме того, что я продуктовый аналитик и преподаю, собственно, телемедицину медикам, врачам, либо студентам, я имею практический опыт в телемедицине с 2003 года, прошу прощения. Я заведовал региональным центром телемедицины. То есть телемедицина создавалась на моих глазах, и то есть я в этом активно участвовал. Так. И теперь немножко о команде. Так, что-то... Куда? Да. Команда у нас мультидисциплинарная, а самое главное, она международная. То есть вот сейчас вы посмотрите. То есть фактически мы объединяем и медиков, и IT-специалистов, плюс это огромнейший опыт, в том числе и в Европе. Почему? И теперь про ценность. Да? То есть получается, что современная телемедицина, она рассматривается как эрзац обычной медицины. Нам нужно поменять сам подход. Мы не пытаемся заменить с помощью видеосвязи визит к врачу. Мы должны построить новые бизнес-процессы. То есть мы фактически новую услугу и новую
медицинскую помощь организуем. Это очень важный момент. И основные принципы при этом построении. То есть это, конечно же, пациентоориентированность, причем нужно осознавать и, самое главное, озвучивать пациенту, какая ценность в этом. То есть как минимум экономия времени, да, то есть и то, что мы его можем вести дистанционно достаточно долго. Это минимум то, что мы можем сделать. Да. Второе, повышение роли самого пациента. Это, если хотите, повышение его вовлеченности и мотивации. За счет чего? За счет того, что мы постоянно ему, не физически врач это делает, а система, которая хорошо настроена или правильно настроена, она ему напоминает, что нужно определенные процедуры делать, либо вести определенный образ жизни. И обязательно присутствует двунаправленность обмена данных. Это американский термин two-way, да, то есть как двойные рельсы, туда-обратно. То есть обычно у нас что происходит? У нас пациент, он только получает эти медицинские данные и все, то есть он их как-то должен там потреблять. Предполагается, что пациент сам даже может себе назначать, делать некие самоназначения. Я говорю сейчас практически ересь, если смотреть как врач, да? Но тем не менее, большинство пациентов самолечением занимаются. Мало того, они могут послушать какого-нибудь коучера и делать то, что вот врач для него не авторитет. Да? То есть, поэтому если мы показываем врачу, что же реально наш пациент делает, то есть какие он назначения себе сделал, да? Там, допустим, в холодный душ или там бегает 20 километров, хотя у него аритмия, ему ее нельзя. То есть врач видит, почему и что происходит, в том числе потому, что нет четкого следования его рекомендаций. И внедрение обязательно риск-профиля пациента с возможностью моделирования результатов вмешательства. Чем раньше мы с вами рассчитаем риски по разным нозологиям, тем раньше мы можем с вами начать воздействие, причем оно будет минимальным, а самое главное, экономически эффективным. То есть, как говорят вот сейчас онкологи, там 3-я, 4-я фаза пришли. Ну, понятно, то есть, а если мы рассчитаем нормально риски, что в течение 5 лет у пациента высокие риски, в том числе и онкологические, мы тогда онконастороженность можем заранее повысить, а не при очередном его медосмотре. Да? И это все ведет к чему? Потому что мы фактически реализуем полноценную целенаправленную профилактику. То есть понятно, что легче бороться с болезнью тогда, когда она еще не наступила. То есть профилактика – основа основ. И следующее. То есть мы предлагаем вообще этапы ведения пациентам с применением телемедицинской технологии, так называемое сквозное ведение, да, причем на основе профилактики, когда мы осуществляем полный контроль и взаимодействие на всех этапах. На догоспитальном, даже если этот пациент, ну, он еще не пациент, то есть это некий профиль гражданина, который уже записан у нас там, в страховую с помощью страховой к нашим медицинским учреждениям. Следовательно, дальше мы в момент обращения, в том числе дистанционного, в клинику, мы можем его полноценно подготовить к госпитализации либо к приему к врачу. Да? Программа лечения либо реабилитации внутри клиники. И здесь мы с вами повышаем за счет этих платформ и решений, повышаем этот пациент более осведомлен о своем состоянии здоровья, в том числе его родственники могут иметь доступ к этим данным, да, по его разрешению. То есть мы фактически в процессе лечения накачиваем его информацией, что же у него не так и что же ему нужно делать. Ну и дальше программа дистанционного ведения пациента уже после выписки на послеклиническом. Если это хроник, то мы его ведем по программам хронических заболеваний. Да? То есть опять же контролируем выполнение назначений с помощью системы и следим, чтобы он был привержен той терапии, которую мы назначили. Если это реабилитация после выписки, да, то мы контролируем его реабилитацию, то есть фактически, да, то есть это очень важный момент. И многие забывают то, что было очень хорошим, это санаторно-курортное дело, которое тоже должно сквозным моментом проходить с нашим пациентом. То есть мы полностью пациента, весь его путь осуществляем таким образом. Ну и вот примерное решение. Мы такое решение делали для НМИЦ кардиологии имени Чазова. Сейчас на этапе уже реализации. То есть все это реализуется как платные услуги пока, потому что нет еще решений по поводу того, чтобы были оплата определенная. Но что важно, то есть есть уже проекты, когда 5 основных видов телемедицинских консультаций у нас присутствуют. Это 2 вида: врач-врач, отсроченный либо онлайн, пациент-врач, в том числе отсрочный, то есть пациент может отправить документы, да, или как принято там через чат или еще что-то. И самое главное, у нас появляется динамический мониторинг наших хронических больных, за который фонд обязательного страхования должен платить за это. То есть, и это будет выгода и фонду, и самое главное государству. То есть мы пациентов будем четче вести. Ну, немножко про сервисы предиктивной персональной медицины хотел бы сказать. То есть есть ряд
решений, причем это, ну, общемировые признанные технологии, применяли их, собственно, профессор Лоуренс для швейцарских страховщиков, как ни странно, то есть они-то умеют деньги считать, то есть там трехэтапная система, фактически либо это могут быть аналог государственной системы госуслуг, типа, или какой-то портал частной клиники, либо государственной. Пациент проходит это в 3 этапа. Первый этап, он предварительный, то есть он обезличенный, и самое главное, пациенту нет выгоды врать. То есть он просто описывает свою жизнь, причем там минимальные описание, то есть практически нет ничего такого, что было бы медицинским. Да? После этого присваивается ID-номер, и пациенту рекомендуют обратиться к врачу. Да? Получается, что врач, изучив и имея доступ к этим данным, он назначает ряд анализов. Анализы там не очень сложные, в основном это биохимия крови и там, мочи в основном. То есть плюс есть специфический анализ, связанный с работой почек. В результате этих проведенных анализов мы дозаполняем полученный риск-профиль нашего пациента и получаем более совершенную модель. Да, то есть мы определяем по множеству заболеваний риски, причем они связаны как с образом жизни, так и с непосредственным сейчас состоянием, которое мы получили с помощью лабораторных исследований. Что интересно, третий этап, он связан с тем, что врач, назначив лечение и добившись каких-то результатов, да, определенных, то есть тех, сейчас скажу, тех данных, ну, то есть фактически он параметров некоторых, да, понизил давление. Причем мы со студентами делали, то есть у нас был пациент, папа одной из девочек, у него давление нижнее 90 было. Мы сначала добились вроде бы 80, риск очень сильно изменился. А потом мы по 1 баллу добавляли, мы довели до 87, и риск заболевания, собственно, сердечно-сосудистой почти в 2 раза был ниже, чем при 90. То есть, казалось бы, да, мы чуть-чуть снизили его показатели, то есть нам не нужно сильно менять их. То есть, и, соответственно, мы получили результат, что человек может с большей вероятностью прожить там 10 лет. Да? То есть очень важный момент. И посмотрите, то есть мы фактически что строим? Мы строим не пирамиду, а некое такое здание огромное, которое классическое здравоохранение, основа основ. Да? То есть оно, конечно же, потребляет самые большие финансовые ресурсы. И нам нужно сделать так, чтобы оно оказывало помощь именно тем, кто реально нуждается. Поэтому следующий этаж – это профилактика, да, профилактическое здравоохранение. То есть мы фактически ведем наших пациентов с точки зрения профилактики, но не просто профилактика по всем нашим заболеваниям, а именно по рискам, которые мы выделили с помощью предиктивных методов здравоохранения. Ну, то есть вот здесь схема, как это все делает, все наглядно, очень интересно воздействует это на пациента, то есть ему прям можно показать, вот смотри, мы немножко меняем, то есть ты, грубо говоря, мясо чуть-чуть меньше ешь, или там алкоголь чуть-чуть меньше, или там сигареты, и у тебя риски сразу смещаются. Мы начинаем мотивировать нашего пациента именно на здоровый образ жизни и на ответственность к своему здоровью, к своей жизни. То есть это очень важный момент. Да? То есть еще очень важный момент, что мы с вами можем эти риски рассчитывать, имея неполные данные. То есть в принципе даже пациент может не все анализы пройти. То есть за счет того, что есть огромнейший датасет, то есть это реально исследования там по 12-20 лет в Европе, огромные выборки. То есть мы фактически из датасета подбираем наиболее подходящие варианты. То есть мы не говорим, что это искусственный интеллект, хотя, наверное, это близко к этому, просто не нейросети, то есть хорошие алгоритмы. И все это может работать в виде облака, к любому порталу мы можем это с вами сделать. А самое главное, знаете, чем хорошо в Казахстане? Мы можем начать это делать, и через 5 лет мы просто можем подвести итог. И после этого, после итога мы еще более точную модель можем построить. То есть, и самое главное, то есть какая выгода для государства, для страховых компаний. То есть мы, выделяя вот эти группы риска, можем воздействовать до того, как они обратились уже с запущенной болезнью в медицинские учреждения. То есть такой вот, собственно, эти, как он называется, одни из примеров базовых моделей, там более 140, они все валидированы, то есть это очень интересная вещь. И самое главное, то есть оно позволяет фактически минимум блиц делать. Это похоже примерно на то, какие мы анкеты заполняем при скрининге, но, во-первых, чаще всего никто не смотрит на эти анкеты, которые нам раздают в виде бумажек в скрининге. Максимум врач там может посмотреть, у вас давление высокое. Здесь у нас получается, что есть в том числе и прогностическая история пациента. То есть мы всегда можем вернуться и повторить некоторые его, его путь этот. То есть это очень важный момент. То есть такой. То есть,
Ну и что очень важно, то есть мы с вами расширяем аналитические возможности системы поддержки принятия врачебных решений в области здравоохранения на региональном либо государственном уровне в данном смысле. То есть мы можем, как она с одной стороны, эта система позволяет нам персонифицировать нашего пациента, а с другой стороны мы можем работать с огромными массивами данных и прогнозировать наши затраты на рубеже 5-7 лет. То есть если вот как-то так. То есть, наверное, для пациентов это, безусловно, предварительный анализ, определение риска по базовым заболеваниям. То есть, и самое главное, что мы можем определить сопутствующие заболевания до того, как они проявились. Уровень показателя здоровья, ну, то есть понятно, что пациент видит, и он как бы понимает, либо надо что-то менять, либо не менять. Для организации, да, то есть это анализ влияния изменений показателей здоровья на уровне всей популяции, как я уже сказал. То есть, ну, вроде бы все. То есть, если есть вопросы, я готов ответить. Еще обсудим эти вопросы. Я прошу прощения. Здесь очень много мы говорили о том, что оптимизировать маршрут пациента, привлечь пациента в процесс принятия решения и так далее. Иногда мы, врачи, мы можем думать не совсем правильно, так как мы… Ну, вернее, нет, не то чтобы правильно, а я имею в виду, что думать за пациента, да, вот. И, к сожалению, в этом и есть, в общем-то, ну, скажем, однобокость разработки иногда каких-то продуктов, да, когда мы начинаем думать за пациента. И поэтому очень важно привлечение пациентов, фокус-группы, customer development, я не знаю, как по-разному можно это назвать, но, тем не менее, участие самих пациентов в этом процессе – это просто архиважно. И поэтому я хотела бы дать слово президенту Диабетической ассоциации Республики Казахстан, потому что вот вы говорили о том, что действительно хронические заболевания, они требуют, естественно, длительного наблюдения, да, и это важно, когда мы имеем эту возможность и делать это эффективно, и в первую очередь удобно для пациента, которому бывает там не всегда удобно, допустим, там, каждый раз приезжать и там, сдавать кровь, да, например, в поликлинику или куда-либо еще. Поэтому, пожалуйста, Руслан, вы можете рассказать нам о том, как вы видите, как должен меняться пациент, и должен ли он вообще меняться. Я, наверное, больше расскажу о том, как пациент уже изменился. Потому что трансформация пациента, она происходит постоянно. Если можно, будет мою презентацию. Да, презентацию Руслана, пожалуйста. Я расскажу о качествах современного пациента с точки зрения именно пациентской организации. Одним из качеств будет комплаентность, следование рекомендациям, поэтому я четко следовал рекомендациям организаторов и модераторов. У меня презентация маленькая, 5 слайдов. Это будет очень короткое выступление, поэтому можно будет… Кристина, можно презентацию? Руслан Закиев. Да. Эволюция пациента в условиях цифровой трансформации. Сегодня уважаемый доктор из Караганды говорил о том, что современный пациент изменился. И какие качества есть у современного пациента? Можно следующий слайд? Так, мы проскочили, по-моему. Да, современный пациент. Я взял основные 5 качеств, которые присущи современному пациенту. Это в первую очередь информированный пациент, который имеет доступ к нормативным актам, имеет доступ к клиническим протоколам, читает, использует доктор Google. Второе качество, о котором я уже говорил, пациент комплаентный, который выполняет рекомендации врачей. Третье качество – пациент осведомленный, который имеет доступ к самым современным исследованиям. Пациент технологичный, имеющий доступ к современным технологиям в области медицины. Пациент коммуникативный – это пациент, который входит в различные пациентские сообщества, в том числе в такие сообщества, как наше, которое на сегодняшний день является одним из старейших. Я просто приведу буквально 1-2 примера этих качеств. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Современный информированный пациент. На сегодняшний день доступность ко всем нормативно-правовым актам, регламентирующим отрасль, это расстояние до ближайшего Wi-Fi спота и 1 клик.
И таким образом на сегодняшний день пациент является очень хорошо информированным, то есть он очень хорошо знает свои права, очень хорошо знает регламенты, процедуры. И в принципе это говорит о том, что он готов к этим процедурам. Можно следующий слайд? Современный технологичный пациент. И здесь я для примера приведу именно свою отрасль, то есть вопросы сахарного диабета. Это вот один из примеров реализации на сегодняшний день. То есть это высокотехнологичная сфера, то есть использование инсулиновых помп совместно с современными системами мониторинга глюкозы позволяет не только самому пациенту управлять своим состоянием, то есть контролировать течение заболевания, держать под контролем процедуры, но и обмениваться этими данными со своим врачом. Фактически на сегодняшний день вот эти вот технологии, вот то, что представлено на слайде, за исключением глюкометра, оно присутствует на нашем казахстанском рынке. Есть пациенты, которые в нашей стране это используют. И эти технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать текущее состояние пациента, то есть уровень гликемии и прочее. Следующий, пожалуйста, слайд. На сегодняшний день, несмотря на то, что из большого количества, более 10 мировых производителей систем непрерывного мониторинга глюкозы, как основы, которая, собственно, изменила подходы к современной диабетологии, то есть поспособствовала созданию понятия TIR, Time in Range, время в целевом диапазоне, является система непрерывного мониторинга глюкозы. И здесь на этой диаграмме представлено развитие, то есть эволюция за последние 4 года использования систем мониторинга в нашей стране, несмотря на то, что большинство из этих систем официально в стране не зарегистрированы. То есть эти системы не могут наши врачи рекомендовать, потому что они жестко зажаты, слишком большой нормативкой, но тем не менее пациент настолько технически у нас сегодня продвинут, что они сами используют, то есть посредством различных интернет-магазинов заказывают, покупают и используют, потому что эти технологические решения позволяют улучшить качество компенсации, добиваться лучшего качества компенсации. То есть это говорит о том, что современный пациент, он не ограничен, в отличие от доктора, не ограничен нормативкой, он может идти вперед без оглядки. То есть получается, что сегодня именно пациент может стать именно тем двигателем, который может изменить систему, то есть трансформировать систему с помощью цифровизации. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, кстати, один из примеров успешной трансформации решения проблем в области диабета. Очень распространенное у нас одно из осложнений – это диабетическая ретинопатия. И в сотрудничестве, то есть компания начиналась как стартап, который просто решал проблему раннего выявления диабетической ретинопатии. На сегодняшний день, благодаря участию в том числе и пациентской организации, данный стартап получил развитие вплоть до того, что технология внедряется уже в клинические протоколы. То есть в том числе и пациентская организация становится тем двигателем, который позволяет внедрить какие-то инновации, какие-то новшества в клиническую практику. Собственно, насколько я помню, это последний слайд. Да, спасибо большое. Да, действительно, пациент, оказывается, уже изменился, а иногда мы, медики, это не вернее, медики, в общем-то, могут это и не заметить. Поэтому особенно, допустим, действительно, если это касается хронических заболеваний, да, когда пациенты сами иногда приходят действительно на прием и говорят, а вот я слышала вот о таком методе лечения, да, например, а не могли бы вы вот мне рассказать о нем, да, то есть ты действительно понимаешь, что пациент очень информированный, пациент действительно технологичный, да, то есть особенно, допустим, молодое поколение, которое растет, допустим, там 30 и плюс, и 30 плюс и так далее. И спасибо большое за то, что вы нам открыли глаза на некоторые вещи, да.
И это действительно как раз-таки иногда врачи себя ведут, может быть, не всегда там как-то открыто и ведут не совсем правильные коммуникации не потому, что они не хотят, а просто потому, что, как в любой системе, когда человек сталкивается с чем-то новым, он может просто происходить такое внутреннее сопротивление, да? Особенно когда это все накладывается на такую достаточно высокую нагрузку рабочую, когда не совсем, вот как уже мы видели, прописаны там бизнес-процессы, да, которые там дублируют и так далее. И, соответственно, мы должны понимать, что врач-то он тоже должен меняться. И сейчас я хотела бы попросить вот как раз нашего коллегу Расул Дюсенов, который на сегодняшний день, на мой взгляд, является одним из прогрессивных врачей в своей области, с одной стороны, и в целом в здравоохранении, рассказать о том вообще, как должен врач-то меняться. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну, позвольте вот порассуждать, да, на тему все-таки эволюции врача в цифровую эпоху, да, в эпоху цифровой трансформации. Ну, видите, да, то есть врач – это высшая ступень эволюции, на самом деле. Так. Ну, мы все знаем из эволюционной биологии, что окружающая среда, как правило, она способствует и является фактором эволюции. Поэтому, ну, какая в настоящий момент присутствует окружающая среда, да? В первую очередь, это, конечно, тренд последних 2 лет – это телемедицина, об этом сегодня много говорилось. Ковид, он явился таким вот катализатором активного внедрения телемедицины, но, тем не менее, ковид рано или поздно уйдет, но телемедицина останется. Технологии цифровой медицины, об этом тоже сегодня очень много говорилось. То есть есть большое количество и трекеров, да, и смартфон сейчас представляет это просто замечательное устройство для слежения за здоровьем и его поддержанием. Есть уже такое понятие, как цифровые лекарства, притом они часто имеют аккредитацию FDA, разрешение. Вот конвергенция информационных систем, но мы с вами сегодня тоже видели много докладов, что информационные системы, они эволюционируют от МИСов через ЭПЗ к пациентским порталам, да, PHR. Вот. Также мы наблюдаем в настоящий момент это сдвиг парадигмы здравоохранения, да, то есть это концентрация уже больше на профилактике, это wellness, это активное вовлечение пациентов, это проактивные пациенты. И на самом деле выстраивание всей системы здравоохранения вокруг нужд и интересов пациента, нежели как это ранее было, такой патерналистский подход, когда врач главный. Ну, также прозрачность, да, то есть и что интересно, огромный объем накапливаемых данных, он позволяет нам проводить исследования не как раньше, гипотеза, проверка гипотезы, а активно выявляя корреляции, да, то есть это так называемый big data. Ну, вернемся к нам, в Казахстан, как врач себя чувствует в цифровую эпоху у нас в стране, да, то есть каким видят врача разные стейкхолдеры, вот каковы ожидания. Ну, в первую очередь, да, то есть пациенты. Это самый главный стейкхолдер вообще медицины, здравоохранения. Все должно быть для пациента. Пациент, естественно, от врача в цифровую эпоху желает видеть это внимание, индивидуальный подход, гуманность, да, то есть он не желает видеть перед собой киборга, как мы ожидаем от слова цифровой. Вот. Естественно, это результативность медицинской помощи, преемственность терапии, то есть мы здесь также сегодня обсуждали это вопросы интероперабельности, чтобы медицинская помощь, она не разрывалась на разных этапах. Вот. Ну, естественно, это минимизация очередей, увеличение доступности, а также поддержка и информирование членов семьи.
То есть коллеги, естественно, хотели бы видеть дружеское плечо, то есть это совместное обсуждение, командная работа. Вот. Администрация медицинской организации, то есть это, естественно, высокие показатели работы, ну а также это повышение имиджа, да, то есть репутации медицинской организации, потому что часто мнение о медицинской организации складывается по опыту пациентскому общения с врачом. Вот. Уполномоченные органы, ну, фактически также это следование требованиям законодательства, стандартам, об этом мы тоже сегодня много говорили, да, то есть также уполномоченные органы не хотят, чтобы врачи выражали неудовольствие, бастовали, чтобы были лояльны, это тоже понятно. То есть как в настоящий момент врач взаимодействует с цифровым здравоохранением? Ну, естественно, это работа с медицинскими информационными системами. Также это работа с порталами электронного здравоохранения, с государственными порталами. Вот. Использование телемедицины, участие в профессиональных группах, сообществах, да, допустим, Facebook или MedShare. Вот. Немаловажно в настоящий момент это продвижение личного бренда в социальных сетях. То есть мы все знаем, но скорее это негативная коннотация, да, то есть это инстадоктор, но инстадоктор, он может быть и хорошим врачом, на самом деле, звездой своей профессии. Вот. Естественно, это повышение уровня собственной компетенции. Ну и я тоже считаю, что это такой негативный тренд, но тем не менее это обеспечивает доступность медицинской помощи, да, использование мессенджеров для ответа на вопросы пациентов и родственников. Очень часто врачи работают в таком режиме 24/7. То есть вопросы могут приходить и ночью, достаточно в требовательной форме. Какие вызовы у нас присутствуют для врача в цифровизации? Да? Ну, в первую очередь, вот в настоящий момент мы считаем, что цифровизация, она больше служит интересам уполномоченных органов, да? То есть нежели интересам врача или пациента. Вот, опять же, сегодня у нас большая сессия была по нормативным требованиям. Вот, необходимость обратить внимание на цифровую гигиену, цифровую безопасность. Вот, современный пациент, он информирован, он требователен. Вот, ну, также, в принципе, это, наверное, опять же, современный тренд – это перенос клиентского опыта из сферы услуг. Вот, надо принять во внимание, что отзывы в соцсетях, на порталах, они распространяются мгновенно, и поэтому необходимо управлять качеством медицинской помощи, управлять ожиданиями пациента. Современная медицинская техника, она усложняется в пользу, наверное, ее компьютеризации, да, и аналоговые интуитивные интерфейсы приходят, и им на замену приходят многоуровневые сенсорные экраны с менюшками, где разобраться достаточно бывает сложно. Вот. Ну и, естественно, это нехватка времени на ввод информации. Вот. Какие ответы могут быть? То есть это реинжиниринг нормативных требований, также об этом сегодня много говорили, и о реинжиниринге отдельно, и о нормативных требованиях отдельно. Вот. Интуитивные интерфейсы, вот. Командная работа. Ну, естественно, это повышение уровня технической образованности врачей. И я думаю, что немаловажно это система мотивации и удержания талантов вообще в отрасли здравоохранения. Это отдельная большая тема. Вот. Ну, позвольте поделиться нашим видением, да, вот врача в условиях цифровой трансформации. То есть, наверное, ответить на вопрос, кто врач в цифровую эпоху, или это слуга искусственного интеллекта, или это киборг, или наоборот, это цифровой лудит. Ну, на наш взгляд, это все-таки вооруженный профессионал. Давайте попробуем раскрыть этот тезис. Вот. Врач должен оставаться врачом. Это самое главное. Да? То есть для врача главным является пациент и его потребность, а не работа в офисе.
Это член мультидисциплинарной команды или врачебного сообщества, то есть в которое могут входить разные специалисты. Ну, хотелось бы остановиться, да, искусственный интеллект, он является ли членом команды? Ну, на наш взгляд, вполне, да, то есть сейчас искусственный интеллект входит в совет директоров, и также системы искусственного интеллекта, они могут быть полезными советчиками в принятии врачебных решений. Вот, используют возможности цифрового мира в повышении собственной производительности. Мы говорили тут об интероперабельности, вот, говорили о персонализации помощи и высокой ситуационной осведомленности. Да, то есть есть в медицине проблема handouts, когда меняется одна смена врачей и медсестер на другую, и возникает проблема, что не передается информация о состоянии пациентов другой смене, что может приводить к медицинским инцидентам. Вот. Используют системы принятия клинических решений. Сегодня также много было докладов на тему искусственного интеллекта. Вот, система Cerebro меняет правила игры. Вот. Также широко используют электронные справочные материалы, осуществляют нетворкинг со своими коллегами. Вот. Про телемедицину сейчас был замечательный доклад, наверное, не будем на ней подробно останавливаться, но хотелось бы сказать, что телемедицина должна осуществляться по определенному протоколу с определенным цифровым следом. То есть это не просто консультации в Zoom. Ну, также постоянно совершенствуют себя. Да? Мы все знаем, что медики учатся всю жизнь, но в настоящий момент, чтобы быть up-to-date, было подсчитано, что необходимо уделять изучению литературы по 160 часов в неделю, то есть это 24 часа в сутки всю неделю. Поэтому большое значение приобретает это различного рода агрегаторы, справочные системы, это консенсус протокола. Вот, также Zoom, пандемия нас всех, да, то есть подружила с системами типа Zoom или Cisco Web Meeting, и мы сейчас можем присутствовать на конференциях или участвовать в обучении дистанционно, не тратя время, деньги на перелеты и на самом деле посещая огромное количество обучающих мероприятий. Вот. Врач, естественно, в цифровом мире должен управлять персональным брендом и репутацией. Это тоже отдельная огромная тема для обсуждения. Да, то есть сейчас как бы Google помнит все, и на самом деле негативные отзывы, жалобы, даже не объективные, они могут существенно повлиять на не только работу врача, но и то есть на его карьеру, но и его моральное состояние, вообще желание остаться в профессии. Научные исследования, ну, как вот ранее уже говорилось, что большие данные, да, big data и machine learning позволяют сейчас перейти к парадигме поиска корреляций без выдвижения гипотез и их проверки. То есть это позволяет нам существенно быстрее продвигаться по модели, да, то есть data, information, knowledge, wisdom. Фактически, имея данные, мы можем сразу получить, так сказать, мудрость, знания. Вот. Что дальше, да? То есть, ну, вы слышали, что крупные хай-тех компании выходят в так называемые виртуальные миры, да, Metaverse. Об этом объявила и Facebook, об этом объявили Alphabet и Microsoft и ряд других игроков. То есть, возможно, врачам придется открывать и цифровые офисы в этих цифровых мирах. Уже есть агентства недвижимости в этих цифровых мирах, которые предлагают недвижимость там. То есть, кто его знает, может быть, там придется открывать
клиники и назначать вот digital drugs, то есть это цифровые лекарства. Это дело будущего. Большое спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Расул, за такую обширную, такой обзор, в общем-то, и при этом вы еще и с разных точек зрения попытались рассказать ожидания, да, то есть с точки зрения пациентов, врачей, администрации, уполномоченного органа и так далее. И я просто хотела бы добавить, что в 2021 году компания McKinsey проводила исследование 18 тысяч человек из 15 стран. И это исследование выявило 56 основных навыков, которые помогут преуспеть в работе в будущем. И назвали эти навыки «Дельта». И они делали упор именно на то, что как важна в будущем, будет важна именно смесь знаний, навыков и компетенций. Да? То есть, например, когда мы говорим о том, что врач, предположим, он может быть врач, допустим, IT, врач и методолог и так далее. И как раз, когда они говорят о цифровых компетенциях, это как раз одни из тех, которые вы перечислили. Это Data Science, это программные разработки, инженерные решения и так далее. И это действительно очень важно. Однако мы должны понимать, что все решения, и с одной стороны и врач, и пациент, они находятся внутри организации, внутри организационной среды, которая тоже должна меняться. И здесь, соответственно, нужно понимать, или когда возникают какие-то новые продукты, которые мы должны внедрять в рамках клиники, потому что, по сути, клиника – это как раз-таки та часть системы, которая наиболее заинтересована в оптимизации всех процессов, и для того, чтобы именно изменить, например, модель оказания медицинской помощи внутри клиники. И здесь важно очень много факторов. И я хотела бы попросить Манас Амрегенович вас сказать несколько слов о том, потому что у вас внедрялся один из проектов. Да, ЦРБ. Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне посчастливилось, я думаю, закрывать нашу секцию. Презентации у меня предостаточно, но я сейчас бы хотел наш разговор перевести в такое практичное русло. Я сам человек прагматичный, хирург, занимаюсь хирургией печени, желчных путей, поджелудочной. И долгое время работал и в научной организации в Центре хирургии Сызганова, более 20 лет, и возглавлял там научную деятельность этой организации. Вот господин Костюк здесь есть очень хорошо, к сожалению, наших депутатов и представителей Минздрава нет. Я хотел бы сказать, если вы между строк, вот наши зарубежные гости сейчас говорили, вот доктор Левинс, что не должно быть эйфории от успеха, у нас так называемая цифровизация и так далее. С чем можно сравнить цифровизацию на сегодняшний день, именно в медицине? Цифровизация, я думаю, сработала только в одном месте. Это вот правительство для граждан, наши ЦОНы, где мы можем по принципу одного окна поменять, обменять, восстановить какие-то документы, сделать какие-то сделки, купли-продажи, получить какую-то справку там, о несудимости там, или там, каком-то там юридическом твоем состоянии, женат, замужем, там, или получить какую-то справку там, где-то о месте жительства. Но, к сожалению, в медицине на сегодняшний день, я вот сравниваю примерно это как, вот знаете, в крупном мегаполисе, в нашей Алмате или в той же Астане, построили развязку, долго ее ждали, 3-5 лет, построили развязку, все ринулись, и на ближайшем же светофоре через 200 метров опять пробка стала в 3 раза больше, чем было до этого. Вот такая вот у нас ситуация сейчас на сегодняшний день, что касается медицинской цифровизации. Я главный врач и крупнейшей клиники практически, наверное, в стране, в составе которой имеется и крупный стационар, и поликлиника, которая обслуживает. И ежедневно, то есть мы работаем со всеми цифровыми и информационными системами, то есть это и всем нам известны все порталы госпитализации и так далее, все регистры, онкорегистры и так далее,
скрининги. Кроме этого, есть там, конечно, 1С бухгалтерия, там K-Lab, лабораторные дела, наша система управления ресурсами, СУР, система управления медтехникой, СУМТ и так далее, и так далее. Я думаю, кто работает в практическом здравоохранении, это все прекрасно знает. Но давайте говорить так, вот сейчас госпожа Кель здесь, Наталья. Вот в 2016 году вообще цифровизация в медицине началась, наверное, я скажу, где-то в 2010 году, когда началась внедряться ЕНЦЗ. До этого мы держали компьютер на столе, который занимался только выписками пациентов или там, ну, какие-то там, то есть это была просто пишущая машинка, грубо говоря. И кто работал в советское время, там, в 90-х годах, были печатные машинки, мы печатали там через копирку. До 2010-го вся цифровизация у нас сводилась к тому, что мы на этих компьютерах играли в змейки или выдавали выписки. Все. С 2010 года вы видите, что за 12 лет у нас цифровизация идет, ну, скажем, семимильными шагами. Но, к сожалению, вот уже вот Ирина Алексеевна сегодня говорила, нормативка, правовая база и так далее, если она движется, скажем, арифметической прогрессией, то цифровизация идет уже шагать геометрической прогрессией. И мы не успеваем. И здесь вопрос не только в одном Минздраве, там миллион этих приказов НПА, которые уже многие не работают, многие устарели, многие практически вообще оторваны от действительности. Но здесь есть, вот я как руководитель этой клиники, нам нужно еще менять многие вещи, так называемые межотраслевые, межведомственные. Прежде всего, закон о госзакупках и закон о госимуществе. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое цифровой продукт, информсистема? Это что? Изделие медназначения, медоборудование, товар. Что это? Никто ничего до сих пор не может сказать. Вот я заключил договор, в 2016 году я работал, допустим, в первой больнице, заключил за много миллионов, там не помню, за 10, за 20 миллионов мы купили систему, МИС-систему Авиценна. Оказывается, у них нету портала «Роддом», а в первой больнице, если вы помните, есть «Роддом» у нас. Мне пришлось заключать договор, медстории закупать еще, информсистему. Пришел в 7-ю больницу, здесь... Домумед у нас сейчас работает. Вопрос уже другой, там, хороший или плохой, там, что лучше, там, Домумед, Авиценна, там, или медэлемент, я говорить не буду. Кому-то нравится интерфейс один, кому-то нравится удобство в другом, у кого-то хорошо работает портал, там, допустим, поликлиника, где-то лучше работает стационар и так далее. Но, к сожалению, мы до сих пор не знаем. Вот я купил вот эту Авиценну. По идее, я ее владею. Купил смартфон, купил там, я не знаю, машину в Toyota-центре, она уже моя. Правильно? Другой вопрос, где я буду обслуживаться, в Toyota-центре или там у дяди Васи в соседнем переулке. Вопрос, но, к сожалению, мы когда покупаем программный продукт, я извиняюсь, у меня даже в горле пересохло уже, то мы до сих пор нормативно даже не можем сказать, что это у нас. Вот если завтра, я почему разговор этот веду, вот мы 2 года прожили эту пандемию, и когда к нам приходят проверяющие органы, вот Даурен сидит, он наш юрист, это антикор, там ревизионная комиссия, госаудит, финконтроль, что там еще, Даурен, счетный комитет, не считая там своих там горздравовских, минздравовских и тому подобных комиссий, которые считали каждую маску, каждый наш этот маскировочный наш халат от пандемии. Когда касается вопросов программных, цифровых, вопрос тоже до конца не решен. Я, в принципе, допустим, мы работаем с Домумедом. Ладно, Домумед нам в рамках пилота внедрили бесплатно, но каждый год мы за каждое рабочее место, мы, по-моему, около 9-10 миллионов платим компании Натальи Киль. Ну, завтра, допустим, если меня не будет устраивать эта информсистема, захочу в 2023 году заключить другую информсистему, образно говоря. Что будет с этой системой? Наталья Киль ее заберет, и все, и у меня не будет доступа, хотя я ее вроде бы купил. Никто об этом ничего сказать не может. Поэтому вопросов касательно закупок очень много. Допустим, касательно Церебра, вот когда мы с ребятами этими внедряли эту систему, искусственный интеллект и так далее, вот директор РЦРЗ сделать, я им говорил, вы его должны... Во-первых, авторское право сделать. Вы должны его включить в протоколы диагностики лечения.
На него, допустим, РЦРЗ там, или Минздрав отработает завтра медико-экономический тариф, может быть, дадут клинико-затратную группу, и вот этот тариф включат в тот КЗГ, который позволяет нам лечить пациентов с инсультами. Инсульт там ишемический, который лечится консервативно, или инсульт, который оперируется нашими эндоваскулярными хирургами. Вопрос такой, да, здесь проблема, ну, такого, если она будет сидеть в протоколе, я его могу купить, я его могу на него потратить деньги и так далее. Но не проходит недели, не бывает недели, чтобы ко мне не подходила какая-нибудь IT-компания или какой-то IT-специалист с множеством предложений. Давайте там, начиная от системы пожаротушения, и кончая там системами безопасности, видеонаблюдения, там электронно-магнитных дверей и там кнопки вызова и так далее. То есть IT-продуктов очень много. И специалистам, как руководителям, очень трудно разобраться, где что будет с этим IT-продуктом завтра, через год. На него, как, допустим, на какой-то там продукт нету какого-то государственного удостоверения, РГУшки и так далее, и так далее. Есть техническая спецификация и все. Но насколько это завтра придет ребята с антикора в погонах и скажут: дорогой мой, что ты там купил? Кто тебе дал право? И так далее, и так далее. То есть это конкурентная среда, мы должны закупать через систему госзакупок, а госзакупки, они должны нам четко прописать, вернее, что это товар, изделие, услуга и так далее, и так далее. То есть это вопросы вот таких моментов очень много, понимаете? Вот, допустим, было, конечно, лестно слышать, что мы в топе 12 государств, у которых самое большое количество смартфонов. Но я только позавчера прилетел из-за границы, в 2:30 ночи вышел с самолета в аэропорту Алматы, и там доблестные наши сотрудники санэпидстанции в желтых жилетах начали со всех требовать паспорт вакцинации. Хотя у всех есть ЕГОВы, уже в Каспии, КИЗ даже есть все наши паспорта вакцинации. Нет, они создали вторую очередь, и ты должен был показать этот бумажный вариант с этими печатями и там, с этими QR-кодами о том, чтобы у тебя есть паспорт вакцинации. Полусонные, все уставшие, кто-то с детьми на руках. Вот мы и показываем свою цифровизацию в области медицины. Пригласи этих сессников в 2 ночи в мою больницу, взять какой-нибудь посев, не дождешься. Нет, но они дружно работают. Поэтому в этом плане я говорю, что я просто не хочу ваше мнение время много занимать. Это то же самое сравнить. Вот мы 30 лет назад ездили там на старых «Жигулях», потом пересели на иномарки бэушные. Сейчас кто-то ездит на более дорогих, кто-то на менее дорогих, кто-то переходит на гибридные машины. И в итоге кто-то завтра или уже кто-то сел, перешел на электромобили. Опять же, кто-то на Теслу сел, кто-то там на попроще. Европа там говорит, что с 30-го года уже вообще не будет выпускать атмосферные двигатели. Но вот в цифровизации мы то же самое понимаем, что любой программный продукт – это все равно это деньги, услуга. И не нужно думать, что это все бесплатно дается нашей больнице. Если мы вот этот искусственный интеллект внедрили, он за собой тащит кучу других дорогостоящих уже тех вещей, которые уже потребуют больших колоссальных вливаний. Если мы делаем обычную компьютерную томографию головного мозга, для того, чтобы там снять или подтвердить диагноз, который поставлен церебро, я должен делать КТ-перфузию, так называемую, головного мозга. КТ-перфузия – это в 50 раз больше изнашивает электронно-лучевую трубку этого компьютерного томографа, во многократно увеличивает лучевую нагрузку на пациента и так далее, и так далее. А в тарифе он идет как обычное компьютерное исследование, понимаете? То есть туда идет расход и контраста больше, и так далее, и так далее. На сегодняшний день, вот то, что сейчас Расул говорил, пациенты у нас готовы. Сейчас любой специалист, который консультирует пациента, уже никогда не смотрит там рентген или компьютерные снимки. Если я смотрю пациента, я прошу у него принести мне диск. Диск или принести там на каком-то другом носителе весь этот протокол МРТ или протокол КТ. Но нужно понимать, что больничная сеть нашего Казахстана – это не только холдинг Астаны или ведущие крупные клиники Алматы или институты научно-исследовательские. Это фельдшерско-акушерский пункт в Бенеевском районе Мангостауской области, где проживает 100 человек. И который тоже должен этого пациента направить куда-то на госпитализацию, тоже должен образом поставить хотя бы ему первичный диагноз и так далее. И приходится... То есть я несу дополнительные затраты. Я должен теперь покупать не только рентген-пленку, я покупаю компакт-диски, чтобы этому пациенту дать компакт-диск. Многие сейчас уже ноутбуки, компьютер даже на компакт-диске не читают. Им нужны уже другие носители. Я, то есть, должен теперь покупать флешки, грубо говоря. Аппараты уже не позволяют. А в другом, я говорю, это понимаете,
разные больничные сети. Есть крупная клиника, которая может себе позволить это купить, но в смете расходов, в специфике, если я покупаю бензин для своего транспорта или там, не знаю, макароны для пищеблока, меня поймут. Но если я куплю, допустим, 10 тысяч флешек, которые я за год делаю, меня никто не поймет. Завтра ребята в погону говорят, ты что тут выдумал? То есть, понимаете, если я куплю там медикамент, да, флешку не поймут. Вот, то есть, есть очень много таких вот ножниц, которые не позволяют руководителям клиник. Я не буду говорить, вы должны понять прекрасно, что я двумя руками всегда за. Я как работник науки, как главный врач и так далее, всегда за цифровизацию. Но нужно понимать, что есть такая стратегическая вещь, есть где мы должны менять нормативку, вопросы закупок, вопросы прописать четко, что это является товар, услуга или не знаю, что это будет еще. Но инфраструктура должна быть подготовлена, поэтому я не хочу все это в радужных красках описывать, я гораздо хочу сказать, что о тех проблемных вещах. Протоколы диагностики. Даже тот же компьютер, который будет читать эту флешку или внедрять эту информсистему, то ли она желтой сборки с пиратской своей лицензией, или я должен покупать белые сборки с так называемыми авторизованными лицензиями, которые стоят на порядок выше. То есть, вы понимаете, приходится главным врачам, руководителям изворачиваться, и то есть мы как между молотом и наковальней. Хочется внедрить все эти бизнес-процессы, про которые Алибек сейчас говорил, или Расул, но с другой стороны, мы увязаны в бюджете. Если наш бюджет здравоохранения сейчас 2 триллиона с лишним, 100, то Расул мы пару недель говорили, из них всего 500 миллиардов, ну то есть, грубо говоря, 25%, это наши с вами отчисления. То есть то, что ФСМС, так называемое. Остальные 1,5 триллиона с лишним, это гарантированный объем бесплатной помощи, который платит государство. И поэтому для пациентов вот нужно понимать, что у нас бюджетные средства, которыми нас ФСМС администрирует, то есть дает, мы очень, скажем так, сжаты. У нас на развитие ничего не остается. Ну, то есть это нужно очень много энергии и очень много таких моментов делать, чтобы развивать клинику. Все дополнительные какие-то небольшие лишние деньги есть, мы направляем на что? На повышение заработной платы, на стимулирование работников. Но для развития, для того, чтобы я хороший IT-продукт включил, отрегулировал какой-то хороший бизнес-процесс, это приходится изворачиваться, искать какие-то внебюджетные поступления и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, говорю, это палка о двух концах, поэтому сейчас, конечно, вот то, что сегодня наши докладчики показывали, конечно, это все моменты такие, это больше такого, может, рекламного характера. Они нужны однозначно, но это так называемая операционная деятельность. А нам нужно стратегически отработать и потом, чтобы в конце получить хороший результат. Поэтому я считаю, что мы сейчас на правильном пути. Спасибо организаторам, которые организовали вот такой форум. Действительно, я думаю, что без цифровизации мы никуда не денемся. В здравоохранении очень много у нас наработок есть. Вот как Лила в самом начале сказала, действительно, мы хотим за небольшие деньги получить европейский или американский стандарт оказания медицинской помощи. Но дай бог, все-таки наше здравоохранение идет, двигается. И практически никто из наших пациентов медицинской помощи не лишен, про которую говорили наши сегодняшние американские коллеги, где практически очень большие ассигнования вносит каждый сам за себя. Поэтому я думаю, что движение у нас правильное, но вопросов, и, как говорится, и головокружения от успеха в сфере цифровизации у нас быть не должно. Спасибо. Спасибо, Манас Эмиргенович. Ну, действительно, крик души. Это вот когда действительно, как говорил Маяковский, да, когда любовная лодка разбилась о быт. И это действительно так, что это как раз-таки и есть те риски организационной среды, которые тоже могут влиять, то есть как барьер, да, для того, чтобы внедрять новые цифровые продукты, делать какие-то цифровые вещи и так далее. Но у нас не случайно сегодня присутствует руководитель Национального научного центра развития здравоохранения, потому что мы надеемся на то, что как раз-таки мы здесь собрали всех заинтересованных лиц, мы видим, что есть некая десинхронизация, да, в
в нормативно-правовых актах, и причем не только которые касаются медицины, но и других вещей, да, о которых вот вы как опытный руководитель уже озвучили, да, там госзакупки и так далее. И поэтому я надеюсь, Александр Владимирович, вот можно от вас услышать несколько слов о том, как мы можем вместе с Национальным научным центром, профессиональная ассоциация, ассоциация телемедицины и электронного здравоохранения, как мы можем объединить усилия в том, чтобы начать эту синхронизацию с одной стороны, а с другой стороны именно Институт развития здравоохранения у нас в Казахстане, как реально мозговой центр, как мы можем вместе объединить усилия в этой работе. Спасибо большое, Лея Разильевна, за приглашение на ваш форум. И в целом, я думаю, получилась очень интересная панельная сессия. Действительно, проблемы, существующие в нашей системе здравоохранения, которые озвучили сегодня на ряде сессий, в том числе и на этой, многие назревали уже в течение целого ряда лет. И на сегодняшний момент я представляю Национальный научный центр развития здравоохранения, который, может быть, к сожалению, не так вовлечен именно в стратегию развития как раз цифрового здравоохранения. И в чем, наверное, одна из таких ключевых проблем кроется, потому что помимо вот факторов, связанных с IT-технологиями, железом очень важно конечный потребитель, система здравоохранения, чтобы именно та информатизация, которая проводится в нашей системе, она была ориентирована на потребителя, на систему здравоохранения, на врача, на менеджера здравоохранения, чтобы мы получали реальные результаты, реальные показатели, чтобы системы, они не были какими-то такими просто данью моды, да, цифровизация, они реально служили людям. Вот хороший вопрос подняли сегодня по закупкам, в том числе наше законодательство во многом на сегодняшний момент нечетко выстроено в этом отношении, в отношении цифровых продуктов. Все мы много говорили о последствиях пандемии ковида, локдауне, развития дистанционных технологий, тех же Zoom, WebEx. Ну, банально, понятно, что как бы есть, конечно, Google Teams, есть еще ряд других продуктов, но их не так много. Ну, тот продукт, который можно купить банальным сайтом на кликом на сайте Zoom, мы вынуждены покупать через закупки, через посредников и так далее. Даже вот этот момент не урегулирован достаточно в нашем законодательстве, потому что нет такой возможности. Это очень зарегламентированный процесс, очень правильный вопрос поднимали. Я думаю, что на сегодняшний момент я, как вы знаете, может быть, не такой долгий период работаю в Национальном центре развития здравоохранения. Я считаю, что эта организация должна активно вовлекаться именно вот в такие стратегические вопросы развития информационных систем, чтобы они служили людям, профессионалам здравоохранения, чтобы они служили конкретно медицинским организациям. Они не должны быть в отрыве от потребностей врачей, от потребностей организаторов здравоохранения, потребностей медицинских организаций. В этом направлении мы собираемся развиваться в дальнейшем. Я думаю, что как бы я со своей стороны очень рад, что поучаствовал в сегодняшнем мероприятии. Очень много интересных вопросов, которые, безусловно, мне были какие-то известны, а какие-то я для себя открыл. Очень хороший фокус этой сегодняшней сессии, очень перспективное участие пациентских организаций. Я считаю, что голос пациентов, и в том числе не только, наверное, с позиции использования каких-то девайсов диагностики и лечения, но и с позиции изучения, получения обратной связи, фидбэка. Это тот тренд цифровизации, который еще необходимо развивать. Поэтому давайте коллаборировать, очень хорошо, что вы создали такую ассоциацию. Очень важно, чтобы наша организация тоже держала руку на пульсе конкретно, причем не только ведущих научно-исследовательских институтов, научных центров Нур-Султана или Алматы, а именно, наверное, региональных медицинских организаций, которые, может быть, какие-то даже аспекты цифровизации банально могут быть из-за отсутствия стабильного интернета недоступны. Да, спасибо большое за ваш комментарий. И я надеюсь, действительно, что у нас получится создать такое достаточно эффективное сотрудничество в этом, потому что я знаю, я помню, как мы с вами работали в УКК, как вы всегда вот за такое вот разностороннее обсуждение вопроса, да. И поэтому мы очень надеемся на то, что Центр развития здравоохранения – это действительно то,
та организация, которая должна активно участвовать. И в процессе подготовки к форуму, в целом, когда изучая проблему цифрового здравоохранения, я очень много действительно увидела, как Всемирная организация здравоохранения вообще какое очень большое внимание оказывает этому вопросу, начиная там в целом от разработки стратегий, от обучения, да, как готовить специалистов в этой области, до оценки технологий, да, цифровых, например. Есть целые тоже гайдлайны по этому вопросу. И для меня это стало таким очень сильным подспорьем в целом, да, то есть в процессе подготовки к форуму с одной стороны, и с другой стороны я тоже лишний раз понимаю, как это сложно оценить технологии, потому что я думаю, я не знаю, кто-то слышал или нет, также есть, вот, допустим, технология для слепых пациентов, которая вошла вообще в список, в топ список открытий, разработок, да, и Всемирного банка, и там инновационных проектов, тоже, который разработал наш казахстанский инженер. Очень сложно внедрить эту технологию, так как нет оценки. Нет оценки. И они сейчас вынуждены, допустим, выходить на какие-то пациентские организации для того, чтобы пытаться это внедрить. Поэтому, Ербол Маратович, я надеюсь, что вот вы тоже нам дадите какие-то рекомендации по поводу этого вообще, как нам необходимо, скажем, синхронизировать усилия, да, потому что на самом деле хорошо, что вообще эта цифровизация случилась, потому что мы увидели, насколько у нас несинхронизированные нормативно-правовые акты, причем в разных сферах, да. Поэтому вот мы будем рады, если офис ВОЗ в Казахстане тоже нам окажет очень сильную в этом смысле поддержку. И вот что вы можете нам порекомендовать? Добрый день, коллеги. Большое спасибо, во-первых, за приглашение. Для Всемирной организации здравоохранения цифровизация играет очень важную роль, как вы сказали. Она рассматривается сейчас одним из ключевых ресурсов системы здравоохранения наряду с кадровыми ресурсами, финансовыми, инфраструктурой и так далее. То есть цифровизация, правильные, своевременные, полные, точные данные о том, как функционирует система здравоохранения, это критически важно на современном этапе для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы развиваться, особенно с учетом того, что Казахстан, как и большинство стран мира, развитых и развивающихся, уже давным-давно перешел вот этот процесс эпидемиологического перехода, и для нас сейчас основную важную роль в бремени болезней играют неинфекционные заболевания, даже несмотря на пандемию. Это означает, что у нас ресурсов, несмотря на то, что мы их наращиваем каждый год, у нас их все меньше и меньше, потому что люди живут все дольше и дольше, и при этом они все больше и больше заболевают неинфекционными заболеваниями, которые пожирают огромное количество ресурсов внутри системы. И с этой точки зрения, конечно, цифровизация – это просто, наверное, неоценимый помощник в том, каким образом можно попытаться усилить эффективность нашей системы в условиях ограничения ресурсов. И, конечно, наверное, банальную вещь скажу, уже об этом многие говорили разными другими словами, предыдущие выступающие. Цифровая трансформация, цифровые вот эти бенефиты, они невозможны без аналоговой поддержки. Аналоговая поддержка подразумевает, что мы понимаем, что мы хотим добиться от цифровизации, то есть у нас есть какое-то видение, у нас есть какая-то стратегия, у нас есть регулирование, у нас есть законодательство, которое позволяет реализовывать вот эту цифровую трансформацию, у нас есть люди, различные стейкхолдеры, которые вовлечены, которые информированы, которые обучены. Это не только медицинские работники, это не только IT-специалисты, это, естественно, сами пациенты, это менеджмент, это те, кто управляет системой здравоохранения, они тоже должны в полной мере понимать, что и как может быть получено с помощью цифровизации. Естественно, это какое-то видение архитектуры целевой, о которой тоже сегодня много говорили на предыдущих сессиях. Это какое-то понимание информационной модели, которую мы хотим получить в рамках цифровизации. То есть без вот этих всех многочисленных слоев, которые скрыты как вот невидимая часть айсберга,
Невозможно получить вот эти, просто внедрить цифровой инструмент, к сожалению, так не работает. И мы с вами, вот я думаю, что практически каждый об этом сегодня говорил, потому что цифровые инструменты, их сейчас, к счастью, становится очень много, они очень доступны по сравнению, например, с тем, что было 10 или 15 лет назад, да, не только в Казахстане, во всем мире. Огромное количество новых проектов, связанных с искусственным интеллектом, и у нас в Казахстане тоже они есть. То есть они доступны, они есть, но для того, чтобы их внедрить, для того, чтобы они действительно сделали какую-то разницу для пациента, для медицинского работника, для системы здравоохранения, для этого нужны вот эти аналоговые вещи, которые должны точно так же сработать навстречу. Поэтому ваш форум – это замечательный пример того, каким образом нужно начинать выстраивать вот это взаимодействие, вовлекать различных стейкхолдеров, обсуждать открыто, давать какой-то фидбэк. Вот потрясающее выступление только что главного врача о всех этих наболевших вопросах. Это все нужно обсуждать и пытаться решать сообща. И поэтому ваш форум – отличная возможность. Я надеюсь, что вы продолжите такую работу совместную, вовлекать всех, кого только возможно, для того, чтобы действительно реализовывать цифровую трансформацию на системе здравоохранения. Спасибо вам большое организаторам. Да, спасибо большое за комментарий. Я надеюсь, что вместе с ВОЗ мы сможем это сделать вместе с Национальным научным центром развития здравоохранения, вместе с представителями Министерства здравоохранения, которые сегодня были, потому что на самом деле сейчас время такое, что для того, чтобы не опоздать, вообще-то нужно уже не просто там идти, нужно просто бежать, да, и для того, чтобы найти сделать вот этот скачок, как раз-таки нам нужно всем вместе открыто, не случайно сегодня вообще присутствуют и представители, присутствовали и госсектора, и частного сектора, и IT-компании, и пациентские организации, и международные организации. Да? И не случайно, потому что мы хотим все вместе внести свой вклад в это дело, такое в цифровую трансформацию, да, и для того, чтобы именно сделать это эффективно. Спасибо большое. Если у кого-то есть еще что добавить, у нас сейчас немножко есть буквально несколько минут для дискуссии или уже нет? Спасибо огромное всем участникам и огромное спасибо нашим спикерам от лица оргкомитета, ассоциации. Я хочу сказать, что ваша поддержка, наверное, это самое главное, потому что ничего невозможно сделать в одиночку. У нас на самом деле есть возможность обсудить, но я предлагаю все-таки нам всем переместиться в соседний зал. Заметили, как у нас трансформируются залы? Переместиться в соседний зал, потому что там будет закрытие форума. И как раз услышим кусочек их дискуссии. У них очень жаркая дискуссия. Они там они выпили всю воду, выдышали весь воздух, прибегали к нам сюда за водой, на водопой. Поэтому пойдемте к ним. Спасибо огромное всем.